Первая книга из вселенной Стикс. Чужая. Слушайте, ставьте лайки, подписывайтесь. Желаю приятного прослушивания. Василий Лазарев. Миры Артема Каменистого. Стикс. Чужая. Книга 1. Глава 1. Дискотека на костях. «Ну ты как?» Заботливый голос подруги дрожал от нетерпения в телефоне. То, что ей и правда интересно, Марго понимала, но вот испытывала ли та хоть капельку сочувствия, это вряд ли. Козел он. Да это понятно. Как было-то все. Маргоша, всегда из тебя надо все клещами тащить. Было не очень. Вернее, сначала все было просто супер. Павлик меня пригласил в ресторан. Ты должна помнить, тот на Кутузовском. Посидели так неплохо. 15. Потом лимузин заказал прямо к подъезду. Ох, Светка, это сказка просто. Везет тебе, Марго. Меня все ж трясет от зависти. Вот бы мне так. Но никто не предлагает от чего-то. Ну, конечно, везет, ага. Дальше тебе вряд ли понравится, вздохнула Марго. Неужели групповуха? Сплюнь. Нет, в этом плане все нормально. Проснулась я утром, а этот кобель ласты свои на меня пристраивает. А мне уже на пару в универ пора. И вообще неохота. Конечно же. Ты без ресторана не возбуждаешься, — донеслось хихиканье из трубки. — Знаешь что? Вообще ничего не скажу. Стоп, подруга. Юмор фильтруй. Что дальше-то? А дальше я лапой его сбросила, а он во сне говорит. — Таня, Танечка, ну куда же ты? До попки-то мы не добрались. — Ах! Ну ты подумай, скотина какая! Вот дела, Марго. Ты держись. — Держусь. С этой... Ну, ты поняла, я... Слова, что именно она хотела с ним сделать, утонули в девичьих слезах. Так, подруга, выше нос. Сегодня идем в клуб. Будут только наши из группы. Там поговорим. До вечера. Светка отключилась, дабы срочно поведать Ленке о превратностях жизни подруги. Марго зашла к себе в квартиру и села на пуфик, тупо уставившись в пол. Родители были на работе. Делать ничего не хотелось. Светка опять разбередила то, что она стала забывать. Ладно, хрен с ним. Отольются ему Маргошкины слезки. А она пойдет сегодня в клуб и оторвется там на всю катушку. Чтобы надеть. Пока она одевается, мы познакомимся с ней поближе. Приятная девушка среднего роста, шатенка. Каре чуть ниже ушей, выгодно открывает изящную шейку. Лицо овальное, брови прямые, слегка изгибаются к краям. Губки пухлые, но в меру. Глаза серо-зеленые. Руки ухоженные, длинные пальцы увенчаны красивым маникюром. Стройная, но не худая. Грудь 3-го размера и накачанная попка. Наприседала. И, понятно же, все свое. Зачем девушке с последнего курса МГУ силикон? Молодость. Одета в джинсы Wrangler, короткий ядовито-желтый топ с милой улыбающейся зверушкой. Сверху джинсовая куртка. На ногах белые добротные кроссовки. Немного косметики, не броско, но в тему. Скромный золотой гарнитур, серьги-гвоздики и кулон в виде знака бесконечности с маленькими брюликами. Не мажорка она, да и откуда? Папа — научный сотрудник, хоть и старший, а мама — врач. В МГУ поступила сама с 1-го раза. Будет журналисткой, если будет. Музыка гремела так, что в дальнем от сцены конце зала невозможно было говорить. Только кричать друг другу в уши. Шар на потолке отстреливался бликами во все стороны. Лазерные лучи всевозможных оттенков пытались развеять дым, клубившийся над танцполом. Танцующие люди под светом стробоскопа своими неестественными движениями напоминали зловещих мертвецов. Поднятые над головой руки казались Марго водорослями в какой-то мутной жиже.
А может, на нее так подействовал второй мохито. «Сейчас Серега травку принесет!» Торжествующе пропищала в ухо Светка. «Чего? Прямо здесь?» Девушка уже ничему не сопротивлялась, лишь бы долой мысли пропав... козла этого. «Подумаешь! Вон, смотри, справа, почти не скрываются!» И правда, компания ребят за соседним столом энергично забивала косяки. «Раз так, то да! Где он? За смертью посылать только! Как списать-то он первый! Заждались, мартышки! Сейчас будем расширять сознание!» Стоило только вспомнить Серегу, как вот он, пожалуйста, нарисовался. Косяк, на удивление, быстро закончился. Марго откинулась на спинку дивана и, наконец-то, почувствовала покой. Отпустили мрачные думы, и она отдалась на волю звуковых волн, пронизывающих зал. Ритм заставлял людей дергаться, даже сидя на диване. Глаза блестели, мысли обгоняли свет. Кайф. Девушка решила, что ей показалось, или дым на танцполе стал гуще. И запах. Это не трава, что-то еще. Кислое, как на уроке химии. Марго сомневалась всего минуту, как вдруг погас свет. Везде. Ну точно, проводка. Так пахнет сгоревшая проводка. Хотя нет. Недовольные возгласы выбившихся из ритма людей стали раздаваться то там, то тут. Дурман медленно спадал, а вот свет давать не спешили. На улице послышались выстрелы. Сначала одиночные, потом очередями. «Это уже ни в какие ворота не лезет», — подумала Марго. «Меня одну так накрыло, или вы тоже это слышите?» — повернулась она к Светке. «Может, это перформанс такой?» «Свет, проще, выражайся. Ща узнаю». Серега попытался встать с дивана, но Марго ухватила его за руку. «Сиди лучше, Рэмбо». Входные двери распахнулись от хорошего пинка, и по залу забегал луч прожектора. Люди закрывали глаза руками, кричали, ругались, кто-то завизжал. Послышались глухие удары. Неясные фигуры метались вокруг, раздавая удары руками и ногами офигевшим посетителям. Несколько человек, согнав диджея, столкнули вниз его оборудование и утвердились на сцене. «Касается всех! Организованно движемся на выход! Все, быстро! Кто будет тормозить — смерть!» Многократно усиленный мегафоном хриплый голос разорвал тишину в зале. И в подтверждении своих слов говоривший дал очередь в потолок из автомата. Народ стал возмущаться. Пьяные и обкуренные, они не восприняли его слова всерьез. Следующая очередь пошла уже в танцпол. Мозги блондинки брызнули во все стороны, забрызгав стоящих рядом гостей с юга. «Как-то маловато мозгов», — автоматически подумала Марго. Несколько фигур сломалось, словно куклы. Одну отбросило на колонну, и она тихо сползла, оставляя красные потеки на белом. До людей стало доходить, что шутки кончились. Компания девчонок, визжа и маша руками, побежала к выходу. За ними потянулись остальные. Снаружи стоял день, хотя внутренние часы говорили, что сейчас никак не меньше часа ночи. На улице было полно вооруженных людей, рассекавших поток выходящего народа на несколько рукавов. Все пути оканчивались белыми столами с неизвестными приборами на них и людьми в белых скафандрах за ними. От военных пахло, как от давно немытых бомжей. Слышались сальные шуточки. Один плюнул в парня, идущего впереди. Тот возмутился и тут же получил прикладом по лицу. Марго крепче сжала Светку за руку, продолжая идти к столу. «Правую руку!» Человек в скафандре издал приглушенный звук. «Быстрее!» Он резко схватил Сергея за руку, поднес к указательному пальцу нечто похожее на мыльницу. Раздался щелчок, Серега поморщился от укола. Через мгновение на маленьком окошке мыльницы высветился красным неизвестный символ. Человек в скафандре
махнул рукой, как бы отмахиваясь от парня, и тут же удар прикладом в спину унес Сергея вправо. «Ты?» — палец Белого указал на Марго. Девушка не спеша подошла. Космонавт в нетерпении дернул ее за руку, притягивая к себе, и быстро уколол. Машинка задумалась на несколько мгновений и замигала зеленым. «Забирай быстрее!» Потный мужик с мерзкой улыбкой поволок Марго к стоящим неподалеку клеткам. «Повезло тебе, мясо. Правда, недолго будешь радоваться», — многозначительно изрек Вонючий, открывая клетку. Марго влетела туда пулей, споткнувшись об чьи-то ноги, и затормозила уже носом на металлическом полу. «С прибытием, крошка!» На полу сидел плешивый сутулый мужичок. Весь помятый, правый глаз заплыл, разбитые в кашу губы еле шевелились. «Здрасте. Может, вы объясните, что здесь происходит?» Марго вытерла рукавом капли крови под носом. Мужчина поглядел на нее с интересом. А мы познакомимся с ним. Иванов Эдуард Евгеньевич, лет 40, лысоват, худощав, постоянно сгорблен. Оставшиеся волосы торчали, как у Эйнштейна, в ужасе вылезая из-под кепки с маленьким засаленным козырьком. Когда-то он носил очки, но улей его вылечил. Однако по-прежнему осталось рефлекторное движение поправить их на носу. Брови шикарные, кустистые, давно не стрижены. Взгляд колючий, пронзительный. Уши большие, лопоухие, немного поросшие волосами. Врач-гинеколог высшей категории. Практикующий, заведующий роддомом. Спас немало детей, доставал из безвыходных ситуаций, иногда в прямом смысле. С начальством неуживчив, крайне циничен. Любит черный юмор, знает множество анекдотов и врачебных историй. «Охотно!» В глазах мужика играли чертики. «Нам с вами жить до утра, нас». «А где полиция? Кто эти уроды?» «Полиция! Хе-хе! Извольте. Их съели уже, я полагаю». «Ты дурак, что ли?» «Я? Нет. Вы попали в другой мир, милочка. И, как вижу, вам повезло. Вы останетесь жить. Но, как я ранее уже говорил, только до утра. Потом вон те господа в белом разберут вас на органы». Он махнул в сторону столов. «Вы хотите сказать, что это не Москва?» «Нет». «Вроде не сплю. С одного косяка так не бывает». В этот момент на площади раздался пронзительный визг. Двое солдат укладывали девушку на белоснежный стол. Зафиксировали конечности толстенными бинтами и отошли в сторону. Человек в белом скафандре не спеша расстегнул квадратный кейс, достал оттуда инструменты и 2 прозрачных контейнера. Укол в плечо, и жертва перестала брыкаться и визжать. Только бешеные глаза давали понять, что она все чувствует. Белый достал скальпель и ловко резанул живот. Запустил туда руку в перчатке, вытянув печень, и таким же ловким ударом отделил ее от тела. Глаза девчонки вылезли из орбит. Взгляд погас. Потеряла сознание. Вовремя. Белый, не мешкая, орудовал скальпелем. Второй контейнер быстро заполнялся. Напоследок он махнул ей по горлу, даруя вечный покой. Марго вырвала точно на штаны Плешивому. «Извините, это правда, что я вижу?» «К сожалению, да», — проговорил он, стряхивая остатки чизкейка со своих штанов. «Дальше больше». В подтверждение его слов раздались автоматные очереди, затем стоны. Одиночные выстрелы оборвали и их. Народа в клубе было около 1500. У стен соседних зданий большинство из них закончило свой путь. Единицы оказались в клетках. Еще несколько десятков прошли через белоснежные столы, не оставляющие на себе следов крови. Вся экзекуция заняла часа 2. «Сейчас будут собираться. И так наследили порядочно». «А что с нами?»
Обведя глазами клетку, спросила Марго. Мы на десерт. Возможно, просидим здесь несколько дней, хотя... Люди в скафандрах стали собирать свои пожитки и столы. Контейнеры с органами тщательно упаковывали в большие ящики. Солдаты подогнали погрузчик, который поддевал клетки с людьми, как палеты в Ашане, и увозил за угол дома. Вскоре очередь дошла и до клетки с Марго. Небольшое путешествие принесло много новой информации. За углом стоял натуральный звездолет из фантастического фильма с открытым люком-пандусом. Вот туда их и увез погрузчик, в самую глубину трюма. Над каждой клеткой мерцал номер. В полутьме слышался плач, всхлипы и мат. Какой-то хриплый голос неуверенно обещал вступить в половой акт с обладателем скафандра. Атмосфера была тяжелой. А когда их начали по одному доставать из клеток и уводить внутрь корабля, то вообще стало свинцовой. Каждый трясся, ничего не понимая, желая только одного, чтобы следующим был не он. Марго закрыла глаза и тихо стонала от ужаса, вспоминая, как у нее на глазах выпотрошили Светку. Раздался скрип двери, а потом сильные руки выдернули ее, как морковку, из клетки. Надев на лицо маску, повели внутрь. — О, какая лялька! Ложись, девочка, пока ничего страшного. Входя в операционную, она увидела двух мужчин. Оба в шортах и майках. Скафандры стояли в нишах. — Что у нас по ней, Джозеф? — спросил тот, что постарше. — Анализы интересные. Шеф упоминал нечто подобное. При обнаружении вколоть эссенцию и понаблюдать. Свежа, девка, свежа, не отнять. Ох, я б с тобой поигрался. Но нельзя нам. Заразишься, от тебя не отмоешься потом. Молодой оказался игривым кобельком. — Вас, уродов, самих надо через мясорубку пропустить, — не выдержала Марго. — Ах, боюсь, боюсь. Смотри, Джо, мясо злится. Оба заржали в полный голос, хватая при этом девушку. Через секунду Марго оказалась на столе. Что с ней будет дальше, она уже насмотрелась и иллюзий не питала. Губы сами вспомнили давно забытый «Отче наш». Тот, что постарше, достал из шкафа большой шприц кубов наста. Внутри плескалась красно-черная жидкость. «Будет больно», — обрадовал молодой, довольно щерясь белоснежными зубами. Дальше Марго отрубилась и очнулась уже в клетке. Мужичок, старый знакомый, положил ладони ей на голову. Помотав головой, сбрасывая его руки, она замычала от боли. Мозги, казалось, булькали в черепной коробке. — Молодец, сильная, очнулась. Долго я так валялась. Зрение не хотело восстанавливаться, в голове были слышны странные урчащие звуки. 3 часа как принесли. И не тронули тебя. Странно. Они сказали о какой-то инструкции, что таким, как я, надо колоть эссенцию. Полстакана черно-красной. Марго еле успела согнуться, и ее вырвало в угол клетки. — На, выпей. Тем, кого решили оставить, дали немного живчика. 3 глотка, не больше. — Фу, это же ослиная моча на водке! С трудом удерживая в себе выпитое, пробормотала Марго. — Если меня отпустят, я убью Светку. — Ее уже нет. И тебя вряд ли когда отпустят. Дай-ка я тебе голову посмотрю. Не шевелись 5 минут. Довольно долго Плешивый изображал из себя медиума, потом выдал. Я только слышал о таком. Но Нолды все же смогли это растворить. Занятно. — Ты что камлаешь там, дядя? Говори, что со мной? — Первое. Ты иммунная. Во-вторых, Нолды вогнали тебе раствор из 2 жемчужин, красную и черную. Обычно одновременный прием 2 сразу — это гарантированная встреча с Творцом. В-третьих, ты начала меняться. Я стараюсь, чтоб ты, девонька, не стала квазом. Все болит. Ты можешь по-русски? Хорошо, слушай. Краткий курс. А почему не подробный? А зачем?
Думается, мне 3 кратки не успеешь дослушать. Спасибо, обнадежил. Жги. Как ты уже поняла, мы в другом мире. Весь ваш вертеп с плясками перенесло, когда запахло кисляком. Это тот самый туман с таким запахом. Он всегда возникает, когда кластер перезагружается. Дальше вас встретили муры. Это солдаты с рожами на задницу похожими. Рифма, хе-хе. Муры — это плохие парни. Они занимаются всякой непотребной деятельностью, в том числе отловом доноров органов для внешников. Так вот, в скафандрах — это нолды, одни из внешников. Инопланетяне почти по-вашему. Они любят потрошить таких, как мы, иммунных. Наши органы увеличивают им продолжительность жизни. Мы у них сейчас на корабле. В скафандрах они потому, что боятся вдохнуть местный воздух. Снимают только у себя внутри, там герметично. В воздухе витают споры грибка. Они и есть причина всего. Большинство людей, вдохнув воздух, через некоторое время превратятся в зомби. Мы их называем зараженными, чтобы тебе понятнее было. А иммунные вынуждены пить эту ослиную мочу до конца своей жизни. Мы называем ее живчиком. После его приема у тебя проясняется голова и добавляются силы. Согласен, невкусно, но есть рецепты для таких городских дамочек, как ты. Из монстров можно достать разные полезности. Со временем они вырастают в огромных чудовищ. У каждого есть под затылком споровый мешок, в котором и содержатся вкусности. Пока они маленькие, у них нет ничего. Дальше — больше. В частности, спараны, из которых готовят живчик. А как же готовят эту ослиную мочу? Берешь спаран, кидаешь в пол-литровую бутылку и заливаешь водой на 3/4. Еще на четверть добавляешь водки. Когда спаран растворится, необходимо процедить через марлю, ткань или что-то подобное. Можешь также добавить ароматизатор по вкусу. Так вот откуда эта гадость. А без нее здесь никуда. Дальше горох уже попадается. А есть очень сильные монстры, у них уже можно разжиться жемчужиной, как правило, черной, но бывают и красные. Если их с умом принимать, то можно существенно усилить свой дар. Дар? Теперь конкретно о тебе. У тебя открылся дар. Человек приобретает свойства, усиливающие его. Он может стать сильнее или быстрее, может становиться невидимым или телепортироваться, много чего еще. Дар со временем усиливается и может достигнуть просто фантастических показателей. Также человек может приобрести несколько новых способностей, но лучше всего заполучить один дар и развить до космических высот. Потому как он у тебя наверняка открылся один и останется единственным, правда, развившись до небес. Что за дар, непонятно, но что-то связанное с контролем надо... Договорить он не успел. На улице раздалась стрельба. Полили из всех стволов. Крики, команды, хрип. 2 человека в скафандрах, стоявшие на пандусе и охранявшие входы, практически лопнули, распоротые невидимым ножом. Нет, не ножом, скорее двуручным мечом. Дверь в первой клетке распахнулась, и в ее проеме материализовался скелет ростом с человека, обтянутый желтой кожей. Руки до локтя еще были похожи на человеческие, но ниже переходили в уродливые лапы. Каждый палец, в свою очередь, заканчивался лезвием величиной с хороший кинжал. Голова была лысой, с венчиком коротких волос, как у пожилых людей. Только вот в отличие от них, у него имелись клыки на обеих челюстях, каждый сантиметров по 10. Маленькие глазки бегали туда-сюда, будто не зная, с кем из пленных познакомиться первым. Марго не уследила как, но женщина, сидевшая ближе всех к выходу, вдруг осталась без головы. Фонтан артериальной крови залил всех рядом. Залп ужаса из десятков глоток заставил похолодеть. «Бля, мужик, это кто на?» С Марго мигом слетел на лед городской Фемины, почти окончившей МГУ. «Конец фильма, вот кто это», — прошептал Плешивый.
Молись, если можешь. Соседние клетки опустели довольно быстро. Марго очень надеялась, что чудовище насытилось, но, судя по его плотоядному взгляду, у него еще осталось место в животе для них. Девушка стала со стервенением трясти прутья клетки, пытаясь выбраться, но только расцарапала руки до крови. Со скрипом распахнулась дверь клетки. Внутрь не спеша протиснулся вампир и протянул к ней лапу. И тут для Марго остановилось время. Подняв руки в защитном жесте, она в отчаянии беззвучно крикнула «Нет!». В следующий миг монстра что-то остановило. Он замотал всем телом, словно отряхиваясь, и встал на одно колено, склонив голову. Прошло несколько минут, чудовище не двигалось. Покорно ожидая своей участи, оно лишь тихонечко ворчало, как старый дед с 3-го этажа прошлой жизни. — Что это значит? — шепотом спросила Марго, осторожно показывая пальцем на монстра. — Первый раз вижу. Это элита, причем без свиты, что само по себе странно. Видимо, очень крутой. На голос мужика монстр поднял голову и зарычал. Марго сильно струхнула и ладошкой пыталась загородить Плешивого от вампира, но только измазала его лоб кровью из раны на руке. Монстр встал с колена и подошел к мужчине вплотную. Обнюхал кровавый след на голове, почтительно склонив голову, отошел к краю клетки и замер. — Он не тронул тебя? — Я понял. Ну, ни хрена себе. Слышал про такое, но чтоб вот так? Шздец. — Сдец! — вырвалось у монстра. — О! Красавчик, быстро учится. Рот Плешивого растянулся в улыбке. — Ох, мама, этого еще не хватало. Какой-то сюрреализм. Спятивший сантехник и монстр, ругающийся как сапожник. Картинно закатила глаза Марго. — Давай определимся. Я не сантехник, а знахарь. И нам надо отсюда бежать, пока он... Знахарь кивнул на монстра. Не очухался. Слышал о том, что есть дар, который может держать тварей под контролем. Но недолго. Несколько минут максимум. А здесь много таких? Как этот, немного. Но остальные не лучше. И здесь их... да почти все. Это же пекло, мать его. Пошли отсюда, — проговорил он, махнув остальным, кто находился в клетке. Не считая их с Марго, там сидели в ужасе, прижавшись к прутьям, еще 3 мужчин. Девушка быстро побежала к выходу, но монстр опередил ее, необъяснимым способом оказавшись на пандусе. «Телепортер!» — выдохнул знахарь. На площади царили ужас и скотобойня. Все пространство было завалено обрывками тел. Мозг отказывался верить в такое. Одни пожирали трупы, другие — друг друга, и все вместе уставились на выходящих людей. Всеобщее радостное урчание монстров было бесстыдно прервано эффектным появлением вампира в центре площади. Медлительные зомби, как тараканы, бросились в рассыпную, не разбирая дороги. — Ты смотри, он их всех разогнал. А ведь он тебе помогает, девочка. Как будто поняв, что о нем идет речь, вампир повернулся и склонил голову в поклоне. — А тебя как зовут, красавица? — Марго. — А меня Титан. — Воду любишь греть? — не сдержалась девушка, улыбаясь. — Смешно. Такого прикола еще не слышал. Не, по другой причине. Давайте шустрее, пока кто посмелее пустышей к нам не пожаловал. Группа бегом понеслась вдоль дома. — Я знаю короткий путь из кластера. — Меня тошнит, — пожаловалась Марго. — Да, ты превращаешься в кваза. На, выпей живчика. Руки Марго покрылись серым налетом. Движения стали угловатыми, ноги не слушались. Она присела в изнеможении, судорожно глотая живчик. Черты лица заострились. Лицо обожгло, и кожа затвердела, как сталь. — Мать моя женщина! Знахарь в ужасе отпрянул от Марго.
Что, так плохо? Ты теперь немного похожа на него, — указал он на монстра и тут же перекрестился. — Что же эти уроды сделали с тобой? — «Здец», — подтвердил вампир, и все, как по команде, уставились на говорящего монстра. «Приехали, Маргоша», — сказала она себе. «Потом разберемся. Бегом отсюда!» Через полчаса бега, пополам с ходьбой, они вышли на окраину кластера. Городские постройки резко обрывались, уступая место лесистой местности. Вампир не отставал от группы, распугивая по пути мелких зараженных. «Дальше сами», — сказал знахарь, молчавшим всю дорогу троим спутникам. «Дорогу знаете, отсюда уже пройдете. Найдите Рекса, передайте, что я буду ждать его здесь через неделю. Побуду здесь, посмотрю за девочкой. Охрана у нас что надо. Но не затягивайте. Через 10 дней кластер перезагрузится. А нам предлагаю укрыться недалеко отсюда. Этот дивный новый мир состоит из кластеров, сот. Ну, как с вышками мобильной связи. Поэтому отсюда напрашивается название — Улей. Сам мир называется Стикс. Вероятно, что-то мифическое. Кластеры есть стабильные, где стоят базы, лагеря и даже большие города с иммунными. А есть нестабильные, которые постоянно перезагружаются. Если почуешь запах кисляка, то беги со всех ног из этого кластера. Пересечешь границу хотя бы на метр, считай, спаслась. Будет туман, даже молния и гром, не проспишь, короче. Время перезагрузки обычно стандартное и заранее известно местным жителям. Если ты вдруг когда-нибудь попадешь в неизвестные кластеры, смотри в оба. Ну и изюминка. Мы находимся в центральных кластерах, в так называемом пекле, где обитают самые страшные и отвратительные монстры. Титан запыхался объяснять на бегу, отчего еле дышал. «Хватит пугать, дядя! После тех уродов что может быть страшнее?» «Есть и похуже. Вот, пришли». И правда, было недалеко. Подвал жилого многоподъездного дома тянулся во всю его длину. Входов было 2. В разных концах здания, и запирались они изнутри. Знахарь с трудом задвинул тяжелую дверь. Пройдя вперед, нащупал выключатель. Освещение было довольно тусклым, но со своей задачей справлялось. В дальнем углу соседнего помещения стояли двухъярусные металлические нары, накрытые матрасами. Стол, стулья, даже чайник. В этом подвале я скрывался, пока меня не нашли Нолды. Здесь всегда так. Каждый раз после перезагрузки лежбище возникает. И, что странно, есть свет. Видимо, где-то генератор работает. Сейчас нам бояться уже некого. Нолды все, спеклись. Ты обратил внимание, что их посудина треснула пополам? Я сама чуть не треснула. Слушай, а зеркало здесь есть? Думаешь, надо? Давай. Меня уже ничем не удивишь. Кстати, а почему мы не пошли к твоему Рексу вместе с ними? Как тебе сказать? Во-первых, этот парень... Титан махнул на слившегося со стеной вампира. Не внушает доверия. Я не хотел приводить к нам в бункер суперэлиту, которая может батальон на фарш пустить за 5 минут. А он от тебя не отвяжется, это уже ясно. Во-вторых, ты меняешься. Тебе сейчас полезнее отлежаться, чем бежать по лесу километров 30. На вот. Знахарь достал из ящика стола кусок зеркала. Ох, ёб ты... Пардон, вырвалось. Это я теперь такая? А вот если так... Марго сморщила лоб, и черты лица вернулись к начальному варианту. Ого! Я могу вернуть себе прежний облик. Ну, девочка, можешь же, когда захочешь. А так, смотри. Майка на спине лопнула вместе с застежкой лифчика, издав оглушительный треск. Из лопаток начали расти черные крылья. Вампир стоял с раскрытым ртом и что-то бормотал, видимо, нецензурное. Титан не удержался на ногах и сел мимо стула, даже не заметив этого. — Ты видел? Мне ни чуточки не больно.
Я знаю, что бормочет вампир. И что? То, чему ты его научил. Испортил животное, вот и живи теперь с этим. Переживу как-нибудь. Расплылся в улыбке Титан. Давай поедим. Есть тушенка. А он будет интересно? Опять полез в ящик и поставил 3 банки на стол. Откроешь сама? Дерни вот здесь, за кольцо. Хотя с твоим маникюром... А ты, чудовище, сам откроешь? Он катнул банку по полу к монстру. Вампир поймал ее и прижал лапой к полу. Ну, как хочешь. А я поем. «Вкуснятина!» — орудая ложкой, сказала Марго. «Кто бы мог подумать? День назад я давилась омаром, а он сейчас здесь». Ну, ты, мать, не наговаривай зря. Здесь этих омаров как грязи. «Откуда?» Оттуда же, откуда и у вас, из магазина. «Только мы не платим ничего, так берем». «После того, как все обратятся?» Догадливая. «Ты облик-то свой прими, а тут тушенка чего-то не лезет в горло». «А, да, извини, задумалась. Говоришь, не отвяжется он от меня?» Уверен. Ты со своим даром стала для него госпожой-королевой. И, похоже, он у тебя долгоиграющий». «Лихо». «Сдец!» Вампир взял банку, провел сбоку по ней когтем-кинжалом, потом развернул ее, как книгу, и слезнул содержимое за один раз. «Гурглу!» «Сдец!» «Однако, ему вагон тушенки надо, наверное», — почесал лысину знахарь. «Может, имя ему дать?» Марго задумалась, перебирая в уме подходящее. «Йорик. Ты и так на скелет похож. Принц датский, Гамлет, бедный Йорик». Вампир заинтересованно посмотрел на девушку и тряхнул головой. «Решено. Будешь Йориком. А теперь иди охраняй». Вампир поднялся без слов и ушел осматривать подвал. «Нет слов, нет слов. Аплодирую стоя». «Ты обещал рассказать, почему Титаном стал». Не забыла. Что ж, грустная история. Как-то раз пошел на колхозный рынок и попал в массовую драку, где получил арматурой по голове и дырку в черепе, которую врачи временно закрыли титановой пластиной. Ждал имплантат, кость для вживления, но не дождался, а попал сюда. А здесь через неделю пластина просто вывалилась на пол. Из нее я вытащил амулет, медицинский символ. Хитер, как змей, и выпить не дурак. Змея, обвившая чашу. А почему медицинский символ? Ты ж свежак, забыл. Это здесь я стал знахарем, а в том мире был врачом, гинекологом. Какой ужас! Кто ж к тебе приходил-то? Марго не сдержалась и засмеялась во весь голос. Йорик тут же выглянул из-за угла, просканировал комнату и снова исчез. Врач высшей категории, между прочим. А почему пластина вывалилась? Так регенерация же. В этом мире мы становимся сильнее, ловчее, не стареем и регенерируем с бешеной скоростью. Твои ладони давно уже зажили, погляди. Точно. По этому поводу у меня есть одна история. Появилась у нас в стабе девушка. Обычная девушка, ничего особенного. Подружилась с мальчиком, туда-сюда, случился у них секс. Девочка девственности лишилась, ну, с кем не бывает. Житейское дело, казалось бы, но нет. Улей, это название мира, в котором мы с тобой сидим, решил по-другому. Наутро девственность восстановилась, можешь себе представить? Она пришла ко мне как к врачу, но я только развел руками. Так она и осталась целкой. Каждый раз зарастает. И как же она теперь? А как? Ушла в бордель, в Вавилон. От клиентов отбоя нет, ей нравится. Так-то. Все, давай спать. Я уже не могу ни смеяться, ни плакать. Полное истощение. И дай живчика хлебнуть, Плутон. Меня зовут Титан, и воду я не грею. Глава 2.
это не ваш стаб. Я тебе зуб даю, Рекс. Девчонка посмотрела на Элиту, и она как вкопанная встала. Голову наклонила и встала на одно колено, а потом на Титана так зыркнет. Девчонка эта, Марго ее зовут, метнулась между ними и рукой знахаря по лбу кровью измазала. Элитник подошел, понюхал, поклонился. На этот раз уже Титану. И сел. Когда успели напиться? Мужчина лет 40 встал из-за стола в штабной палатке. Медленно обошел его и остановился напротив 3 потрепанных подчиненных. Немного о нем. Рекс. Старостин Михаил Иванович. Полковник, кадровый военный. Перед тем, как провалиться в улей, командовал гвардейским полком ВДВ. В душе — гусар. За плечами все войны, начиная с Анголы, куда он попал в 1986 году безусым лейтенантом. На вид лет 40, но чувствуется, что старше. Улей молодит. Выправка армейская, будто лом проглотил. Лоб высокий, мощный, голова крупная, с большими залысинами. Волосы седые, уши прижаты. Нос сломан несколько раз. Были шрамы, но они рассосались сами по себе. Лицо скуластое, волевое. Сам мужчина крупный, под 1,90 м. Жира лишнего мало. Говорит, как рубит. Любит армейские байки и не любит шибко умных гражданских. Решение принимает мгновенно. Разведчик экстра-класса, за что и получил псевдоним. Бойцы его обожают и идут за ним на смерть, не колеблясь. Стратег, каких мало. Специализировался на диверсионной и разведдеятельности. Вся жизнь прошла в десанте. Осторожен, умен, хитер, умеет ждать. Стреляет с 2 рук и великолепно владеет холодным оружием. Даром обладает, не сказать чтобы редким, но нужным. Произвольно может становиться в разы сильнее и выносливее на достаточно продолжительное время. Может разбивать всплески силы на несколько отдельных эпизодов. Общее время действия дара в течение суток — 10 минут, не более. Ну что застыли? Где уже успели? Рекс, ни капли, вот те крест. С ней Титан остался. А он, ты знаешь, зверюга битая. Просто так элитнику отдаться — это вряд ли. Сказал, что будет нас ждать через неделю, то есть уже через 5 дней. Так, значит, послезавтра выходить надо. Пока туда-сюда. А самолет Нолдов так и треснул на площади? Да, но не успеем. Как раз перезагрузка будет. Легче свежих поиметь. Или они нас? Почесал спину Рекс. Так ты уверен, что это не минутный контроль был? И что за элитник такой? Они с нами полдня провели. Он за ней как на веревочке. Так он ругаться научился. Титана послушал, и вот на тебе. А животина знатная, телепортер, невидимка и очень быстрый. Человек 10 за секунду оприходовал. Сам ростом с мужичка обычного. Очень интересно. Надо глянуть на эту Марго. А за разложение личного состава Титан ответит по всей строгости революционного времени. Ладно, дураку собраться, только подпоясаться. Неликвид здесь оставляем. Закопайте. С собой боезапас, НЗ и то, что сможем унести. После того, как муры сломали нам домик, стали мы бандой бродячих клоунов. Сначала будем все делать. За работу! Но, боже, я все же надеялась, что это сон. Открыв глаза, Марго увидела улыбающегося, если так это можно назвать, Йорика. «Давно стоишь здесь, дружок?» Титан свесился с верхних нар. «Марго! Марго!» Радостно подпрыгнул монстр, указывая пальцем на стол. «Ты подумай, Марго, он с паранов и гороха принес. Сейчас научу тебя живчик делать». «А что это?» «Я же говорил тебе вчера, Понятно. Живчик делать будем». «Гляди же, все знает». «Погоди, он и дверь за собой закрыл, что ли?» «Нет, я здесь вчера контрольку оставлял. Волосок прилепил». «Тогда как он вышел?» «Марго,
Выргал? Дец! Показывая, что прыгает в сторону, замахал лапами Йорик. Думается мне, он телепортит сквозь стены. А так можно? Здесь ули, детка, здесь все можно. Ну, кроме того, что нельзя. Так бы сразу и сказал, Нептун. С самого утра настроение у Марго было прекрасным. Титан надулся и позеленел, но потом махнул рукой. Девчонка, что с нее возьмешь? Надо нам место получше поискать. Кластер через неделю того перезагрузится. Оставаться здесь нельзя. — К Рексу пойдем? — с надеждой спросила Марго. — Некуда к нему теперь. 2 недели назад нас муры прижали. Поутру из пушек разбудили. Больше половины там осталось. Они в нычке одной засели, а я сюда, на разведку, с Тихоней. Из него нолды плов сделали, а меня, как обладателя ценного дара, оставили в живых. Дальше ты знаешь. — А сколько у Рекса людей? — Со мной человек 10. Не густо, конечно, знаю, но придется заново начинать. — А что начинать? Чем занимались-то? Беспределом? — Нет, ты брось такое говорить. Беспредельничают здесь муры под руководством внешников. Твоих друзей разодрали тоже они. А мы — Робин Гуды местные. Весь этот хлам разгребаем, засады им устраиваем. В любом стабе, если узнают про человека, что он мур, все, считай, покойник. Засадами много не навоюешь. Сам лагерь их взять не пробовали? Ой, смотрите, кто это у нас, товарищ Кутузов в юбке. Тебя ждали. Теперь уж покажем им, где раки зимуют. Дождались. Покажем и раков, и раком постоят. Ты посмотри назад. Титан резко обернулся. Между столом и стеной сидел Йорик и шевелил пальцем, как Фредди Крюгер. Доходит? Таких монстров с десяток набрать? Как долго муры будут бежать до своих хозяев? Ты думаешь, у тебя получится? А вот пойдем и проверим. Заодно до магазина прошвырнемся. Мне надеть нечего. Старые песни, ага, помню. У моей тоже такие же заскоки были. На улице стоял май, хотя в клуб она пошла в феврале. Солнце ощутимо припекало, повсюду валялись кости. Кто-то радостно урчал за углом. Йорик быстро метнулся вперед. Раздался глухой удар, всхлип. Что-то пролетело через улицу и вышибло забор. Затем показался радостный Йорик. Марго и Титан быстрым шагом миновали угол дома. В заборе не хватало нескольких досок, и виднелись чьи-то неподвижные ноги в стоптанных ботинках. «Сдец!» Йорик пытался незаметно затолкать ногой чью-то голову за угол. — А ты говоришь, муры. Так где здесь материальные ценности выдают? Веди, ты же абориген. Сами-то они где живут? Километров 10 отсюда, через лес. Поляна неплохая, рядом речушка. Развалины, то ли замка, то ли усадьба. Была раньше. Неплохой забор, бетонный, с колючкой поверху 3 метра высотой. 2 башни с пулеметами, дорога заминирована, по обочине и вокруг стаба. Дальше обрыв почти по всей окружности поляны. Подход один через мощные ворота. Бойница, пулеметы «Утес» и «Корт». Тебе это говорит о чем-то? Ну так вот, бойницы, да. Танк Т-72Б, вкопанный. 2 БМП-2, штыков 50 на стабе. Размер поляны 2 на 2 километра. Постройки разные, баня. Упоминание бани заставило Титана почесать поясницу. — Ты завидуешь им, что ли? — Неплохо устроились, сморчки. — Рекомендуешь, значит, жилплощадь? — Да уж, кошерно там было бы, на пенсии пожить. — Ну вот и ладненько. А чего так тихо вокруг, обед, что ли? — Стоп. Ты права. Подозрительно. Пошли на Йорика посмотрим. Побежал. Я его чувствую, как на радаре, с точностью до 2 метров. Марго потерла виски. Только голова пока болит. Дай живчика хлебнуть. Впереди раздался вой, от которого пробрала оторопь. Потом рык и звуки борьбы. Бегом! Не то Йорик нам сейчас рекрутов испортит. Через минуту они выбежали на площадь перед огромным гипермаркетом. Стоянка была полна брошенных автомобилей.
На крыше одного из них, пригнувшись, стоял Йорик, выставив вперед лапы с блещущими на солнце клинками. Эдакий Фредди Крюгер на охоте. Может, ему свитер подобрать, красненький, полосатый, и черную шляпу? Подумала Марго. Вокруг него веером были разбросаны машины. Вишенкой же на торте его окружали 3 здоровенных волков, размером с быка каждый. Хотя один был даже больше. Шерсть у них отливала металлом, щетинясь на загривках антеннами. Зубы у волков были под стать росту, почти с руку Марго. Из пасти капала на асфальт красно-желтая слизь. Общее настроение предвещало «сдец». «Стоять!» — криком Марго обратила на себя внимание стаи волков. И так громко и властно получилось, что Титан тоже слегка присел. Волки с удивлением уставились на пигалицу, которую не было видно из-за машины, но послушались и, поджав хвосты, гуськом двинулись к девушке. Подойдя на метр, вожак лег на асфальт, а за ним и его самки в позе покорности. — Ты себя видела? — Что не так? — удивилась Марго. — Ах, это! За спиной у Марго развернулись 2 черных крыла. Со спины чистый демон. — Маечек, на тебя не напасешься, — посетовал Титан. — Так ведь за маечкой мы и идем. Йорик, принимай пополнение. Волк, значит, Акела будешь. Подойди. Огромный литник, как нашкодившая собака, поджав хвост, понуро подошел ближе. — Привет, Акела, не дрейфь. Я люблю собачек. Девочки твои будут инь и янь. Волк, как бы понимая хрупкую девушку, потерся о плечо своей металлической головой. — Командуй, королева! Неудачно выполнив реверанс, хрипло выдал Титан. — Вперед, стая! Марго с черными крыльями, стоя на крыше Лексуса, указала на вход гипермаркета. — Сдец! Зашли пафосно. Девушка, знахарь, 3 волка и Йорик. 2 руберов с пробуксовкой на кафеле с низкого старта вышли через витринное стекло и скрылись за горизонтом. На этом победы закончились. Гипермаркет был пуст. Муры, кто же еще? Славно поработали. Кластер уже месяц как стоит. В продуктовом отделе смели все, даже крупы и макароны. Одинокая банка лечо закатилась под прилавок. Одежда, правда, была. Не бутик, конечно, но кое-что Марго себе подобрала. Даже Йорику нашелся полосатый красно-черный свитер. Элитник немного поломался для проформы, но потом сдался под напором своей королевы. Кому рассказать, что девчонка монстра в гипермаркете наряжает? Ведь сразу же в дурку закроют. Ему идет, кстати. Шляпу еще найдем, и будет первый парень на кластере. «Майн год!» — воздел руки к небу знахарь. Тем временем 3 волков тащила тушу коровы из мясного цеха. Оставив ее под ногами королевы, они сели на задние лапы в ожидании похвалы. «Хорошие собачки!» «Йорик, давай, дели тушу на 4». Монстр слегка махнул лапой, и у туши отделилась задняя нога, которую он взял под мышку и деловито отошел за прилавок. — Чего бы нам поесть, а, Титан? — Смотри, на улицу смотри. Мать моя, парк юрского периода. Какой экземпляр! По стоянке, плюща машины, брел динозавр. Тираннозавр Рекс. — Ух ты, какой большой! Думаешь, он нам нужен? — А ты можешь? С волками вообще легко получилось. Я чувствую себя намного сильнее, чем вчера. Можно попробовать. Если меня съедят, напиши маме. И она направилась к выходу. Всем стоять здесь. Йорик только головой покачал, вытирая слюну с нового свитера. Тирекс был не в духе, видимо, день не задался. Он остановился, скрестив верхние небольшие лапки на груди. Ну, как небольшие. Каждая лапка размером примерно со среднего мужчину. Маленькими они казались по сравнению с нижними, на которых он стоял. Динозавр резко развел верхние лапы в стороны, будто отталкивая невидимое препятствие, чем вызвал землетрясение баллов в 5 с фронтальной сейсмической волной.
Машины, будка охранника, 2 столба освещения. Вообще все, что попало в волну, смяло как картон. Асфальт вздыбился в разные стороны, обнажив глину. Тирекс взвыл и повернул морду к Марго. «Хороший мальчик», — неуверенно произнесла девушка. «Ты же не будешь кушать маму?» «Иди ко мне». Динозавр задумался. «Если сейчас не получится, то от меня шнурков не останется», — мелькнула запоздалая мысль в голове девушки. Тем временем Рекс повернулся, опрокинув при этом джип, опустил голову, прижал передние лапы к телу и сделал 2 шага. Марго задрала голову вверх. Морда динозавра качалась на уровне 3-го этажа. Ну вот и все. Мама. Однако спустя минуту до ящера наконец дошло, чего хочет от него королева. Рыкнув в сторону, он пристроил свою голову на соседнюю машину и уставился немигающими глазами на Марго. «Познакомьтесь, Тирекс!» Победно обернулась к застывшим спутникам девушка. «Здец!» Йорик, нехорошо так приветствовать члена стаи. «Титан, вот то, что он вспахал землю впереди, это нормально для его вида? То есть у них у всех так?» «Знаешь, девочка, я такой, как ты выражаешься, вид видел 1 раз за 7 лет здесь. Похоже на него, только мельче. Завязал танку орудия в морской узел, потом схватил бронетранспортер и кинул его в нас. После всего этого я очнулся через неделю в госпитале». «Теперь ясно. Тирекс, мы будем дружить? Ты не обидишь стаю?» Проведя ящеру рукой по скуле, спросила Марго. Динозавр в ответ мотнул головой. «Йорик, молчи. Теперь можно и на шопинг сходить с такими ребятами. А, Нептун?» Побродив несколько часов по кластеру, Марго наконец нашла, что хотела. Костюм цвета хаки и ботинки. У джемпера и куртки пришлось сделать прорези для крыльев, которые неконтролируемо выскакивали, чем немного бесили. Всего набили 6 огромных брезентовых сумок, навьючив их на волков. Йорику приобрели роскошное сомбреро, которое ему безумно понравилось. При телепортах оно слетало с головы, поэтому пришлось приделать тесемочку. Тирекс расчищал местность по пути следования. Он мог не только рыком сдуть всех, но и был очень сильным кинетиком. Знахарь объяснил, что он волной гравитации может пробить стену, расплющить об нее слона, ну или группу отрицательно настроенных муров. У волков была своя тактика. Акела своим воем вводил в ступор всех перед собой, а самки в это время атаковали с флангов. Про Йорика уже было известно, что он крайне опасный тип, особенно в свитере и шляпе. Надо будет достать фильм «Кошмар на улице Вязов» и показать ему. Кстати, Титан, как здесь с электроникой? А что с ней? Заходи в магазин, бери что хочешь. Понятно, а как пользоваться? Электричества-то нет. Понятное дело, что нет. На стабах есть генераторы, там можно и кино посмотреть, и вибратор зарядить. Например, в Вавилоне даже мобильная связь есть, не говоря уже о телевидении и интернете. Кучеряво. Сюда можно генератор пригнать? Куда сюда? В подвал? Не, на стаб. Ты про Муров сейчас? Он у них есть, только вот тебе ничего не светит. Ты чего, Юпитер, головой ударился? Посмотри на мою стаю. От одного Тирекса Нолды в штаны наложат. Он их сам на органы разберет. Опять, вздохнул мужчина. Титан я. Согласен, наложит. Но лучше потренироваться на Мурах. Что мы и осуществим сегодня ночью. Может, еще кого привлечь? Конечно, это ж пекло, здесь выбор большой. Ой, накаркал. Смотри внимательно в тот проем, там, где гараж. Ничего не вижу. Марго, сколько ни глядела в темноту гаража, ничего не увидела. Глаза мерцали, красные. Ок, стойте на месте. Йорик, со мной. Йорик засеменил за девушкой, надвинув сомбреро поглубже. Парочка подошла вплотную к темному провалу здания. Йорик принюхался и заворчал. Его напряженность передалась остальной компании. Тирекс шагнул к королеве.
Марго подняла руку, что означало «всем стоять», и сделала шаг в темноту, исчезнув из вида. Спустя 5 минут она вышла из гаража, а за ней грациозно вышагивала черная пантера. Вернее, когда-то давно он или она, может, и являлась таковой, но сейчас это было уже нечто иное. Раза в 4-5 больше самой большой пантеры, сегментарная черная броня с антрацитовыми полосами, плавно колышущимися во время ходьбы. Величественность сквозила во всем. В походке, движениях, взгляде. Ощущение небывалой силы заставило даже Йорика убраться с дороги. Знакомьтесь, Багира. Кошка потянулась сначала назад, а потом вперед, картинно вытянув лапу. «Рррррр!» — поприветствовала всех Багира. «Ага, вот и комплект», — резюмировал знахарь. «О нет, до комплекта еще далеко», — улыбнулась Марго. «Я их всех чувствую, как свои пальцы. С каждым могу держать мысленный контакт». «Ментальный», — поправил Титан. «Здесь в ходу слово «ментальный». Так уж повелось. Пусть так, ментальный. И чем больше они со мной, тем лучше соображают. Да, Йорик?» «Здец». Вампир виновато теребил сомбреро в лапах. «Теперь все слушаем меня». Марго подошла ближе. «Сейчас идем к Мурам и забираем то, что они отобрали у Титана и его товарищей». «Звучит угрожающе». Грех не воспользоваться такой возможностью, да и стая застоялась. Заодно проверим взаимодействие родов войск. Марс, указывай путь. К стабу Муров подошли далеко за полночь. Кое-где еще были слышны пьяные крики, хлопки по морде и выстрелы в небо. Но так, без инициативы, без огонька. Ребята все же утомились за день и сейчас хотели в кроватку. На вышках виднелось по фигуре. 2 бородатых бомжа воняли так, что чувствовалось даже здесь. Вряд ли кто-то сидел в танке. Остальных часовых видно не было. «Титан, что скажешь?» «Все ясно, перепились или спят». «Ладно, поняла. Тирекс, ты меня слышишь? Алло, хватит звезды считать. Ты идешь напролом. Выбиваешь ворота, на тебе 2 чучела на вышках. Только пулемет пожалей. Знаешь, что такое пулемет? Кивни. Так, с тобой все. Акела и Инь-Янь. Идете за Тирексом. Как только он вышибет ворота, вы влетаете туда и всех глушите воем. Славная должна быть охота. Жрите всех. Йорик и Багира, обходите сзади и запрыгивайте внутрь. Всем, кого увидите, тихонько, повторяю, нежно откусывайте головы. Йорик, ты находишь главных, они, как правило, отдельно от всех, и ведешь их ко мне. Через 5 минут после вас Тирекс вышибает ворота. Ну, все поняли?» Монстры с удовольствием закивали. А потом мы с Марго заходим, все такие красивые. Да, королева? «Точно так. Начали!» И хлопнула в ладоши. Все прошло, как планировали. Террор-группа под управлением Багиры перемахнула через 3-метровый забор, будто его и не было. Йорик просто тупо телепортнулся сквозь бетон. Кошка лапой снесла голову Муру, который мочился на стену. Второй солдатик ждал своего дружка. Не дождался. Махнул рукой, отвернулся и тоже остался без головы. Пантера урчала от счастья. Третий, увидев такое чудовище, попытался было убежать, но всего лишь 1 прыжок решил исход дела. Дальше она понеслась, радостно подкидывая обезглавленного неудачника. Йорик предстал перед компанией играющих в преферанс. Как всегда, эффектно. Из пустоты, только теперь он был в свитере и панаме. У одного бандита сразу остановилось сердце. 3 других онемели, не в силах двинуть ни рукой, ни ногой. «Ргл! Ргл!» Махнул он лапой, указывая на выход. Крайнему бандиту вампир помог хорошим пинком, отчего тот вылетел, выбив с собой дверь. Выведя всех Муров, Йорик поставил их на колени и замер рядом. Тирекс, без разбега, пританцовывая и сложив передние лапы на груди, направился к воротам. Тяжелые, окованные железом ворота улетели метров на 40 внутрь лагеря,
похоронив под собой группу, распевающую похабную песенку. Ящер протянул лапу к ближайшей вышке, пошарил там и вытащил оттуда бомжа, который уже спал. Тот спросонья пообещал Тирексу встретить его маму, но когда его тело оторвалось от поверхности, подозрительно притих. Второй вообще ничего не понял, оказавшись в пасти чудовища. Разгром врага завершили волки. Ворвавшись в стаб, они издали оглушительный вой, и те, кто выбежали во двор с оружием, застыли в ужасе. Да, такую картину лучше не видеть. В течение минуты 3 волка сократили поголовье муров на 20 человек. Тени волков, метавшиеся в слабом свете дежурных костров, фонтаны крови, злое рычание, крики ужаса. Через мгновение настала тишина. В ворота зашли 2 фигуры. Одна, чуть сутулая, брела немного сзади, а впереди развязной походкой шла девушка. Что-то в ее облике было неправильным, и впрямь не каждый день встретишь женщину с крыльями на спине. Парочка медленно подошла к мурам, стоящим на коленях. «Всем приветики!» — поприветствовала их Марго. «Чего молчите? К вам обращаются!» Титан уже вошел в роль. Здрасте!» — ответил тот, что посередине. «Чей это стаб?» — спросила Марго. «Наш!» — крикнул тот, что справа, самый молодой из троицы. Марго посмотрела на Йорика. Миг, и молодой человек остался без головы, залив своей кровью Багиру. Та облизнулась и довольно заурчала. Тело, подергавшись немного в агонии, затихло. «Еще мысли есть?» Королева нагнулась поближе к главному. «Ну, конечно же, это ваш стаб. Все ваше, только отпустите!» «Один момент. Это твои люди вместе с внешниками 4 дня назад куролесили около ночного клуба?» «Нет, это люди Шерхана. Мы только приехали». «А вы где были?» Мы были... Мы Стронгов били». «Все, у меня нет вопросов, можете бежать». И повернулась к своей стае. «Я устала, пойду прилягу. Они ваши», — указала она на 2 идиотов. «Чтобы к утру трупов здесь не было. Это же не кладбище. Пойдемте там, поищем себе покоя». И так же не спеша, как и пришли, они удалились вглубь лагеря, не обращая внимания на рев и чавканье позади них. Утром делали ревизию. Первым делом Тирекс прислонил ворота на место, а потом с остальными, за исключением Йорика, отправился в увольнительную в город, сломав при этом забор. Марго обнаружила сейф в центральном бараке, достаточно большой, ростом с девушку. Йорик моментально открыл его, правда, с другой стороны. А там, батюшки мои, богатства-то сколько! Титан объяснил, что они нашли и как с этим быть. Среди прочего обнаружилось 12 красных жемчужин и 15 черных. Спаранов целое ведро и около 200 гороха, похожего на маленькие кусочки сахара. Там же был янтарь и несколько коробок со шприцами, содержащими желтую жидкость. Во дворе стояли 2 БМП-2, обе на ходу. Танк уже никуда не поедет, но мог стрелять. С боекомплектом не лады, всего 2 фугаса, но все равно смотрится страшно. У каждого приличного стаба должен быть хотя бы макет танка, подумала Марго. В оружейной комнате дела обстояли лучше. Муры все же ухаживали за оружием. Порядка 40 автоматов «Вал» и «Гроза» калибром 9 мм, несколько разновидностей автоматов Калашникова, отдельно стояли гранатометы РПГ-28, даже 2 ГС-30. В ящиках лежали противопехотные мины. У дальней стены стояли пулеметы «Корт» с оптикой и много чего еще. По всем вопросам Марго консультировал Титан. «Марго, ты уверена, что они вернутся?» «Зверята-то? Конечно. После вчерашнего я ими управляю, как своими членами. Даже не спрашивай, как это происходит. Просто думаю, что надо сделать и кому. И все. К тому же они в стае намного сильнее, чем поодиночке. Подпитка, что ли, от меня идет. Я могу им приказать тотчас же вернуться.
Но пока вижу, что они в городе развлекаются. Ты же не хочешь их кормить 3 раза в день? Вот и я тоже. Сами прокормятся. Завтра нам Рекса встречать поутру. Не забыла? Незнакомые мальчишки. Как же помню. Это всегда так волнующе. Марго картинно похлопала длинными ресницами и слегка расправила крылья. Да. Ты меня прости, конечно, королева, но, думается мне, не стоит им показывать все твои умения сразу. Иначе ребятки рванут и тормознут их только стены Вавилона. Мы не будем их пугать. Постепенно. Сначала Йорика покажем. Да, Жмурик? Здец! Йорик разгладил на груди свитер. Потом остальных, если пацанов паралич не разобьет. А ты оружие им подбери. На волков погрузим. А мы разве сюда не пойдем? А куда же еще? Это так, чтобы им спокойнее было. А у них самих что-то осталось? Из тяжелого вряд ли. А личное оружие должно было, думается мне. Ну вот, еще будет. Когда кластер перезагрузится? 3 дня, мадам. Мадемуазель, за базаром следи, Меркурий. Улыбнулась во все свои зубы Марго. Ам, съем. Все. Виноват, королева, вольность. Неужели ты сожрешь придворного знахаря? Пытаясь отшутиться, сказал мужчина. Хрен ее знает. Может, и вправду на человечину потянет, — подумал он. И, кстати, мне надо тебя посмотреть, как врачу. Соскучился, что ли, гинеколог? Вогнала она в краску Титана. Как знахарь, говорю же. У нас есть жемчуг, надо бы тебя принять. Хуже уже не будет, а вот усилит знатно. Жемчуг потом своим тоже раздашь. Хотела спросить, да все забываю. А если жемчуг на доллары перевести, то сколько будет? Сколько миров разных здесь встретилось, а вот доллар, подлец, везде один и тот же. Думается мне, черная жемчужина в районе $1 000 000. Ничего себе! Мы олигархи, что ли? Начинающие. Красная жемчужина потянет на 1,5. Ого! Вот это мы хорошо зашли. Титан, а как скоро ждать ответный удар от их коллег? Марго махнула на кучу костей у дальней стены. Пока узнают, свидетелей же не осталось, пока додумают своими гнилыми мозгами, пока соберутся. У нас уже будет здесь стоять санцепек. А это что? Рекс тебе грамотно расскажет, а если вкратце, то это реактивная система залпового огня. Подходяще. Хотя можно и больше. Знаю я место одно. Там этого добра на армию. Так чего ждать? Встретим твоих и туда, а? Не получится. До места еще 2 кластера. Они хитро грузятся. 1 из 5 раз, 4 респятся полностью залитой химией. Там все помрут, и люди, и звери. 1 к 5 получается. А второй тоже хитрый, водный. Вернее, речной. Но река как Волга в самом широком месте. Иногда над ней возникает мост. Нет, мостище. По нему можно прокатиться с ветерком. И выстраиваются кластеры в благоприятную линию раз в полгода, на 2 недели. И когда? Через месяц. Тогда мы пока город на уши поставим. Только завтра, ладно? Конечно, Нептун. Ам? Глава 3. Бродячие стронги. Марго, как всю эту гору оружия волки потащат? Сам хочешь нести? Шутишь. Значит, нормально красненькая зашла. На, живчика еще. По часам. Я смотрю за тобой. Тебе все-таки повезло со мной. Сам себя не похвалишь, как дурак, да? Я могу управлять БМП. Прав, правда, нет, остались в прошлой жизни. Но там ничего сложного. Что ж ты молчишь, пень старый? Тогда берем по-взрослому. АГС грузим со станком, гранатометы ручные тоже пригодятся. 2 корда, на 2-м оптики нет. АСВК, вещь, забирай. Есть у них в группе снайпер? Давай 2 тогда. Че забыли? Ага, МОН-50 вижу, пригодится. Цинки бери. Бери, нечего из себя паралитика изображать. Не Йорика уже таскать.
Он принесет, как же, от них ничего не останется, а то и рванет чего. Так. А это что у нас? Что это, старичок? Ух, умотала ты пенсионера. Знаешь, сколько мне лет? 57. Вот я старый какой. Ладно, прибедняться. Здесь тебе и 40 не дашь. Что это такое, спрашиваю? Катана? Марго вытащила саблю из-под ящиков с патронами. Ого! Не катана и не сабля. Это оружие нолдов. Видишь значки на клинке? Мне только кинжал из такой стали попадался. Им цены нет. С ножными? Вау, круто! Ценность не в этом. Их затачивать нельзя, да и не получится ничем заточить. Даже алмазным бруском. Тогда как? Любое лезвие тупится со временем. Клинок не надо точить, я же сказал, это оружие нолдов. Когда возникает необходимость, он затачивается сам. По кромке лезвия проходит разряд, и готово. Бесконечно работает. Можешь попробовать его, вон на тех воротах. Так они почти метровой толщины, да еще сталью обшиты. Просто ткни в них железкой на всю глубину. Мужики, вам только тыкать. А ну как тыкалка отвалится. Это не отвалится, это я как гинеколог тебе говорю. Марго осторожно взялась двумя руками за рукоять, готовясь навалиться всем весом, если туго пойдет. Но клинок, на удивление, легко прошел ворота насквозь. И дерево, и сталь, и титановые накладки просто прошел, как нож через масло. Девушка прочертила клинком окружность, а потом вытолкнула метровый цилиндр на другую сторону ворот. «Однако...» «Мое!» — энергично потрясла катаной над головой. «Да, королева. Пора ехать. Йорик со мной на броню. Только меня не порежь ластами своими. Багира, ты вперед на километр. Тирекс, рядом с машиной идешь, понял? Алло, ящер. Вот так, рядом стой. Акела с гаремом держит тыл. Двигаемся быстро. Светает уже. Титан, далеко до места? Километров 40, думается мне. Горючки хватит. На обратном пути на один заводик заглянем. Там кое-что есть. В путь, стая! Добрались без приключений. Если какие зараженные и были на пути стаи, то разбегались от бегущей впереди Багиры, а может, от топота Тирекса. В общем, желающих помахать БМП платочком вслед не нашлось. Остановились на опушке соснового леса, в небольшой ложбине. Марго показала всем залечь и не отсвечивать. Тирекс издали смахивал на холм. Волки спрятались хорошо. Навстречу пошел Титан. Багира и Йорик страховали с флангов в режиме невидимости и мимикрии. Марго сидела на пеньке, забавляясь с новой игрушкой, шинкуя своим клинком металлическую трубу, как капусту. Титан добрался до поляны. Монстров, его охранявших, он не видел, но благодаря тому, что Марго помазала его кровью, чувствовал их рядом. Встал в полный рост и свистнул. Кусты напротив зашевелились, явив уставших людей, выходящих на поляну. «Привет, Титан! Живой, чертяка! Когда мы узнали, что вас с Тихоней приняли, а ты молодец, выкарабкался!» К знахарю подошел высокий человек и сгреб его в охапку. «Рекс, ребята! Как я рад вас видеть! Вот вам будет сюрприз. Только все по порядку. Первое и главное — разрядите оружие. Прямо сейчас. А задницу тебе не лизнуть?» Вертлявая девушка покрепче перехватила пистолет-пулемет. «Немезида!» Титан расплылся в улыбке. «Ты все такая же. Радуешь старикашку». Юлия, или Юлька, или Юла. Гимнастка. Мастер спорта международного класса. Призер Олимпиады в своем мире. Отличная реакция и тренированное тело, закаленное в улье. По ее собственным словам, могла быть чемпионкой мира, если бы такую отправили сейчас назад. Веселая зажигалка, одним словом. В улье уже 5 лет. Чудом выжила. Спустя сутки после появления в улье попала к рейдерам из крупного стаба, причем сама вышла к ним за помощью, когда они разгружали вагоны с продовольствием на станции. В моментах встречи к составу подтянулись еще участники в составе элитника с парочкой руберов и 5 топтунами.
В живых осталась только благодаря своей подготовке и воле случая. От страха сделала невероятный прыжок на крышу вагона и, не останавливаясь, крутанула сальто, оказавшись на пакгаузе, расположенном в 5 метрах от нее. Увидев такую прыткую еду, элита со свитой только разинули пасть от удивления. Рейдеры не стали ждать и нашпиговали всю компанию свинцом. Нашла она себя в разведывательных операциях, да и дары у нее подобрались соответствующие. Первым был дар очень мощного сенсора, а со временем открылся и второй — маскировка. Иногда работает в паре с Рексом. Если в нее не уткнуться носом, то ни за что не догадаешься, где она. Мимикрия почти совершенная. Сливается с любым объектом. Заодно что-то происходит и с запахом, так как монстры перестают ее чувствовать. За время скитаний по улью похоронила 2 мужей, стала неплохим снайпером. Недурно владеет холодным оружием. Курносая брюнетка, волосы всегда собраны в небольшой хвост. По особым случаям делает 2 косички. Размер обуви небольшой, 35-й, да и ростом чуть больше 1,5 метров. Крайне жестоко к мурам и внешникам. Второго мужа практически при ней разобрали на запчасти. Серьезно вам говорю, здесь оно вам без надобности. Да, конечно, мы пока шли 3 потеряли, тех, которых ты к нам послал. Рубер со стаей порвал. Разведчики, мать их. Шли, болтали и попали. Сейчас, думается, мне в округе километров на 5 нет, не то что элиты, тараканов не найти. Для вашего же благополучия, а то выстрелите еще. Познакомлю вас кое с кем. Шли. Люди пошли за Титаном, привычной шеренгой по одному, след в след. Замыкал Рекс с ручным пулеметом, который в его руках казался зубочисткой. Минут через 10 подошли к Лешке. — Немезида, к тебе вопрос как к сенсору. Что ты видишь? — Одного человека, только температура его тела необычайно высока. А так никого. А так от дерева отделилась девушка в костюме цвета хаки. — Сейчас вижу множество целей. — Нас окружили, Рекс! — крикнула сенсорша командиру, хватаясь за оружие. — Стоп! — Немезида, те ж сказали. Не лапай пушку. — Меня зовут Марго. Ты сейчас увидела мою свиту. Она не тронет вас, пока я рядом. Но особо не дергайтесь. — Титан, это твои друзья? — спросила она, поворачиваясь. — Да, королева. — Королева! Высокий худой лысый субъект с автоматом вал фыркнул от смеха. Кличка Череп. Имя неизвестно. Своего крестного, ментата, после пробуждения дара придушил, не задумываясь. По его собственным словам, служил в контрразведке. Звание неизвестно, но не ниже полковника. Патологически подозрителен, коварен. Видит собеседника насквозь, даже не пользуясь своим даром. А если еще включить свой ментальный прожектор, то может рассказать, что делал его подопечный в детском саду. Хотели назвать рентген, но сам попросил обозваться Черепом, так как абсолютно лыс. Тут даже Ули остался бессилен. Худой, высокий, бледный, с черными кругами под глазами, что не характерно для жителей Улья. Длинные тонкие пальцы, надменно-брезгливое выражение лица. Дерганные движения рук и тела выглядят угрожающе. Молчалив, но когда заговорит, то лучше бы молчал, так как он начинает рассказывать тебе о тебе. В основном то, что ты хотел забыть и никогда не вспоминать, даже под угрозой кастрации. Заместитель командира в отряде. И начальник контрразведки, что неудивительно. За глаза зовут гестаповцем. Однажды в рейде с 2 сводными отрядами из других стабов был обвинен в воровстве. За него вступился Рекс, но Череп тоже не смолчал и сказал, кто на самом деле является вором. И чтобы подтвердить серьезность своих слов, тут же при свидетелях отрубил себе левую кисть. Вора нашли, и он оказался тем, на кого указывал Череп. За счет команды стаба, откуда был вор, Черепу в кратчайшие сроки отрастили новую кисть под присмотром недешевого знахаря. Вору было все равно, так как он уже несколько часов сидел на колу посреди стаба.
Сейчас вместе посмеемся, — пообещала Марго. «Йорик, Багира!» Сперва между сосен, как всегда из ниоткуда, материализовался Йорик. Эффектно вышел на поляну в новом свитере и при шляпе с 10 кинжалами, блестевшими на солнце. Лапы слегка подрагивали, вампир находился в боевом режиме. За ним скинула мимикрию Багира, которая ранее сливалась с листвой. Прыжком метров на 10 приземлилась у ног Марго и легла на траву, тихо урча. Королева автоматически почесала ее за ушком. «Командир, мне сегодня сон приснился, что я обделался, сидя в засаде. Так вот, не сон это был», — характерным говорком жителя Днепра сообщил кряжестый мужик. Кличка Михалыч, сам так назвался. Ни фамилия, ни имя его неизвестны. Крестный — Рекс. Нашел его на очередном выходе. Почти помер уже без живчика, пробирался по лесополосе вдоль дороги. Группа наткнулась на него, когда он уже был без сознания. Ребята возвращались в стаб после довольно удачной охоты. Дотащили на самодельных носилках к себе на базу. Мужик лет 50, крепкий, среднего роста, южно-русский говор. Специальность в прошлом — слесарь-инструментальщик. В армии отслужил срочную и потом 2 года сверх срока прапорщиком-инструктором по минно-подрывному делу. Еще он оказался превосходным оружейником, и отныне все оружие висело на нем. Его даром было быстрое перемещение, практически телепортация. Но не как в научной фантастике, а именно что перемещение. Ножками, все ножками, но настолько быстро, что при желании спуститься с 9-го этажа на 1-й он может за секунду. Дар срабатывает раз в час и не далее, чем на 150 метров. Уже поздно, Михалыч. От них мы при всем желании не уйдем. Да, Марго? Рекс присел в траву и положил рядом пулемет. А мы не враги вам. Мы хотим вас пригласить в нашу стаю. Тирекс, Акелла, девочки, идите сюда. Ну, пиздец. Вырвалось у Михалыча, когда он увидел, как холм на его глазах начал подниматься, превращаясь в динозавра. «Пиздец!» Йорик присел к Михалычу поближе и улыбнулся всей пастью. «Мне кажется, я симпатичнее буду». Квас опустил пулемет и сел рядом с командиром. Квас по имени Квас. Настоящее имя неизвестно. Назвался Квази еще до приема жемчуга. Субтильный подросток лет 19. Весь в прыщах, худющий. В очках с линзами, наверное, по +10. Умудрился появиться в Улье в самом неудобном месте. Попал под перекрестный огонь рейдеров и элиты. Чудом не отдал концы, закрывшись в холодильнике с креветками. Когда вылез, узрел рядом умершего рейдера с черной жемчужиной в руках. Автоматически взял и спрятал в карман. Позже, выбравшись к иммунным, понял, что за богатство ему свалилось. По-тихому проглотил черную, но что-то пошло не так, и он начал меняться. Поздно обратился к знахарю, и тот уже не помог. Из прыщавого дрища он превратился в 2 с лишним метра мышц. Интеллектом не блистал никогда, зато получил дар сверхреакции. Теперь он мог очень быстро выстрелить из всего, включая противотанковое ружье, или метнуть все что угодно, начиная от вилки и заканчивая танковым люком. Любимое оружие — ручной пулемет «Корт». Характер подростка. Задирист. «Ты красавчик, но Йорик мне больше нравится». «Марго, ты ему свитер выбирала?» Рослая блондинка погладила СВД. Диана в группе почти с самого начала, примерно лет 6. Эстонка, а может, латышка или вообще литовка. Но далеко не тормоз. Рекс ее встретил, когда она, сидя в проеме 3-го этажа, отстреливалась из лука от пустышей. Нашла его в магазине охотничьих товаров, где к ней и прицепились пустыши. Пустыш — это человек, который недавно обратился в зомби, и еще без подарков в споровом мешке на затылке. В другой жизни она частенько любила пострелять из лука, даже занимала какие-то призовые места у себя в городе. Рекса подкупила ее хладнокровность и спокойствие. 2 понедельника в Улье, а людишек, пусть и бывших,
расстреливает на ура. Рекс посоветовал назваться ей эльфийкой или как-то в этом роде, но она сама захотела стать богиней охоты. Стреляла на тот момент тоже неплохо, но после того, как открылся дар, стала великолепным снайпером. У нее не было дара управления пулей или зоркости орла. Нет, она при прицеливании в нужную точку в какой-то момент знала абсолютно точно, что попадет именно туда. Как будто внутри нее срабатывал мощнейший баллистический компьютер. Промахов при активации дара у нее не случалось. Со временем она настолько развела его, что могла практически сразу, навскидку, попасть метров с 300 монстру в лоб или в глаз. Выше среднего роста, отличная фигура. Светлые волосы до лопаток, которые обычно стянуты шнурком или заплетены в косу. Очень похожа на сказочного эльфа, только ушки маленькие. Спокойная, как удав. И да, немного тормозная на первый взгляд. Но это только кажется, когда надо, ее реакция поражает. Вторым, у нее открылся дар предвидения, пока слабый, всего несколько минут, но и это часто спасало группу. Обычно она чувствовала нападение, так что группе хватало времени укрыться и приготовиться к бою. Ну уж не Плутон, это точно. «Марго, опять ты меня позоришь перед людьми?» Титан был по-отцовски нежен. «Спокойно, пап. Итак, это моя стая, а задачи мои просты. Выжить и уничтожить как можно больше муров и внежников. Я свежак, по-вашему. Спросите у Титана, как я стала полуквазом. Дар мой вы и видите. Я могу позвать, наверное, любого монстра к себе в стаю. Но чувствую, что их количество в стае не бесконечно. Ментально у меня с каждым из них контакт, и со временем он все сильнее. Еще я могу... Так, не пугайтесь». Марго расправила черные, как уголь, крылья. «Боевая трансформация. Я приглашаю вас всех вступить в мою стаю. Если кто готов, то мне надо помазать вас своей кровью, чтобы на вас была моя ДНК, иначе они вас сожрут». «Здец!» Йорик даже подпрыгнул на месте и пошевелил пальцами-кинжалами. «Но если не захотите, то можете идти, они вас не тронут». Йорик опечалился и сел на пенек. Люди переглянулись между собой. Встали с земли, закинули оружие за спину или взяли на руки. Подошли к Рексу. Марго с замиранием сердца следила за этими сборами. Неужели она останется одна в этом мире? Пойду утоплюсь тогда. «Мы готовы, королева!» За всех все сказал Рекс. «Тогда по одному ко мне. Рекс, на тебе все, что касается войны. Остальные на своих местах. А теперь давайте попьем у меня кровушки». И чиркнула по пальцу своей катаной. «Рекс, подходи. Хуже не будет». Марго нежно провела отравленным пальцем 2 горизонтальные полосы у него на лбу. Йорик, стоящий рядом, вдруг подобрался и поклонился полковнику. «Чего это он?» «Принял тебя в стаю. Самый смышленный из них. Умеет говорить на своем жмурском, ругаться и исполнять приказы». «Ха! У нас прапорщик был во 2-й роте. На него похож. Так тот только ругаться умел. Споемся, солдат». И отдал Йорику честь. Тот не преминул повторить жест, приложив лапу к сомбреро. «Красавчик! Кругом, шагом марш! Эй, вы трое!» Полковник махнул 2 девушкам и Михалычу, которые гладили Багиру. «Оба ко мне бегом!» «Дианочка, деточка, смотри, что у меня есть для тебя». Титан оттащил из БМП армейскую снайперскую винтовку. «Вау!» Она с сомнением посмотрела на СВД. «А то я эту таскаю, потому что другой нет. Повредила неплохо при падении со 2-го этажа. Михалыч сказал, что только в условиях мастерской починит». «Квас, для тебя тоже есть подарочек. АГС-30 возьмешь?» «Титан! Откуда?» «Ты душка, дай подержать». «Ага, 30 килограмм. Подходяще. Хотя есть станок. Понял, не дурак. Корт еще есть с оптикой. Надо? Все, давай. Тогда вот тебе на сдачу. РПГ-28, клюква, пробивает метровую броню. По секрету,
Терекса не пробьет, ему из пушки муры зарядили в грудь. И все, нет муров. Он их пушкой этой так отделал, что Йорик прослезился. Подходяще. Девчонки, а вот кому пистолетики-бронежилетики, налетай. Мы для каждого эквип полный взяли. Даже каски и рации с ботинками. Горячей еды нет, но тушенки навалом. Я сейчас костерок сделаю. Марго, не страшно? Немезида полностью приняла Марго. Зверушки присмотрят, не волнуйся. Тушенку они тоже не дураки поесть. Обед. А пока вы едите, у меня для вас есть еще одна новость. Мы с Титаном и зверушками 3-го дня жилье нам присмотрели. Только там муры. Нас маловато вроде, чтоб стаб брать у муров. С сомнением и с полным ртом пробасил Рекс. А мы уже взяли, как раз туда и поедем. Марго, улыбаясь, смотрела на свою новую стаю. Сдец. Через 2 часа стая подходила к базе. Титан посоветовал заглянуть на цементный завод на краю кластера, который им послезавтра уходил на перезагрузку. Багира сообщила, что на заводе кто-то копается. Для более детальной разведки вперед пошла Немезида. Через полчаса вернулась назад. Там муры. 1 Урал, переделанный с утесом на крыше, 1 джип-тачанка, порядка 10 человек. Копошатся около тягача с экскаватором, похоже, заправляют обоих. Еще трактор с ножом огромным. Что называется, везет так везет. У нас все водят, от самоката до танка. Дианка даже схвасталась лицензией на полеты на легкомоторных самолетах. Квас заряжал ленту к корду. Замечательно. Только вы отдохните, посмотрите со стороны, как сработает Йорик. Акела со своими. Вы держите периметр. Терекс, ты... пусть спит. Багира в резерве. Класс! Давай, Йорик, я верю в тебя. Полковник удобнее расположился в кустах со стереотрубой. Йорик, кушать хочешь? Ургл! Сейчас заходишь на завод, всем аккуратно отрубаешь конечности, головы не трогай. Мы их сейчас самих на органы отправим. Ты все понял? Технику не ломать, у врагов отрубить конечности, потом поешьте все. Ты у нас сегодня повар. Меня тошнит. Блондинка стала зеленой. Разве можно так? Может, я лучше из снайперки? Не, привыкай. У нас теперь вот такой симбиоз. Для этого он и идет. Пошел! Йорик при последнем слове исчез, только пыль осела. Прошла минута, пока Йорик добрался до завода. Неплохой результат. Судя по дальномеру, до стены было 727 метров. Первыми вылетели руки пулеметчика из Урала. Затем ноги, и до них долетел крик ужаса. Громко, разве можно так в пекле орать? Могут чудовища прийти, впрочем, если они уже пришли, что уж теперь орать. Фантасмагория на заводе длилась недолго. Муров там оказалось немного, кончились быстро. Самого Йорика видно не было, только отлетающие руки-ноги. Но так аккуратно, что на технику кровь почти не попала. Вскоре все кончилось. Легкий ветерок обдул Марго. «Сдец!» Йорик лыбился в метре от Рекса, отдавая тому честь. «Жесть!» Михалыч не мог подобрать слов. «Я правильно понял, что для него это просто разминка?» — спросил Рекс у Марго. «Думается, мне он даже не устал», — ответил за нее Титан. «Когда мы с ним познакомились, он такое же проделал, только там было 100-1,5 народу». «Хорошо. Идем, а то помрут все от кровопотери». Они мигом погрузились на БМП и через несколько минут въезжали на завод. Марго первой спрыгнула с брони и подбежала к большой группе шевелящегося мяса. «Есть кто живой? Помычи!» «Ну, сука!» «И тебе привет!» Человек лежал без рук, но с ногами. Наверное, потому и не успел еще истечь кровью. Девушка, наклонившись, вколола спек ему в бедро. Через мгновение глаза Мура прояснились. «Чьих будешь?» «Шерхана! Перевяжи!» «А может, тебя внешникам отдать, перевязанного ленточкой?» «Где найти Шерхана?» «Он далеко».
Не найдешь. Полгода не будет. Ваши все здесь? Да. Сука, ты понимаешь, на кого наехала? Да, на трупы. И провела катаной по горлу Мура. Ни один мускул не дрогнул у нее на лице. Рекс многозначительно поднял большой палец вверх. Девочки повеселели, череп хмыкнул. Михалыч с Квазом заржали. Заправляемся, разбираем, кто что погонит, и пора домой. Само не построится. А у нас там дел, да... В общем, по пояс будет. Разнесся над заводом командный голос Рекса. До дома доехали без приключений. Тягач с экскаватором еле пролез в ворота, которые опять пришлось вынести Тирексу. У стаи пополнился автопарк. 3 БМП-2, танк Т-72Б, который стрелял, но не двигался. Михалыч посмотрит потом. Тягач «Урал» с пулеметом на крыше, экскаватор, трактор. Муры говорили про пушки, да и они сами на чем-то катались, но их технику не нашли. «Рекс, это те муры, которые нам став грохнули». Титан злорадно улыбался. «Ха! Вот и по делам им. Так, господа, королева поставила меня на все, что касается войны. Так вот, первое. Надо укрепить базу. Михалыч, ты. Кости на трактор и во враг. Осмотри стену. Дай заключение. Но, мне кажется, надо усилить. Последнему дебилу ясно, что надо. В одну плиту, ха-ха! В 20 сантиметров, ой, умора. Предлагаю их просто опрокинуть на землю и использовать как фундамент для нормальной фортификации. И шо, Рекс, раз оружейка моя, то мне надо больше места под цех. Ремонта много предстоит, сам понимаешь. Давай Кваза в помощь. Ладно, только не взорви ничего. Йорика еще возьмите, подтащить чего. Очень уж он тобой интересуется. Надеюсь, не с гастрономическими целями. А, Йорик? «Ру!» — ответил тот, держа в лапах охапку РПГ-28. Всем мальчикам интересно оружие. Йорик любит пиу-пиу? Немезеда чистила снайперскую винтовку. Девочки, на вас, как ни странно, кухня. Понятное дело. А в бане можно стиралки поставить. У них там одна была на 50 рыл. От нее только корпус остался. Квас, баня на тебе. Первые девчата пойдут с Марго. Попаритесь от души. Мы подождем. Рекс, я с документами поработаю. У них в сейфе полно интересного. Какой-то дятел вскрыл его сзади консервным ножом. А он же не закрытый был. Здец! Йорик повернулся и понес гранатометы в оружейку. Дятел! Ага, ты смотри, а то он и тебя вскроет сзади. Все, кто слышал, заржали, как кони. Народ приходил в себя. Наконец-то после месяца скитаний они обрели дом. — Йорик, не обижайся, шутка! — бросил череп вслед уходящему вампиру. — Да, и с бумагами осторожней. — Нам тоже оставь, вечером в баню возьмем. Не весь бар читай, пожалуйста. — Да, командир, все будет хорошо. Рекс, мы с Дианой хотим еще стрельбище устроить, можно? — Нужно. 500 метров хватит? Обе девушки закивали. — Тогда, Михалыча, восточную сторону им подровняй. Полосу сделай, расставим там мишени. На вас также пристрелка и чистка оружия. Не всего, конечно. Для начала по 2, нет, по 3 комплекта подготовьте. Остальное в смазку и на консервацию. Но вперед всего подготовим жилые помещения. Марго, ты с девушками будешь жить или тебе отдельное готовить? Вместе веселее. Поболтаем опять же. Теперь о дежурствах. Рекс, думаю, это излишне. Ты забыл про зверушек. Что касается зараженных, то к нам никто не подойдет на километр. А люди тем более. Багира, Акела, девочки, охраняйте нас. Тирекс, алло, проснись. Ворот на место поставь. Йорик с Михалычем. А последнее. Титан поднял руку. Всем перед баней подойти ко мне, многозначительно произнес знахарь. Титаша, мы уже проходили осмотр у врача. Раскраснелась Немезида. Вот зла на вас нет.
как они тебя слушаются, Рекс, не представляю. Титаша, Нептуша, Плутоша. Пользуйтесь моей добротой. Жемчуг буду метать перед вами. Красный. Под присмотром. Распоряжение королевы. «Дай-ка я тебя чмокну в щечку, Юпитер!» Диана эротично изогнулась, выставив вперед грудь. Рекс облизнулся. Глава 4. Жаркое из Нолдов. Утром отправились на поиски бетономешалки на завод, усиленный группой. Михалыч за рулем Урала, Квас в кузове за пулеметом. Йорик сидел рядом на цинке с патронами, внимательно поглядывая по сторонам. Боевое охранение оставили за Багирой. На заводе было пусто. То, что не доела элита, было почищено более мелкими монстрами за ночь. Бетономешалка на базе Урала в прошлый раз стояла вдали, в глубине большого ангара. Подъехали, осмотрелись. Михалыч пошел проверить, в каком она состоянии. Оружейник заодно убедился в возможностях завода замешивать бетон. Надо было поставить генератор, и, в принципе, можно работать. Одной мешалки маловато, конечно. До стаба здесь 3 километра всего. Вози хоть круглосуточно, а заливать много придется. С утра решили еще бункер сразу делать. Ну а что, укрепляться, только по-взрослому, в полный рост. Стены, бункер, бетона много надо. Марка хорошая, завод на стабе, не денется никуда. Когда-то давно он сюда провалился с запасом на несколько таких крепостей. Хотя, может, и не стаб, а долгоиграющий кластер. Но все старожилы помнили его именно таким, как и сейчас. Еще Михалыч обнаружил залежи мешков с цементом. Только добавить воды. Похоже, целый вагон цементной смеси, готовый к отправке. Сложены они были штабелями. Михалыч позвал Йорика, чтобы тот обследовал сложенные в огромную гору мешки со стороны стены. Сам он со своим брюшком протиснуться туда не смог, но хотел знать, как уложен груз, чтобы вытаскивать оттуда. Мешков было много, и поначалу они очень бы пригодились. Забить ими Урал, может, еще тягач попробовать приспособить. Пока он размышлял, Йорик, как всегда, телепортнулся прямо через стену и появился на самом верху кучи из мешков. Вся масса цемента пришла в движение. Йорик вместе с ней, как серфингист на гребне волны, и под набором такой массы стена рухнула на Йорика, а потом и крыша накрыла. Из завала остались торчать только волосатые лапы и край свитера. «Квас!» Михалыч не на шутку испугался за элиту. «Зови Багиру сюда быстрей! Йорик убылся!» Через минуту оба прискакали и, резко затормозив, уставились на место трагедии. Багира молодец, опередила опешивших людей. Кошка принялась яростно раскапывать Йорика. Вскоре его освободили. Вся голова у него была в крови, но споровый мешок не задет. Сам он не подавал признаков жизни. «Михалыч, заводи машину и подавай сюда задом. Я его дотащу, в кузов положим и бегом к Марго. Может, она знает, что делать». Через несколько минут группа мчалась на максимальной скорости назад на базу. Тем временем на ней велись работы на месте разрушенного замка. С помощью ковша рушили хлипкие останки былого величия и начали копать котлован под бункер. За рулем восседал Рекс. Диана с Немезидой занимались стрельбищем, таская мишени, обустраивали лёжки, вырыли окоп. Череп помогал Марко, обучая Рекса. Она показывала ему предмет, называла его, потом Череп вдалеке раскладывал несколько в ряд, чтобы Терекс нашел искомое по заданию Марго. Пулеметы Ящер уже находил уверенно, знал, что такое танк и БМП. Акелла с девочками патрулировали периметр. Чуть не врезавшись в створ ворот, на территорию влетел Урал. За ним бежала Багира, причем ее броня стала зеркальной. Марго с Черепом подскочили и побежали к машине. Взмыленный Михалыч вылетел из кабины.
махнул рукой и побежал к кузову. Там уже Квас аккуратно доставал безжизненного Йорика. «Что с ним?» — одновременно крикнули Череп и Марго. «Стена с потолком упали на него. Тонн 10, а может и больше». «Отойдите!» Марго присела рядом с лежащим на земле вампиром. Она взяла его голову двумя руками и зажмурила глаза. На спине с треском появились крылья. Люди отшатнулись. Ладони Марго пульсировали цветом раскаленной лавы. Так длилось минут 5. Потом лапы Йорика дернулись, ноги согнулись. Странно, но он казался таким беспомощным. Человек может убивать себе подобных, не задумываясь, потрошит всех подряд. А вот монстра стало жалко. Марго отпустила голову Йорика. Тот сел, тряся ею. Девушка вытерла ему рукой лоб. Глубокая рана, через которую были видны мозги, или что там у них, на глазах затянулась. — Ореха! Ец! Архарха! — сердито пробурчал вампир, теребя разорванный свитер. — Завтра в город пойдем, новый купим, — успокоила его Марго. — Ургу? — с надеждой спросил Йорик. — Сдец! На этот раз фразу произнесла Марго. Пасть Йорика растянулась в улыбке. — Марго, ты кудесница. Череп пребывал в религиозном экстазе. — Ты же его из мертвых, тьфу, он и так нездоров, а ты его оживила опять. А с людьми можешь? Да я сейчас только поняла. Я всех вас чувствую, и живых, и не очень. Очень интересно. Титан стоял рядом, все это время наблюдая. Знаешь, что я думаю, Марго? Мы завтра будем плющить тех нолдов, которые тебя мучили. Очень надеюсь на это. Так ты помнишь, у них под конец самолетик треснул? Не тяни, помню, Нептун. Да по тебе по жопе раз. У меня 2 дочки в той жизни остались, едкие штучки, такие же, как ты. Эссенция. Проберемся к ним, уколем тебя, и ты получишь уровень бога. Как тебе? Заманчиво. А, вы же не в курсе. Обратилась она к стоящим рядом Черепу, Михалычу, Квазу и подбежавшим девчонкам. Меня поймали нолды, выяснили, что я иммунная, и по какой-то своей инструкции вкатили мне раствор, красный и черный жемчужин. — Но такое бывает? — спросила Немезида. — Как видишь. Так она после этого меняться стала. Почесав лысину, пропыхтел Титан. — Йорик, ты как, отошел? — Марго, есть еще предложение. — Изрекай, знахарь. У нас в отряде половина людей, половина зверей. Людей мы вчера подкормили красненькими. Давай зверушек накормим. А чего? Они наша основная сила все же. Согласна с тобой, Титан, сама хотела спросить тебя об этом. Я их созываю сюда, они уже знают, что ты им дашь. Занимайся. Последние слова потонули в грохоте обвала. Все, как по команде, повернулись туда, где копал экскаватор. Теперь на том месте был кратер. Не сговариваясь, все бросились к месту обвала. Даже Йорик забыл про свой телепорт и хромал вместе со всеми. Перед глазами предстал провал 5 метров в глубину, но довольно обширный по окружности. Внизу, матерясь, из кабины вылезал Рекс. У машины только слетела правая гусеница и чуть погнулся ковш. Полковник повернулся к застывшим членам стаи, улыбнулся, демонстрируя огромный фингал в пол-лица, и сплюнул на ладони выбитый зуб. — Шо, страшно? А я пошутил. И заржал, как конь. — О, королева, принимай котлован. Сам нарисовался. — Командир, ты в порядке? Диана неподдельно беспокоилась за него. — Дианочка, то, о чем ты подумала, на месте, а зуб завтра вырастет новый. Вы сюда посмотрите. Видел, кто такое? Посмотреть было на что. На площади 300 квадратных метров, располагаясь равносторонним треугольником, мерцали 3 окружности, каждая метров по 5 в диаметре. На середине кругов поднимался столб тумана в 2 обхвата и заметно пахло кисляком. — Перезагрузка? — печально спросил Титан.
только место нашли. Не похоже, — вмешался Череп. Локальная она чересчур какая-то. Не находите? Да и пахнет не так кисло, как будто легкий аромат шалфея. Да еще мягкие нотки мяты, кажется. Череп, вот от кого не ждала, так это от тебя. Нотки у него. Ты парфюмер, что ли? Ты же оперативник, волкодав. Немезида не сдерживала смех. Ничто человеческое мне не чуждо. А запах и правда не тот, не кисляк это. И как проверим, что там в кругу? Не успел он договорить, как Йорик, до этого момента молча стоявший рядом, телепортнулся в круг, в самый туман, и исчез. Ну вот и все. Бедный Йорик. Видать, от удара крыш съехала, печально посмотрел вниз Квас. Жалко парня. Шмыгнула носом Диана. Толка с того света достали. А теперь где его искать? Туман в той окружности, куда прыгнул Йорик, стал прозрачным, и из столба клубящегося дыма вышел улыбающийся вампир. «Иргл! Иргл!» Маша лапами, он звал к себе их всех, затем снова пропал. «Глянем, что ли?» Йорик зря звать не будет. Рекс спрыгнул с гусеницы экскаватора и через несколько мгновений тоже пропал, вскоре появившись вновь. «Да уж». «Что там?» — спросили все сразу. «Да вполне ничего. Там другой стаб. Поляна, река, деревья». «Телепорт! 3! И все наши!» Немезида спрыгнула в котлован. Первый телепорт выходил на небольшой участок, покрытый песком, и чем-то напоминал прибалтийский пляж с соснами. Только вместо моря текла река. На юг. Стаб был махонький и окружен с 3 сторон чернотой. Назвали его пристань. Куда течет река, разведать решили потом, а причал собрались соорудить из стоявших рядом сосен. Дальше в черноту никому хода не было, так что это можно было считать плюсом. Закрытый со всех сторон стаб. Почему стаб? Потому что вряд ли стационарный телепорт вел на неустойчивый кластер. На всякий случай решили спилить одно дерево и оставить на время, посмотреть, что с ним будет. Второй вел в какое-то болото, субтропики, судя по влажности. Дальше не пошли, некогда, да и прежде стоило подготовиться, а время поджимало. Завтра их ждал город. «Подъем! Построение на плацу через 5 минут!» Рекс использовал мегафон. Небо еще сверкало звездами. Прохладный ветерок бодрил. Решено было ехать всем. Воровать у них нечего, зараженные не придут, это однозначно. В лагере хорошо пахло элитой, сюда еще месяц никто не сунется. Ну, а ближайшее скопление муров могло быть только в городе. Заминировали, конечно, кое-что, прикрыли порталы брезентом, замаскировали на скорую руку. 3 БМП-2, Урал, джип, все зверушки. Тяжелое вооружение, мины, фугас, гранатометы, куда ж без них. Что могли, все взяли. Выехали заранее, рано утром. Марго вышла из клуба, когда уже начинало смеркаться, а закончили уже в темноте. Так что часов 8 у них в запасе было точно. Прибыв на место, технику оставили за квартал. Загнали под большой навес, чтобы нолды с самолета не увидели. Место посадки Михалыч тщательно заминировал 250-килограммовым фугасом. Вырыли под него яму. Багира сработала намного быстрее экскаватора. Во всех переулках поставили МОН-50, противопехотные управляемые мины, благо этого добра у муров было как грязи. Диана и Немезида залегли по высотам. Диану страховал Рекс, заодно руководя боем. Немезиду опекал Квас с Кордом. Михалыч и Титан в окнах 3-го этажа готовили гранатометы. Марго была с зоопарком, ее страховал Череп. Мало ли что, а он парень крученый, откуда только не вылезал. Телохранитель. «Летят, говноеды! Приготовиться всем! Ухожу из эфира!» Рекс, располагавшийся на крыше высотки, отметил приближение самолета и нырнул назад, в надстройку на крыше. Они не исключали радиоперехват, поэтому договорились заранее, когда, кто и что.
На всякий случай рации у всех были включены на прием. Самолет сел точно на фугас. Нолды пока сидели внутри. Через 10 минут подъехали 3 Урала, отделанные так, что куда там Голливуду. Все в броне, у каждого на кунге спарка КПВТ. На бампере огромный отвал, как у бульдозера. Движки, судя по звуку, были форсированы. По кругу шли шипы и решетка динамической защиты. Пехоты высыпало человек 80. А вот снайперов у них не было, потому как давно никого не боялись, расслабились. Чуть позже подкатил навороченный «Тигр» с местным Наполеоном. Пустынный камуфляж, небрежно повязанный тактический шейный платок цвета хаки, вылез наружу с какой-то палкой в руках, нервно хлопая себя по ноге. Солдатики быстро разбежались по периметру. С десяток построились черепахой и гуськом двинулись к дверям клуба. Подбежал человек с дурой и вышиб дверь. Строй втянулся в проем, включив прожектор, запитанный от генератора в одном из Уралов. Марго еле упросили дождаться момента, когда нолды отделят иммунных. Раньше начинать не было смысла, непонятно, кто не заразился, а потом уже валить всех подряд, за исключением тех, кто в клетках. Все равно их участь незавидна, так что лучше уж пулю в лоб. Зверушки были строго ориентированы, кого можно есть, а кого нет. Самым трудным оказалось внушить Тирексу, что в клетках люди очень невкусные и даже ядовитые. Ящер уже был знаком с химией нолдов. Выжил тогда, но запомнил навсегда. Опять перед глазами прошла картина разделки людей. Марго, видя это, разве что не искрилась, но понимала. Рано. Надо ждать. Иначе придется самим проводить тест на иммунность и убивать зараженных. Пусть уж муры грех берут на душу. Нолды начали собирать вещи. С пандуса самолета съехал погрузчик. С ближайшей высотки ударила вверх красная ракета. «Закат!» Голосом Рекса можно было забивать сваи. Тут же произошел подрыв. Самолет, подпрыгнув, разломился на 2 части. Оттуда, как из тараканника, поползли оглушенные фигуры в белых футболках и шортах, судорожно стараясь зажать рот. С местом клеток угадали. Близлежащий переулок не минировали. За ними уже стояли Марго и стая. С других направлений раздались приглушенные хлопки МОН-50. Муров и еще не обратившихся людей покосило, как траву на сенокосе. Оставшиеся на ногах нолды в скафандрах и муры быстро перегруппировались за грузовики и «Тигр». Спарки на Уралах стали выискивать цели. Из окон дома напротив, практически в упор, дружно ухнули гранатометы. У Уралов не было никаких шансов. 2 спарки заткнулись сразу. 3-я прошлась очередью по окнам, вырывая оконные рамы и кроша кирпич. Михалыч и Титан сразу сменили позицию и были уже в следующем подъезде, на другом этаже. Через несколько минут взлетели в воздух последний Урал и «Тигр». Тем временем пехоту проредили девчата и Квас. Наполеону снесли голову вместе с тактическим платком. На площади осталось человек 50 нолдов и муров. «Стоп! Прекратить огонь!» Марго нажала тангенту рации. «Мы заходим. Детишки хотят есть. Снайперы, держите их!» Марго махнула рукой, и Тирекс припустил на площадь, плавно оббежав клетки. Скрестил лапы и резко развел их. Половина стоявших на площади муров разлетелась в разные стороны. Раздались нестройные выстрелы, но пули отлетали от ящера, не причиняя ему никакого вреда. За ящером рванули волки, парализуя всех ужасающим воем. Люди попадали, зажимая уши, у многих сквозь ладони текла кровь. В 3 клетках к прутьям прильнули избитые пленники, ликуя и не обращая внимания на ящера. Марго медленно приближалась к бойне. Сзади шли Йорик и Багира, за ними двигался череп. Муры были полностью дезориентированы, оружие валялось на земле. Тирекс
навис над ними, но не трогал. Полки держали периметр. «Все вниз! Сортируем засранцев!» Марго вошла на площадь. Череп и подоспевшие Квас и Рекс контролировали Муров и Нолдов, сидящих на земле с руками на затылке. Из самолета больше никто не лез. «Титан, Михалыч, обыщите их корыто. Надо побыстрее, Грохола, будь здоров. Уралы горят, могут привлечь коллег. Девочки на высотах, смотрите за обстановкой. В случае шухера сразу к машинам». Рекс держал все под контролем. Марго подошла к пленным. Ее глаза горели, руки полыхали оранжевым светом. За спиной раскрылись крылья, а по бокам стояли монстры. Кто-то охнул и упал, разрыв сердца. Люди в клетках замерли от ужаса, хотя процессия прошла мимо них. «Йорик, белых туда!» Марго указала на самолет. Йорику понадобилось секунд 20, чтобы согнать в кучу всех в скафандрах. «Кто старший? Ко мне! Координаты базы!» Голос Марго усилился и прогремел над площадью. Нолд молчал. К нему подошел Череп и сорвал с него шлем. «Морду поднял? В глаза, гнида, в глаза смотри!» Ледяной тон Черепа возымел действие. Нолд поднял глаза и отрицательно помотал головой. Контрразведчик посмотрел на Йорика. Тот моментально схватил Нолда, поднял над головой и вспорол ему живот. Повернулся и кинул тело в толпу застывших от ужаса муров. «Кто еще знает координаты базы?» — спросила оставшихся Нолдов Марго. Одновременно трое шагнули вперед. Марго дала знак Йорику. Тот отвел всех троих за угол, за ним с блокнотом не спеша прошел Череп. «Марго, я вот что подумал». Рекс подошел к Марго. «Нам же крепость строить и забор, да и ров углубить неплохо бы. Люди нужны. Ты про муров? А потом на корм стаи, хорошо. Мне так им и сказать?» «Нет, пообещай отпустить в конце, а сам отдашь стае». «Ты жестоко, но справедливо». Он повернулся к Квазу. «Подгоняй Урал. Муры, слушайте и благодарите королеву. Она дарует вам жизнь. Вы будете искупать свою вину на тяжелых работах, под охраной вот этих милых волков». Акела издал душераздирающий рык, задрав пасть в небо. На последних этажах вылетели все стекла и осыпались сверкающим дождем на головы муров. «Но прежде чем уедем, мы вам кое-что покажем. Тирекс можно!» Марго хлопнула ящера по ноге. Динозавр в развалку направился к дрожащим от страха Нолдам. «Багира, Акела, девочки! Взять их!» Расправа была быстра и ужасна, произведя неизгладимое впечатление на муров и на пленных. Да и на своих тоже, чего уж там. Стронги, не привыкшие к таким постановкам, смотрели стеклянными глазами на стаю Марго. А у нее перед глазами стояла сцена визжащей Светки со вспоротым животом и Сереги, ползущего с отрубленной ногой. «Титан, нашел?» «Да, все нашли, даже больше. Там еще 3 контейнера с оружием для этих, тьфу, муров. Что вылупились? Таскать все в Урал, уроды! Бегом, шнель!» «Теперь вы». Марго повернулась к клеткам. «Вы, наверное, уже поняли, что с вами собирались делать?» «Да, еще бы! Это подонки! Спасите нас!» Почти все разом заговорили в клетках. «Выход у вас один — идти с нами. Потому как вы находитесь в центре пекла. Отсюда выхода простым смертным нет. Кто против, поднимите руки. Так, возражений нет. Сейчас будете выходить по одному и подходить ко мне. После этого мы проследуем в наш лагерь. Если кто-то передумает с нами оставаться, удерживать не будем. Укажем направление, дадим оружие и еду». Пока Марго метила спасенных людей, муры заполнили Урал и теперь стояли под охраной волков. Стронги подогнали БМП и джип. Все отмеченные рассаживались внутри машин. Рекс пошел посмотреть, где пропал Череп, а он с Йориком и 3 Нолдами устроился на первом этаже разгромленного магазина. Заглянув через оконный проем, командир увидел следующую картину. Перед связанным Нолдом стоял Йорик
выставив вперед лапу с растопыренными пальцами-кинжалами и выпитив нижнюю челюсть, изображая черепа. Череп же стоял со скрещенными руками и одобрительно кивал. Двое нолдов без голов уже валялись у дальней стены. Последний же зажмурился и рыдал. Отпускать его не было смысла, так как он уже вдохнул споры местной атмосферы. Рекс пошел назад на площадь. Муры стояли попарно, со связанными позади руками. Бывшие пленные сидели в 3 БМП. Михалыч в джипе, Квас за пулеметом. Диана, Немезида и Титан заняли места механиков-водителей в БМП. Колонна была готова к отправке. Ждали только Черепа и Йорика. И тут случилось то, чего ожидали, но не хотели. Двухэтажный деревянный дом в конце квартала взорвался осколками бревен, явив собой медведя или бегемота, издали было не понять. Отряхнувшись, нечто раскрыло пасть размером с хороший гараж с ямой, обнажив метровые зубы, с которых стекала кровь. Раздался рев, и чудовище начало разгоняться в сторону Марго. Акела одним прыжком оказался перед королевой. Тирекс встал в полный рост, пригнулся, прижав передние лапы к груди, на секунду застыл, хищно всматриваясь в медведя, подпустил его метров на 100 и резко развел лапы в стороны. Удар был чудовищен. Как в замедленной съемке морду медведя смяло, корежа череп, будто он влетел на полной скорости в бетонную стену. Недобегемот сразу отключился и застыл неподвижной тушей. Как только справились с ним, пожаловал следующий типаж. Хорошо, что они не напали вместе, иначе пришлось бы туго. С крыши соседнего дома прыгнула крупногабаритная тень и приземлилась в десятки метров перед Марго. 4-метровая горилла с пастью крокодила и редкой короткой коричневой шерстью. Продемонстрировав великолепные бугры мышц, перекатывающиеся под кожей, она сделала шаг вперед. Тирекс был пуст. Для зарядки кинетики нужно минут 10. Акела застыл перед прыжком. Инь и Янь, стоявшие сзади за самцом, тоже готовы были прыгнуть. В последний момент с крыши того же здания слетела Багира, отражая свет на зеркальной броне, и четко приземлилась на загривок обезьяны. Клубок монстров завертелся, круша дома в узком переулке. Тирекс разогнался и сходу сбил с ног гориллу, прижав ее к земле, пока Багира тянулась к ее горлу. Не успели они выдохнуть, как появился третий, самый опасный. Приземистый, не выше метра, зато шириной 4 метра, весь поросший густой черной жесткой шерстью паук. С виду как паук, а там кто его знает, кем он был прежде. 6 суставчатых лап неприятно скрежетали по асфальту. Огромные жвала гипнотически ворочались около пасти, набитой острыми зубами в несколько рядов. Плевок паутины Марго пропустила, и их всех разом обездвижила вместе с волками. Достав свой клинок, она разрубила липкие нити, остальное волки разорвали лапами. Следующим был выстрел отравы в Марго. Акела метнулся и принял удар на себя, завизжав как собака от яда, попавшего на морду, и, ослепленный, покатился в грязь. Инь и Янь синхронно спрыгнули на паука, который решил пробежаться по стене дома. Обе волчицы повисли на лапах монстра, но особого вреда не нанесли, хотя и двигаться паучище уже не мог. Пад. Акела умирает, обезьяна вывернулась и оглушила лапой Багиру, которая тоже лежала в прострации. Тирекс прижимал гориллу, пытаясь достать до нее пастью, но получил несколько хороших щелчков по морде. Ко всему прочему, медведь стал ворочаться, пытаясь подняться. И где этот пакостник Йорик, когда он так нужен? Марго расправила черные крылья, налившиеся оранжевым светом. С мечом в руке зависла в метре над землей. Из ее левой руки в Акеллу и Багиру выстрелили оранжевые нити. Чуть погодя, вырвались еще 3 — в Тирекса и волчиц. Акела мотнул головой, встал, моргая, и взвыл ужасным воем.
Все, кто находились на площади, получили акустический удар и контузию с кровью из ушей. Муры, стоявшие ближе всех, упали на землю. Рекс влип в стену без сознания. Ква замотало так, что он не мог навести пулемет. Людям, сидящим в БМП, досталось меньше. Череп лежал около Урала, целясь из автомата. А вот и Йорик, гвоздь программы, засадный полк, мать его. Вылетел на площадь, подняв тучу пыли. Мгновенно сориентировавшись, телепортировался пауку на спину. Спустя секунду паучище лишился всех лап и одной жвалы, оставшийся засадил Йорику в плечо, окончательно разорвав свитер. Раздался душераздирающий рык, и паук лишился башки, даже не успев удивиться. «Ждец!» Йорик стоял на туше паука, потрясая лапами, и рычал, поглядывая на медведя. Марго опустилась на землю. Нити исчезли. Акела еще лежал и скулил, но чувствовал себя уже лучше. Самки кинулись зализывать ему огромную рану на голове, которая на глазах исчезала. Интересно, могла ли пантера получить сотрясение мозга? Ее заметно шатало. Горилла и медведь стояли перед королевой, склонив головы. С головы обезьяны капала кровь, у медведя была сломана челюсть. Марго положила каждому руку на голову, и спустя минуту раны стали заживать. Медведь даже попробовал пожевать. «Йорик, принимай!» Марго в изнеможении опустилась на отрубленную лапу паука. От БМП бежали люди. Немезида потрошила споровый мешок паука саблей Марго. Рекс смотрел на платок, который был весь в крови, и вновь прикладывал его к уху. Муры слабо шевелились, Квас поддерживал черепа. Йорик виновато ходил вокруг Марго. Диана навела автомат на Муров, Михалыч нервно хлебал живчик. Титан уже стоял за спиной Марго, положив руки ей на голову. «Поехали домой. Йорик, новый свитер в джипе лежит. Как знала. Взяла, чтобы отдать тебе. Акела, ты как?» Волк стоял немного покачиваясь, но мотнул головой. «Тогда доведете Муров до завода, и там их стерегите. Позже к вам Михалыч с Квазом заедут. Привезут им еды и живчика. Давай!» Волки поднялись, рыкнули на Муров и погнали их бегом на завод. — Они что, речь понимают? — спросил Титан. — Нет. Образы мысленно-ментальные. Говорю я больше для себя. — Сколько у нас иммунных? 23. 15 мужчин и 8 женщин. Кормить их нам нечем. А в чем проблема? Кластер только с перезагруза. Давайте все вместе организованно в гипермаркет. Там найдете грузовики. Все покидайте в кузов и домой. Йорик в разведку поганец, лентяй эдакий. Товарищи твоих чуть не сожрали, а он там у черепа светским манерам учится. Мургал, Орек, ждец. Я поняла, свитер дома получишь. Чего он? Рекс стал слышать хотя бы одним ухом. Извиняется, виноват, говорит. А все же лихо он насекомое уделал. Я не смогла взять его под контроль. Жуткая зверюга. Она меня сама чуть не загипнотизировала. Титан, ты скажи мне, есть что похуже него в этом мире? Есть, но его нельзя называть. Титан глянул на Рекса. Говори. Скребер. Это нечто. Самый сильный монстр в Улье. Даже суперэлита ему в подметке не годится. Что это, никому не понятно. Возможно, дальнейшее эволюционное звено, а может, пришелец из иных миров, — ответил Рекс за Титана. — Сильный? Мы все вместе со стаей его не возьмем. Боюсь, даже не подойдем на расстояние выстрела. Нужно тяжелое вооружение. И не пулеметы. Тунгуска или шилка, танк, пушки. Вот с таким арсеналом с ним играют. Можно на фугасы его затащить, потом птуром добавить, где-то так. Нет ничего невозможного. Мы уже говорили с Марго. Через месяц открывается коридор на беговую. А, точно, Титан, я и забыл. К тому времени еще людей подберем. Ты как, Марго? Взяла очередную ступеньку дара. Видели? Я смогла поднять раненых прямо в бою и усилить других.
Сейчас приедем на стап и сенцию тебе вкачу. Не боишься? Ты чего, Титан? После того, что сегодня было? Рекс, двигай массы. Так, слушаем все сюда. Громогласный голос, усиленный мегафоном и многократно умноженный стенами домов, оглушил всех. Новая вводная. Порядок движения. Джип, коробочки, Урал. Разведка, Йорик. Впереди Тирекс чистит дорогу, а замыкают Багира с новенькими. Все движемся к гипермаркету. Пошли, пошли, засранцы. Вперед, порвем магазин, как грелку. Хорошо, что здесь пекло, — подумала Марго, подходя к зданию. Весь гипермаркет принадлежал им одним. Есть места поспокойнее в этом безумном мире, но там и конкурентов больше, а здесь раздолье. Вот и рефрижераторы стоят, на тягачах МАН. Рекс, грузовики видишь? Ага, только водил надо найти. Не хочу второй раз сюда возвращаться. Кстати, Марго, заправка в конце стоянки, там заправщик стоит. На базе нам Муры оставили подарок. 4 вкопанные железнодорожные цистерны, 3 с дизелем и 1 с бензином, под пробку. Что с электричеством? На завод надо несколько генераторов, освещение, пищу готовить, заправщик с дизелем туда. Будем в 2 смены охранять. Волки с Багирой будут меняться по очереди, с десяток Муров на базу. Организуйте барак и охрану, пусть работают. И раздобудьте телевизор. Я хотела Йорику «Кошмар на улице Вязов» показать. — Сделаем, королева, — ухмыляюсь, — сказал Рекс. Глава 5. Мудрый Каа. Проснувшись только к обеду, Марго прислушалась к себе. После инъекции осложнений не было. На этот раз прошло все намного легче. И сил вроде прибавилось. Ментально потянулась к стае. Все живы и здоровы. Надо обследовать новеньких зверушек, а людьми займется череп. Встала, привела себя в порядок. Девчонки, с которыми она делила дом, принесли полевые цветы. Вазой послужила гильза от снаряда. Занавески, скатерть на столе. Когда успели только? Даже половички. Молодцы. В лагере стояла идеальная чистота. На вышке восседал Квас. Он приветственно помахал ей. Марго махнула в ответ. Незнакомые люди с носилками, лопатами и метлами сновали по лагерю. Завидев девушку, втянув голову в плечи и понурив взгляд, ускорялись в движении. Немезида сидела на БМП и чистила АСВК. Рядом лежал вал. Изредка поглядывала на пленных. Увидев Марго, она подхватила автомат и спрыгнула к королеве. — Привет! Как самочувствие? — Привет, нормально. Думала, будет хуже. — Мы так вчера переживали за тебя, когда эти... Девушка махнула в сторону 2 одиноко стоящих монстров. Напали. Сама понимаешь, что мы могли им сделать? Она потрясла валом. — Ты что, Немезида, конечно, все понимаю. Там такой пресс. Рекса вырубила за секунду. Уж на что он крепыш. Надо нам продумать средства защиты от акустики. Вышибает мозги на раз. А ты здорово того, с платочком выщелкнула. Ага, этот гондон в платочке за спинами прятался. Потом под машину залез. Наполеон тряпочный. Выстрел хорош. В прошлой жизни вряд ли бы так исполнила. Специально от колесного диска рикошетила, и бестолковку его унесло в поле. Дианка просто зверь. Давно мы так не развлекались. Почти очередями клала из АСВК. Все в десятку. Рекс ее еще оттаскивал от винтовки, когда уже закончили. Вошла в раж. Даже Квазу поплохело, а он как-то отступление наше прикрывал в полный рост, с 2 кордами наперевес. Мы потом в нем 8 дырок сквозных насчитали, причем 3 от 12 7. А ты молодчина, спасла всех практически. Когда ты стала над землей подниматься с этими оранжевыми лучами,
Я реально поняла, что схожу с ума. Оценила? Мне тоже понравилось. Само как-то получилось. Акела уже умирал, ему яд голову почти насквозь проел. Там до спорового мешка несколько сантиметров оставалось. А Багире этот лось лампочку встряхнул основательно. Мы когда в гипермаркет погнали, она в другую сторону почесала. Дезориентация полная. Глаза в кучу. Жалко зверюшек. Как пленные фрицы? Дрожат до сих пор. Понятно, мы уже к тебе привыкли, а им такое первый раз увидеть довелось. Думаю, там половина тронулась. Из 10 3 седыми за ночь стали. И по делам. С нами они церемониться не стали бы. Да уж, пусть работают, потом стае отдадим. А вот это правильно. Мы с Дианкой думали над этим. Они же раны залижут и потом снова за старое возьмутся. Кстати, я из паука достала много чего. Кому отдать? Титану все, что касается потрохов монстров и неизвестных штук. Там 8 красных и 6 черных жемчужин. Остального в ведро. Как только умудрились завалить. Нолды и те понятно, как в пекле живут. Но нам без стаи вообще никак. Да еще мужики 3 контейнера с оружием переделанным притащили. Чего там только нет. Интересно. Стволы снайперские. С виду как СВД, но под 12,7 мм. Прицел — чума. Кратность — огонь просто. Как работает непонятно, но ясно, что электроника. Несъемный. Патрон обычный подходит, но начальная скорость увеличена. На стрельбище с 500 метров в яблочко, не напрягайся. Дальше автоматы. Похоже, вал переделали. В разы сильнее и точнее. Броня, опять же, вроде кевлар, но вообще ничем не пробивается. Только скорду удалось. Ну и там по мелочи. Михалыч что сказал? Обоссался Михалыч от счастья. Разобрал, сидит, смотрит на пушки. Бормочет чё-то сам себе. Как настроение у наших? Норм. Мужички, когда всех разместили, крепко поддали. Здесь не так пьянеют, но все же. Про тебя речь шла. Все довольные, как будто первый раз с бабы слезли. Такую королеву все ждали. Наконец-то людьми себя почувствовали. «Друг познается в беде?» — рассмеялась Марго. «Тип того. Ладно, пойду пригляжу за ними, а то стоят, уши греют». Она пошла в сторону муров. «Шнель, шнель! Арбайтен, обезьяны!» И дала очередь над головами. «Ну, здесь все пучком», — решила Марго и пошла проверить вновь прибывшую элиту. Сперва мысленно позвала медведя. Тот сел, облизнул лапу и спокойно посмотрел на Марго. Так, челюсть за ночь заросла. Шерсть у него сродни волчьей, такие же арматурины вместо шерстинок, размышляла она. Пасть размером с отцовский гольф. Надо же, такую ряху отожрал, силы немерено. Будешь Балу. Сказка так сказка, правда, кровавая местами. «Рекс!» — крикнула девушка. «Забирай медведя! Балу будет! Вместо второго бульдозера! Теперь ты, горилла, иди сюда!» Супер! 4 метра. Макушка ее достигала пулеметного гнезда на вышке. Горилла, тяжело ступая, приблизилась к королеве и села на землю. Или сел? Скорее сел все же. Силен, чрезвычайно. Просто море дури. Шерсть меняла цвет, мерцала, временами становясь полупрозрачной. Броня почти как у Тирекса, но благодаря другому строению лап становится смертельно опасным. Вон как накидал Багире, до сих пор на него с опаской смотрит. Будет Кинг-Конг. Нет, долго. Просто Конг. Дар в момент опасности становится полупрозрачным и практически неуязвимым для огнестрельного оружия. Время действия до 2 минут. Достаточно, чтобы выйти из-под обстрела. Марго приказала ему подойти к бетонному забору и попробовать повалить его. Конг резко подпрыгнул. При своем весе тонны в 4 он был необыкновенно мобилен. 2 скачками оказался около плиты и чуть-чуть подтолкнул ее 2 пальцами. Стена,
с жутким грохотом свалилась плашмя. Муры, дебилы, построили картонный домик. Конг повернулся и улыбнулся в свои 102 зуба. «Проверяешь рекрутов?» Сзади беззвучно появился череп. «Ага, здорово. Оклемался?» «Смотря от чего». «От пьянки, от чего же еще? Как Йорик?» «Ты себе не представляешь. Он на лету все схватывает». Возбужденно махая руками, что было совсем не похоже на него, артикулировал череп. Я стал допрашивать первого, а он второго, в точности повторяя мои жесты. Умора. Только не для Нолда. И по-своему что-то бормочет на жмурском языке. Смех и грех. Ты ему свитер дал? Да, но... Что «но»? Сейчас сама увидишь. Сразу говорю, все к Рексу. Череп еле сдерживал смех. «Йорик, ну-ка покажись, бездельник!» Минуту ничего не происходило, потом с мужской половины выглянул ехидно ухмылявшийся Рекс. И тут же в своем репертуаре перед Марго материализовался Йорик. Рот до ушей, лапы с растопыренными кинжалами. Картина в полоборота замер в облаке опадавшей пыли. Эдакий Джим Керри, слесарь-проктолог. Вместо чудесно смотревшегося красно-черного свитера Йорик сверкал тельняшкой и лихо заломленным на голове голубым беретом. «Вау!» — вырвалось у Марго. «Все понимаю, Ули и прочее. Хотя, ты знаешь, Йорик, соглашусь, тебе идет. Но по выходным будешь носить свитер, радовать мамочку». «Дец!» «За ВДВ!» — проорали все, кто был рядом. В небо бахнула пробка из бутылки шампанского. Проходивший мимо Мур недобро глянул на Марго. Через секунду Йорик уже смотрел на него в упор. Мур бросил лопату и побежал. Рекс и Череп, не сговариваясь, засвистели ему вслед. «Марго, не желаешь поговорить с новобранцами?» Череп рукой махнул Йорику. Они прошли в штабной блиндаж. Там собралось несколько человек. «Все здесь? Титан мне сказал, 23 человека спасли. Ты хочешь всех посмотреть?» «Не очень. В процессе насмотримся». «Хорошо». Этот парень был на дискотеке. Улыбчивый брюнет подошел и сел на табурет напротив Черепа. «Стас!» — представился он и тут же спросил. «Что здесь творится? Вы хоть понимаете, кто я?» «А кто ты?» — участливо спросил Череп. «Стас, сказал же». «Мой отец — прокурор города. Он вам за ношение огнестрела яйца к полу прибьет. Странно только, где он до сих пор?» «Да правда, странно. Столько огнестрела, а папа не чешется», — с мнимой жалостью и недрогнувшим лицом сказал Череп. «Так это что, все постанова? Бомжи с пушками, выстрелы, взрывы? А зверушек видел? Мы кино снимали. Не беспокойся, иди». Марго махнула в сторону улицы. «Выйдешь направо, еще раз направо. На кухне девочек найдешь, накормят. И спать уложат». Парень неуверенно встал, обвел всех взглядом и быстро вышел. С ним все ясно. В обоз. Череп сделал пометку в блокноте. «Как зовут?» Марго посмотрела на женщину в белом халате. «Ты с работы попала?» «Надя». «Да». «В нашей больнице свет погас, а у меня как раз операция. На рынке бомба самодельная рванула. Осколочные, травмы, ампутации. Это уже 6-я по счету пошла. Я и так падала от усталости и не заметила, как люди обращаться начали. А здесь эти бомжи поймали и...» «Кто?» «Да там, 2 на улице видела, а 3-го вы убили вчера». «За мной?» Марго резко встала и вышла. За ней повалили все, причем Йорик, как самый умный, напрямик, через стену. Через несколько минут к ним подвели 2 муров. «Что ты хочешь, чтобы с ними сделали?» — спросила Марго у Нади. «Я понимаю, не дура. Их все равно не выпустят отсюда. Поэтому смерть. Да так, чтобы сами обосрались». «Йорик, сделай ему больно». Вампир тут же схватил крайнего и замахал лапами. Через секунду он был порезан на длинные ломти,
но, что удивительно, остался при этом жив. Руки и ноги вдоль по всей длине были глубоко изрезаны на полосы. Зрелище не очень. Что-то подобное Рекс видел в Афгане после того, как отбили наших ребят, захваченных в плен. «На!» Марго протянула свою саблю Наде. «Второй твой». Надя взяла клинок, взвесила в руке, посмотрела с интересом и, без замаха, провела по гениталиям второго Мура. Тот заревел, потом голос стал тоньше, и он упал на землю, держась за причинное место руками. Надя подошла к нему, нагнулась, глядя ему в глаза, постояла немного и резко отделила голову, прекратив мучение. Потом второму. Прям хоть пыточную строй со сточной канавой. Такой мясокомбинат развели. Вот почему наши предки этим в подвалах занимались. Нравоучительно произнес Рекс. «Надя, иди к девочкам на кухню. Скажи им, что Марго сказала тебе к нам перебраться. Там как раз 4-я кровать войдет. Титан тебе поможет. Он знахарь к тому же. Титаша, дай ее красненькую». «Хорошо, Маргоша». Знахарь щерился во все свои зубы. Забыл совсем. Дай по черной Конгу, этой горилле новой, и Балу, медведю. А ты что расскажешь? Череп повернулся к молодому крепкому парню в черной полевой форме, без знаков отличия. Роман Маленков, старшина. 810-я отдельная бригада морской пехоты. ВУЗ-101. Вытянувшись во фронт, без запинки произнес молодой человек. Пулеметчик, значит. Пулеметов у нас много, тебе понравится. Череп сделал пометку в блокноте. Иди на кухню, потом Немезиде скажешь, чтобы устроила к Рексу в блиндаж. Он твой командир. Захочет — наградит, захочет — расстреляет. Титан, ему тоже красную жемчужину. Вопросы? Марго протерла катану от крови. Никак нет. Постой. Марго, мужчины меняют здесь имена. Да, совсем забыла. Крестный ты? Да. Будешь ты у нас... стреляешь хорошо? В ростовую мишень с 400 уверенно. Ну, тогда жнец. Спросят, кто крестный? Рекс из Стронгов. От английского крутой? Ага, врубаешься. Ты проще будь, здесь все свои. Эти, считай, фашисты или пособники их, нелюди. Еще вопрос, Марго. Рекс немного помедлил. Мы вчера с мужиками посидели, покумекали. Надо как-то стаб назвать. База растет, а в улье у каждого стаба имя. Придумали мы одно. Как ты смотришь, если мы назовем наш стаб чистилищем? Мне нравится. Как раз в преддверии ада, что и есть на самом деле. Ты же не только это хотел мне сказать. Да. И тебе придумали псевдоним, так сказать. Чужая. Почему чужая? Уже не родная? Рекс молча вытащил из кармашка одну горошину и отдал черепу. Он так и сказал, что ты это спросишь, пояснил Рекс. У вас был фильм «Чужие»? Конечно, обожаю его. Ну вот. Там Рипли в конце с чужими связалась, как и ты. Радостно закончил бравый полковник. Вот какая чужая. Ну что ж, в тему. Принимаю с удовольствием. Рекс крякнул и опять полез в кармашек за горошиной. Череп беззвучно смеялся. «Нарекаю тебя чужой». Спросят, кто крестный, скажи «Рекс из Стронгов», — закончила за него Марго. Все, кроме Рекса, заулыбались, а тот опять полез в карман, злобно смотря на черепа. Ладно, теперь о делах. Рекс, надо в порталы сходить, посмотреть одним глазком. Кого возьмем? Мургал. Здец. Йорик поглаживал новый тельник. Куда ж без тебя? Кваза, Немезиду. Череп на хозяйстве. Тебе есть еще с кем пообщаться. Череп мотнул головой в знак согласия. За старшего останешься. И жнецам. Посмотрим на парня. Михалыч, подбери ему снаряжение. После обеда выступаем. Йорик, зови Конга. Скоро идем. Пусть зубы почистит. Здец. Первой была пристань. Дерево так и валялось на том же месте. Ничего не происходило. Речка по-прежнему текла на юг. Кисляка не ощущалось. «Марго, нам скоро на беговую».
Там можно хорошими лодочными моторами разжиться. Притащим сюда резиновую лодку, моторы и вперед в кругосветку, а? — размечтался Квас. — Даже не знаю, какую тебе лодку надо. Баржу резиновую, что ли? Мы там бассейн копаем, вернее, муры. Вот как закончим, я тебе, Квазик, уточку желтую подарю. Немезида заметно повеселела с прибытием жнеца. «Аха-ха-ха!» — передразнил ее Квас. «Ладно, здесь все ясно. Пригоним муров, пусть строят. Кстати, здесь баньку можно срубить». «Решено. Осталось еще муров наловить», — резюмировал Рекс. «Рекс, если дальше так пойдет, муры скоро переведутся. Пекло будут 10-й дорогой обходить. Мыслимо ли дело? Едут сюда потроха собирать, а получают принудительные работы и кол». Следующим был телепорт в болото. Влажность, как в тропиках. Попугаи, лианы, мартышки какие-то. Джунгли, одним словом. Группа вышла из портала. Сразу рассыпались на местности. Жнец и Квас контролировали каждый свою сторону. Марго и Немезида залегли в траве, причем вторая сразу стала невидимой. Рекс упал на колено за ними, выставив автомат, водил им по сторонам, слушая лес. Йорик уже убежал вперед. Марго видела его глазами. Вторая эссенция открыла новые грани дара контроля. Последним из портала вывалился Конг и шумно пошел в чащу напролом. Марго решила пустить его как приманку, мало ли что. Хороша приманка, ничего не скажешь. Отделала полстаи вчера. Багира до сих пор сидит и смотрит в одну точку. Оставляя за собой просеку, Конг шел прямо. За ним поднялась и потихоньку пошла остальная группа. В километре от основных сил Йорик передавал тревожные знаки. Марго приказала ему спрятаться и ждать всех. Конг уже был близко к вампиру, как вдруг на него напал кто-то, очень большой. Группа поспешила на помощь, застав следующую картину. Конг стоял, обвитый огромной змеей, кольца которой полностью скрывали гориллу. Было слышно, как трещат кости от чудовищных объятий. Йорик обхватил исполинскую голову змеи сзади и представил свои ножи к зеленой коже. Процесс застопорился. Конг кряхтел, но лапы его были скованы. И если бы не Йорик, может быть, змей проглотил бы его целиком. Пасть вполне позволяла. «Тихо! Успокоились все!» Марго подняла руки, крылья уже были за спиной. Жнец с ужасом смотрел на это представление. Немезида, ухмыляясь, ткнула его стволом под ребро. Змей немного ослабил хватку, Конг смог вздохнуть. Йорик убрал лапы от зеленой морды. — Хороший червячок, все нормально, мы тебя не обидим. Отпусти мартышку. Змей послушался. Конг шумно вздохнул, почесался и помахал кулаком перед мордой червячка. Марго подошла к змее, положила на нее руки. Застыла на мгновение и повернулась ко всем. А он разумен. И очень силен, просто чертовски силен. Пойдешь с нами? Последние слова были обращены к змее. Та посмотрела на девушку, на удивление умными глазами, и кивнула мордой. «Жнец!» «Знакомься, это Йорик, невоспитанный лентяй и главный по зверушкам. Теперь мы — твоя стая. Это смешная обезьянка, которая нас вчера чуть всех не убила. Конг. А также есть много человечков, которых ты будешь охранять. Я тебя слышу, говори». «Марго, а ты уверена, что он того соображает?» Жнеца наконец-то отпустила. Раз она сказала, значит, так и есть. Немезида решила окончательно оформить шефство над молодым румяным солдатиком. Он соображает и довольно неплохо. Речевого аппарата у него нет, но все переродившиеся создания Улья, тем более суперэлита, понимают друг друга без слов. А чего он тогда Конга ломал? Квас все еще подозрительно смотрел на змею. А Конгу все равно. Шел прямо и наступил на змею. А он спал. Вот если на тебя кто наступит во сне, да еще отвесит по шее такой лапой. Она показала на Конга.
Ну понятно, сам нарвался. Смотреть надо, куда идешь, Конг. Рассмеялся Квас. Конг застучал себя по груди и заревел, подняв морду в небо. Ну точно, горилла. Назовем тебя Ка. Змей поразмышлял минуту и кивнул. Он говорит, что здесь есть люди, большое поселение. Может показать. Идем. Если муры, зверушки пообедают. Если нормальный стаб, то мы. Кто-то все равно не останется в накладе. Ка пополз назад, откуда они пришли. Пока он двигался мимо людей, у тех отвисла челюсть. И было отчего. Ка оказался длиной около 30 метров. «Его можно в ров по периметру запустить», — сказал Рекс. «И спать спокойно. Даже не представляю, какой дурак рискнет напасть». И заржал так, как мог только он. Шли недолго, минут 15. Единственным, кто мог догнать ползущего Ка, был Йорик. Остальные, как ни старались, не смогли, даже Конг. На опушке удав остановился и поглядел на Марго. Ка говорит, что он дальше не пойдет, будет ждать нас здесь. Став внизу в километре. Люди спокойные, он на них не нападает, а они на него. Но все же Йорика и Конга лучше им не показывать. «Йорик, дойдешь с нами до стен в невидимости, там спрячься и жди нас. Если позову, то быстро к нам. Конг здесь». Все получили указания. Группа двинулась вниз с холма к воротам стаба. Через некоторое время они стояли перед входом. Две безоткатные пушки внимательно следили за приближающейся командой. На вышках напряглись часовые. Из караулки вышел человек в защитной форме. Автомат был закинут за спину. Он поднял руку, группа остановилась. «Кто такие?» «Соседи!» Все переговоры вел Рекс. «С какого? У нас в соседях только муры и монстры. Ну и нолды иногда залетают. Чистилище! Первый раз про такой стаб слышу. Мы не муры и не нолды. Мы — стронги. Так и будем здесь на всю округу орать или пустишь?» Солдат зашел назад в караулку, ворота стали открываться, уходя в сторону. «Квас, передай Михалычу, какие ворота нынче в моде». Стаб был чуть меньше чистилища. Газоны, тропинки и деревянные дома. Все технические помещения и промзона были отделены небольшим парком от жилой зоны. В центре лагеря имелся большой пруд с удобными беседками по окружности. Пастораль в аду. Дежурный припроводил группу в штаб. Двухэтажный деревянный дом с большим балконом. От дерева веяло надежностью и спокойствием. В кабинете сидел человек средних лет. Гладко выбрит, волосы аккуратно уложены. Пригласил присесть. Тут же принесли ледяное пиво и закуски. Все свободно расселись на большом мягком диване, благо оружие не мешало. Они сдали его внизу, что было вполне разумно. «Меня зовут Космос. Я глава стаба Спокойный. У нас и правда спокойно. Изредка достают негодяи, но мы хорошо вооружены». Намек был понят. «Космос — это из сериала «Бригада»?» «Нет». Он заржал, как и Рекс, чем сразу расположил к себе. «Я группу Space люблю. Вот и назвали на наш лад. Вы тоже не скромничаете, назвали свой стаб чистилищем. Актуальненько так, бодрит. Чтоб сразу расставить точки над «и», разведка засекла, откуда вы вышли и с кем. И даже наш сенс видит одного вашего, в 100 метрах у ворот, в невидимости». «Да ладно», — не выдержала Марго. «А наши его не видят». «А вот и видят, только не всегда. Я тоже сенс, Марго». Немезида отхлебнула из бокала. «Зачем вы элитника в тельняшку нарядили? У него же был классный свитер». «А я им тоже говорила, «Как ты узнал?» «Спокойно, никакой мистики. Наши люди видели, как вы недавно потанцевали с нолдами. И я и весь наш стаб, уважаемая Марго, рады встрече с тобой и твоими бравыми друзьями. Про тот телепорт мы знаем, но он раньше заканчивался каменным мешком. Он ведет в наш стаб. Если припрет, посылайте к нам гонца. Техника не пройдет, но мы поможем». Рекс прожевал креветку. «А, понятно.
Теперь все стало на свои места. Вы выгнали муров с того стаба и обнаружили портал. А где мы находимся? Есть вообще карта? Спокойный к югу от центра пекла, а вы восточнее и выше. От нас по прямой 50 километров, но там путь преграждают черные кластеры. Так что по кривой все 70. А с вами рядом почти еще один стаб есть. Озерный. Вот по этой реке на юг, в 20 километрах. Она впадает в озеро. На озере они и живут. Укрепрайон достаточно сильный, ПВО мощное, нолдов отучили летать. Так что врагам до них добраться проблематично, а для друзей там целая флотилия. Мы примерно представляем, где. Познакомимся. Марго, у меня есть несколько вопросов. Всех интересует, что за дар такой у вас, и можем ли мы сотрудничать? Меня недавно нарекли чужой, буду стараться привыкать к этому имени. Дар появился благодаря нолдам. Секреты из него не делаю, так как думаю, что он уникален. Но повторять не советую. Совершенно недавно я попала в Улей. По прибытии меня и остальных встретили нолды с мурами. Там, где ваши разведчики за нами наблюдали. Да, мы знали об этих вылазках муров. Но между нами и тем местом практически непроходимые территории. А без техники там делать нечего. Да и зоопарка такого у нас нет. Так вот, эти милые люди пригласили меня в свой корабль отдохнуть. Поделиться лишними органами заодно. В тон ей продолжил Космос. Да, представьте себе. Чужая в первый раз улыбнулась. Ее воинство откровенно забавлялось беседой. И там, после анализов, выяснилось, что я какая-то особенная. И у них была разнарядка на такое вот мясо. Был также приказ вколоть мне эссенцию раствор, как я понимаю, да, Рекс? Угу. Раствор из 2 жемчужин, красный и черный. После этого, часов через 5, я встретила Йорика. Теперь он мой заместитель по зверью. Как интересно. А можно посмотреть на него? Можно, только сперва одна процедура. Они вас после этого не тронут и будут помогать, если приспичит. Не больно? Марго катаной выдавила капельку крови из пальца и провела по лбу Космоса. Готовы? Космос утвердительно мотнул головой. Йорик! Все же Йорику надо дать премию. Чтобы так эффектно появляться, нужен талант. Материализовался Йорик на столе посреди закусок, не опрокинув при этом ничего. В тельняшке и берете с растопыренными пальцами-кинжалами. Причем он умудрился ими пощелкать друг от друга. «Сдец!» Он уставился на Космоса. Йорик — друг Космоса, Космос — друг Йорика. Представила их Марго. Глава 6. Сафари на беговой. «Титан, как Акела?» Совещание проходило в штабном блиндаже. Присутствовали все ветераны и несколько новеньких. Рекс председательствовал, дымя трубкой, купленной в гипермаркете вместе с мешком табака, килограмм на 50. Оклемался, крепкая животина. Рана зажила, даже шерстью покрылась. Если это можно назвать шерстью. Вот тебе шерстинка, одна выпала с него. Он передал полковнику арматуру в полдюйма толщиной. Я дома в прошлой жизни в груминг-салон Йорка водила. Вот бы им волков привести. Значит, волки способны охранять завод, пока нас не будет. Марго содрогнулась от вида шерстинки в палец толщиной. Вполне. Только добавить к ним несколько человек. А зачем? Муры действуют хорошо. 3 мешалки, что мы нашли в городе, регулярно подвозят бетон. 1 волк их сопровождает до стаба и назад. Справляются. Людей здесь оставим. Рекс махнул рукой, типа «вопрос закрыт». Дальше слово черепу. Здрасте, кого не видел. Просто много документов навалилось, пока совсем ознакомишься. Кстати, череп, твой живчик на Курвазье очень даже. Брошюра впрок пошла. Читай ее чаще.
Квас поглаживал корт и благостно щурился после живчика, который только отхлебнул. — Поговори мне еще, наряд получишь на кухню. Ворчливо, но по-доброму ответил Череп. Так вот, после того, как... В общем, первое. У нас архитектор-бармен. Парень. Подрабатывал барменом, пока заканчивал архитектурный. — А нам шо с этого? Коктейль Молотова-Риббентропа я и сам могу смешать, — сказал Михалыч. — Кстати, тебя это в первую очередь касается. Ты остаешься на хозяйстве. На тебе ворота, стена, бункер. А бармен тебе поможет. Он сказал, что у него курсовая была по проектированию крепости, и он знает, как эту самую крепость половчее сделать с точки зрения фортификации. Двойные стены, амбразуры, 2 дота, спроектировать внутренние проходы, заманухи всякие. Правильно я говорю, бармен? Череп повернулся к сидящему вместе с другими новичками молодому парню с наколками по всему телу. — Да, тему досконально знаю, не подведу. — Хорошо. Нарекаю тебя бармен. Кто спросит? Рекс величественно встал, простирая руку над головой юноши, но встретился взглядом с Марго. — Ладно, неважно. — Бармен. Михалыч, у тебя под началом 6 муров осталось. Остальных съели или бросили в пропасть. 11 мужиков новеньких, можешь их сам крестить. И все женщины, за исключением Нади. Ее, как доктора, с собой возьмем. С твоей регенерацией, Череп, она не успеет даже со шприцом добежать, как у тебя новая голова отрастет. Квас опять хлебнул живчика. Она поедет со мной. Все. Квас поднял руки в знак согласия. Рекс усмехнулся. Надя покраснела. — Михалыч, раздашь новичкам оружие. Проверишь их, чтобы не поубивали себя. Женщины — на благоустройство территории и быта. Стиралки подключишь. Первоочередные цели — ворота, стены, бункер, склады. В таком порядке. Нас не будет недели 3, если повезет. Может, месяц. Зверушки хотели сафари, да, Марго? Ну, неплохо бы. Йорик, скажи. — Иргал, сдец. Иргал. Занервничал вампир. — Понятно с этим. Мы забираем с собой только Урал. Да, у вас по периметру будет К. Он оценил ров, сказал то, что надо. Если муры станут безобразничать, кидайте прямо туда. Подготовь нам все тяжелое, что есть, и грузите в машину. Послезавтра едем. Надя, на тебе продовольствие в рейде. Посмотри, чтобы положили, а то придется кровь пить друг у друга, как в прошлый раз. Рекс очень страшно поглядел на нее. Квас не выдержал и заржал, потом полковник, а за ним и все остальные. Все, с Богом. Выехали с утра. До химического кластера по асфальту доехали быстро. В нем уже была грунтовка, по обеим сторонам которой торчали трубы каких-то заводов. Видимо, они и взрывались 4 раза из 5. Какие после этого возникали выбросы, даже думать не хотелось. Кластер небольшой, километров 15 в самом широком месте. Ни людей, ни зараженных, даже сусликов. Следующим был мост. И вот там повстречали муров. Получилось довольно комично. При приближении к колоссальному мосту, куда там крымскому, разведка доложила о мурах. Гаденыши перегородили въезд танком и мешками с песком. — Чужая, что делаем? Рекс, наплевав на все законы, курил трубку. — Давай с ними поиграем. Много времени не займет. — Играть всегда, пожалуйста. — Я пойду одна. Йорик и Багира в невидимости со мной. Конг, Тирекс, Балу, если скажу, поможете. Равняйте тогда этот шалман, но попробуем технику сохранить. Трактористы у нас есть? Да, из новеньких. Всех специально отобрали, как водил и грузчиков. Откуда нарыли только Т-80, дизелек? Тормозим перед поворотом, боевая готовность, снайперы, позицию. Квас и Жнец, подстрахуйте девочек. Пехота за складками местности. Давай, чужая, удачи. Девушка легко выпрыгнула из машины. Йорик уже был в тылу баррикады. Багира мимикрировала, стала прозрачной и бесшумной походкой кралась за королевой.
«Стой! Ты откуда такая страшная?» — проорал бомж из-за мешков с песком на баррикаде. Раздался конский смех. Судя по голосам, там было человек 5. Танк развернул башню и стволом вел Марго. Минимум 6, значит. Люк открыт, жарко тебе. Сейчас вспотеешь. «Танк ваш на ходу?» — игнорируя хамский вопрос, прокричала чужая. «С какой целью интересуешься? Хочешь покататься? Не вопрос. Платить как будешь?» «Ты тупой, что ли? Последний раз спрашиваю. Работает ваша рухлядь?» «А вот как сейчас дадим тебе в упор, так и узнаешь. А что останется, внешникам отправим». «Слышишь, выкидыш? Бегать любишь? На старт!» При этих словах на башне танка мелькнула тельняшка, и тут же оттуда вылетел танкист, без головы. За мешками раздался вопль ужаса и удаляющийся топот ног. «Багира! Обед!» Дальше 100 метров не убежал никто. Вскоре подъехал Урал. Человек из кузова быстро забрался в танк, и через несколько минут дизель прочихался и взревел. Перепачканное веселое лицо молодого тракториста показалось из люка. Мотнул головой, мол, порядок. Плюс танк. А взяли они его, скорее всего, там, куда мы едем. Связь у них была? Или просто кордон на 2 недели поставили? Рации не видно, в танке тоже. Машину с собой возьмем. Обед. Рекс мрачно посмотрел в бинокль на другую сторону реки. Противоположный берег терялся в молочной дымке. После обеда проехали мост. Неизвестно, из какого мира он попал сюда, но был поистине грандиозен. На том берегу их никто не ждал. До железнодорожного узла осталось всего ничего. Как ни банально, но к станции Беговая вела улица Беговая. Широкая, вся забита брошенным транспортом. Кусок города, провалившийся в улей, был плотно населен. Перезагрузка только прошла, и опасной элиты не наблюдалось. Кое-где твари успели отожраться до топтуна, может быть, даже до Рубера, но, почуяв стаю чужой, бежали, сломя голову. Впереди шел Тирекс, изредка нанося удары кинетикой. Дар его после красной жемчужины пополз вверх, стал быстрее перезаряжаться. Теперь ящер мог использовать его раз в 5 минут, а бонус стаи прибавил мощности. Михалыч за неделю до рейда нашел в городе титановые листы сантиметровой толщины. С подручными они соорудили 3-слойную броню, пролив между листами смолу. Получилось неплохие бронежилеты для Тирекса, Конга и Балу. Также из титана сделали накладки, которые защищали им бока. Бронированная элита с бонусом стаи — это нечто. Импровизированные бронежилеты движения не стесняли. За Тирексом шли Конг с Медведем, расшвыривая на обочине мусор. Вот, например, полетел троллейбус. Конг схватил его за рога, раскрутился, как дискобол, и кинул в витрину универмага. В полете троллейбус сгреб мачту освещения, снес капитальную стену и обрушил 2 этажа. Балу, видя такое дело, напрягся и своим инфернальным ревом сдул десяток легковушек, припарковав их в окна первых этажей. Йорик и Багира шли по крышам, контролируя прохождение колонны сверху. Людей Рекс выгнал из Урала, наружу. 2 группами, ощетинившись стволами, продвигались по обочинам, вертя головами на 360 градусов. Замыкал процессию танк, на броне которого восседали Рекс и Марго. И вот, наконец, с моста открылся вид на железнодорожный узел, на сокровищницу, к которой так долго шли. «Титан, ты когда последний раз здесь был?» «Так 1 раз и был». «Ты говорил про Уралы. Их необходимо взять в первую очередь. Потом пробегитесь с Йориком, Жнецом и Черепом вдоль составов, посмотрите технику». «Грузовики на той стороне стояли. Вон под тем навесом. 7 Уралов бортовых с прицепами, КамАЗы, 2 Тигра, навороченные». «Хорошо, тогда давайте все туда вначале. А ты с группой ищи что-нибудь мобильное и скорострельное». Рекс раздал указания, и колонна пошла за мост.
Титан не обманул, в ангаре стояли Уралы 4320 с прицепами. Красавцы! КамАЗы решили не брать. Так, ребята, отсюда мы все не утащим. Маловато народу. Но берем по максимуму. В первую очередь снимаем то, что можно снять с одного «Тигра», и кидаем во второй, вплоть до мостов и колес. Движок сможем снять? Попробуем. Кран надо приспособить или лебедку, — сказал мужик с огромным носом, окрещенный Рексом как клюв. Помощник Михалычу, рукасто-башковитый мужик, среднего роста и возраста. Затем берем 4 Урала получше, и тоже все, что можно, складываем в них. Запаски, узлы, агрегаты, прицепы еще возьмем. Конг, Багира, Немезида и Квас охраняют вас. Диана, давай к нам с Марго на броню. Поедем искать Пиу-Пиу. С нами Терекс и Балу. Когда съехали с моста, там их уже ждал Титан. Чего здесь только нет? И мы прошли всего 4 состава, а здесь их сотни. ЗУ-23-2 недалеко на платформе стоит, с боекомплектом. Подъезд отсюда удобный, можно будет транспортировать в прицепе Урала. — Сколько их? — спросил Рекс. — 4. И прицепа 4. Как знали, для нас оставили. Дальше 2 тунгуски. Их уже выгрузили перед самым перезагрузом. На платформе стоят, можно своим ходом. — Люди-то где? — поинтересовалась Марго. — Люди тю-тю уже. В этом кластере за 2 часа все обратились, еще вчера вечером. Попались 2 топтунов и пустышей кучка. Не успели они от Йорика свалить. — Ждец! Мыргал! Вампир погладил себя по пузу. — Фу! Йорик никак не привыкну к твоим безобразиям. Диана картинно сморщила носик. — Надо бы снарядить зушки и тунгуски. Что еще видели? — Ой, ну много чего. Там дальше 7 платформ с торнадо и санцепеками. Эшелоны с танками Т-72 и БТР-80 САУ. Нам разгружать нечем и не успеем. Водить некому. Вот бы ветку железнодорожную в стаб провести, — усмехнулся Рекс. Там дальше Йорик вскрыл вагоны. Патроны, снаряды, мины, стволы запасные и прочие пулеметы. Замечательно. Нам надо несколько дней на погрузку. Спать будем мало, а работать много. Вон тот домик для ночлега арендуем. Надя, Диана, Йорик, займитесь. А мы пока пройдемся, осмотримся. Погрузились без эксцессов. Взяли много. 4 тунгуски, по столько же ЗУ-23-2 и Уралов с прицепами. 1 танк Т-72, 1 «Тигр». Грузовики забили под самую маковку боекомплектом. Также обнаружили 1 вагон с автоматами «Вал». Немезида нашла винторезы. Счастью ее не было предела. Несколько стволов АСВК и печенеги. Патроны под корт для зушки. Гранатометы с выстрелами, противотанковые мины и фугасы. На 7-й день, собрав все, что влезло, на пределе грузоподъемности рано утром двинулись назад. До закрытия перехода оставалось 3 дня. С их нынешней скоростью затягивать не стоило, предстояло пересечь 2 кластера. В общей сложности больше 100 километров по грунтовке. Впереди шли танки под управлением Рекса и Кваза. Дальше 5 Уралов, 4 из которых с прицепами, куда уложили зушки. За ними 2 тунгуски, замыкал «Тигр». Йорик пылил вдалеке, отрываясь порой на 2 километра. В голове колонны бежал Терекс. Балу, Багира и Конг перемещались вдоль колонны. Из первого кластера выехали без приключений. Мост был чист, баррикада осталась нетронутой. Муров так никто и не приехал проверить, иначе здесь оказалась бы засада. Следующий кластер прозвали «Вонючим». Раздолбанная дорога извивалась между терриконами породы и дымящимися многочисленными трубами. Небо застилал желтовато-зеленый, ужасно вонючий туман. Пахло сероводородом. Ближе к выезду расслабились. Дальше асфальт до дома, банька, водка. А здесь, как назло, по закону жанра. «Рекс! Стоп, колонна!» Йорик впереди увидел людей. Марго сидела в «Тигре» с девочками. Танки тут же разошлись в разные стороны от дороги. Уралы ушли в тыл.
Не хватало еще детонировать боекомплект. Тунгуски встали в шахматном порядке с танками. «Немезида, посмотри, что там. Йорик ждет тебя неподалеку. Багира, охраняй разведку». Рекс быстро расставлял народ. «Диана, Жнец, окопайтесь в стороне и сделайте еще несколько позиций. Тунгуски по обстоятельствам, по пехоте или легкой технике, но экономно, без фанатизма. Пехота, окопайтесь. Валите первым делом снайперов и гранатометчиков. Толстяков не светим, пойдут с фланга. Марго, убери пока их». Через 20 минут вернулась разведка. «Отбой, лохи какие-то». Немезида хлебнула живчика. «Там автобус пленных и Урал охраны. Стоят, что-то трут между собой. Техники нет. Шахтеров здесь наловили. Не трогают никого, все целы. Может, в этом тумане не решились потрошить, может, ждут кого. Вот бы внешников. Тунгуски легко разберут их самолет. В общем, не опасны. Но как их брать?» «Если в лоб, то заденем работяг. 100% они будут ими прикрываться», — предостерег Титан. «Напрямую не вариант», — согласился Череп. «А вот если выманить их, чтобы подальше от автобуса отошли, а потом оглушить, нам еще строить и строить». «Какой же ты меркантильный», — устыдила Надя понравившегося ей странного лысого человека. «Здесь о жизни речь идет». «Так о ней думаю. Ты видела, на что зверушки способны? Их нельзя туда пускать. А как прикажешь разоружить 20 человек? Кваза, если только показать без штанов. А я все слышу, хоть и в танке. И я злопамятный. Череп, держись». Было понятно, что юноша улыбается во всю ширину своего лица на 2 ведра. «Я могу голой к ним пойти», — предложила Диана на полном серьезе. «Ну-ну, не надо крайностей. Зачем нам сумасшедшие муры на стройке?» Рекс махнул обезьяне. «Конг, подойди сюда. Слушай, там дальше люди с оружием. Надо, чтобы они погнались за тобой. Сделай вид, что ты решился напасть, но по туману не разобрал, что их много. Резко рви назад, но не очень быстро, чтобы они побежали за тобой. Со своим даром легко переживешь обстрел, плюс на тебе бронежилет». Конг все это время внимательно слушал и махал своей гривой. Журналист, да и только. «Ты понял?» Горилла пробила себя в грудь. «Конг, маленький мой, не убей никого. Ты их потом сожрешь, но сейчас они нам нужны». Марго погладила монстра по пальцу размером с ее руку. «А ты, Балу, когда они погонятся за мартышкой, выбежишь сбоку и ревом положишь их всех, но не смертельно. Сможешь?» Медведь сел на землю, облизал переднюю лапу, подумал немного и кивнул мордой размером в пол автобуса. «А мы сразу вяжем их. Девочки прикрывают, новенькие с Титаном и Терексом присмотрят за техникой. Со мной Череп, Квас, Жнец. Марго, общее управление. Йорик говорит, что там все по-прежнему. Пора начинать». Сначала пошло, как планировали. Муры дернулись на конка, шок прошел быстро. Горилла выскочила из тумана на застывших от ужаса муров, но, как бы испугавшись, в свою очередь дала дёру. Муры пришли в себя быстро и кинулись преследовать монстра, паля из всех стволов, но попали под сногсшибательный рев Балу. Здесь уже было не до охоты. Побросав оружие, люди корчились от боли. Рекс с командой пинками укладывал мура на землю, вязал пластиковыми стяжками и ловил следующего. Не пришлось даже стрелять. Так же, как и Стронги, из тумана появились внешники в скафандрах, но не одни, с 2 шагающими танками на флангах. Плотный заградительный огонь заставил Рекса и команду вжаться в землю, прикрываясь одуревшими мурами. Основной удар принял на себя Балу. Какое-то время он держался, но вскоре упал. Шутка ли, 2 танка Нолдов в упор. Марго за всем этим наблюдала со стороны и успела среагировать, когда Рекс, перекатываясь за тушу Балу, остался без правой руки. Черепу очередь из автомата вспорола живот. Квас вколол раненому спек и начал стрелять из корда. Жнец присел на колено, доставая со спины гранатомет. Прицелился
и развалил шагающий танк слева. Тут же перекатился, отбросив трубу и ставя печенек на сошке, скупыми очередями отстреливая пехоту. Диана и Немезида начали работать из винторезов, как только нолды появились из тумана. Ну а 10-миллиметровые пули плохо брали броню. Били в голову, но не всегда проходило. Чужая дала общий приказ всем атаковать белых, а сама почувствовала, как лопнула куртка, и огромные крылья расправились за спиной. Оранжевые лучи автоматически ударили в раненых людей и элиту. Она ощущала всю ту боль, что испытывали раненые. Вместе с болью в ней поднялась такая волна злости, что она материализовалась во вспышку. Концентрическая волна смела наступающих нордов. Второй танк терял запчасти с космической скоростью, пытаясь выстрелить в неуловимую тельняшку. Спустя минуту примчались Тирекс с Конгом и без затей просто затоптали нолдов. Конг провел хук правой лапой. Когда нолд упал на землю, он был годен разве что на консервы. Багира сигнализировала о приближении транспорта внешников. Йорик нырнул в туман на помощь кошке. Тирекс оглядел поле боя, увидев корчившихся в грязи людей королевы, издал ужасающий вой, согнул передние лапы и тоже нырнул в туман. Конг раздавала плюхи выжившим внешникам, плюща шлемы, вбивая их в плечи. «Титан, хватай Надю и срочно к нам на джипе! Попали под пресс, есть критические ранения. Тунгуску сюда одну. Диана и Немезида на контроль. Белых в расход». Марго быстро убежала в туман к своей стае, но опоздала. Два транспорта, похожие на тигров, уже никуда не уедут. Конг раздирал крышу, отрывая попутно голову водителю. Йорик сидел на капоте второго. С его лап обильно текла кровь. «Сдец!» Чужая дотронулась до него, но кровь была не его. За машиной валялись 3 внешника. Это выяснили потом, когда сосчитали конечности. Вот кого ждали муры. Конвой внешников, которые так не вовремя выскочили из тумана. «Титан, как ребята?» Марго вернулась назад. «Плохо, но не смертельно. Рекс потерял много крови, но руку отрастим за неделю. С черепом сложнее. Все внутренности в труху. Думаю, восстановится, сердце не задето. 2 недели полежит. Квас опять дырявый, но там не критично. Жнец вообще красавчик, ни одного пулевого. Только осколочная по ребрам чиркнула, фигня. Марго, извини, чужая. Ты поняла, что ты сделала? У черепа остановилось сердце. Ты ему дистанционно его завела. А Рексу остановила кровь и прижгла обрубок. Фантастика. Если б не ты, то нам бы пришлось хоронить их сейчас. Даже матерые иммунные, как они, очередь из шагающего танка в упор не переварили бы. Балу, сама смотри, но, по-моему, труп. Ха, это по-твоему. Я уверена, что он встанет раньше них. Она подошла к медведю. Тот открыл глаза и посмотрел на Марго. В его глазах стояли слезы. Он попробовал потереться об руку королевы. Она положила руки на страшные раны и закрыла глаза. И тотчас вся засветилась изнутри ярким оранжевым светом. Медведь содрогнулся в конвульсиях, разинул ужасающих размеров пасть и начал вставать на лапы. — Молодец, Балу. Через час пойдет сам. Давай наших бойцов глянем. Надя смотрела на королеву глазами размером с блюдце. Титан, похоже, уже видел, но все равно не верил себе. Оба лежали на носилках. Квас сидел, прислоняясь спиной к автобусу. — Марго, со мной все в порядке, всего 2 дырки. Лучше ребят посмотри. — Сейчас и до них дойдем, сиди спокойно. Приложила руку к ране, и спустя секунду ей на ладонь вывалился кусочек свинца. — Чтоб я так жил! Титан хлопнул себя поляшком. — Спаси их, умоляю. Надя схватила чужую за руку. — Спаси его! — Все будет нормально, им уже ничего не угрожает. Сейчас станет легче. Начала с черепа. Он, как ни странно, был в сознании.
Положила ему 2 руки на живот, крылья, развернувшись, оттолкнули любопытных. Череп только охнул и стал розоветь. Руки его, до этого судорожно сжимавшие края носилок, расслабились. Раны закрывались на глазах. Полежав немного, череп сел, посмотрел на Йорика. — Разведчик хренов! Что ж ты просмотрел столько нолдов? — Сдец, Орик! Сдец! — Ладно, забей, все живые. Череп пожал лапу вампира. Йорик вскочил и приложил ее к берету, отдавая честь. — Ну вот, а говорят, у зараженных мозгов нет. — Это вот у них мозгов нет. Кивнул он на Муров со связанными сзади руками, которые с ужасом наблюдали за всем. — Марго, а что с Рексом? Куда он теперь без руки? Диана с надеждой посмотрела на девушку. — Рекс, симулянт, просыпайся. Марго погладила его по голове, провела по плечу. Завтра встанет и опять орать начнет на всех. Может, курить бросит. А пока наши командиры симулируют, придется взять на себя их обязанности. Титан, гони колонну сюда. Все, кто может, за руль. Девочки, помогите. Жнец, выводи пленных и строй около автобуса. Квас, пинками этих в сторону. Пересчитай и свяжи в цепочку, чтобы не разбегались. Йорик, Багира, периметр. Терекс к колонне. Конг рядом. Балу, молодец, Мишка, уже на ногах. Так, что у нас здесь? Она подошла к пленным шахтерам. Среди них было несколько женщин. Всего их вылезло из автобуса около 30. Раненые есть? Надя, посмотри. Если серьезно кто, скажи. Вы местные, правильно? Мы здесь работаем в шахтах. Условия сами видите какие. Вчера люди стали превращаться в зомби. Мы все, кто остался из нескольких тысяч человек, пробирались на север и вот попались этим, с оружием. Вам повезло. Следующая ваша остановка была бы в операционной, где из вас сделали бы чучело. Подходите ко мне по одному, получите иммунитет на первое время. Жнец, живчика всем, и обратно в автобус. Поведешь его. Ах, да, про Муров-то и забыли. Ну, сколько их? 15, королева. Квас с удивлением смотрел на свое исцеленное тело. Господа шахтеры, придется потесниться. Пленных не бить, положить в проход лицом вниз. Последний вопрос. Есть среди вас водители? Нужны люди на Уралы. Несколько человек сразу подошли к Марго. На базу прибыли к ночи, ворота уже работали. Ка, встречая колонну, вылез метров на 10 из рва. Шахтеры, увидев змея, крестились, проезжая ворота. Бармен с Михалычем суетились около прибывших людей. Муров загнали в барак к другим. — Михалыч, размести людей, с ног валимся. Попали мы хорошо. Выдели под лазарет помещение. Пленных завтра поделим. Кого на завод, кого здесь оставим. Как у вас тут? — Тихо, Марго. Как сафари. А вы молодцы, под завязку набрали. У нас стены готовы, бункер наполовину. Завтра сама оценишь. Мармен разбил территорию на сектора. Жилые дома на 6, на 4 и даже на 2 человек. Деревянные избы, экологические, чистые. Срубы уже стоять. Сделаем как в спокойном. Пруд выкопали с каналом для К. Даже для зверушек отгородили место, под норы всякие или чё они там любят. На пристани тоже из дерева комплекс для отдыха поставили. У нас все хорошо. Иди отдыхай. Глава 7. Дезинфекция. Но отдохнуть не дали. Марго, злая как Мегера, вылезла из женского блиндажа. По лагерю метались лучи прожекторов, слышались стрельба и звуки драки. Йорик с Багирой стояли, крутя головами, не зная, что делать. Терекс и Конг пошли погулять в город. Балу спал, и разбудить его сейчас не смог бы даже нолдовский танк.
Что за бардак? Схватила она за рукав пробегающую мимо Диану. Шахтеры с мурами подрались. Есть раненые. Одному муру руку оторвали. Понятно, но почему орут? Или еще не кончилось? Ищут. 3 муров не досчитались. Может, их в ров скинули? Нет, они на территории были. К забору не приближались. Ладно, сейчас Багира найдет. У Рекса была? Да, уже культя растет и пестро прямо на глазах. Не думала, что так бывает. Бонус стаи, улыбнулась Марго. А там больше еще ничего не вырастет бонусом? Завтра проверишь сама. Багира, ищи плохого и тащи сюда, но не убивай. Как котенка неси. Кошка растворилась в темноте. Йорик, пойдем к драчунам. Жнеца позови в барак и Диану. Барак для пленных был разворочен основательно. Все лавки и кровати сломаны. Вещи раскиданы. Стены залиты кровью. Кого-то тащили за ноги, оставляя за собой кровавый след. Жнец стоял посередине с печенегом. Немезида с валом спиной к нему, следя за шахтерами. По разные стороны выстроились мужики, злобно смотря на окружающих. Что здесь случилось? Марго с Йориком зашли в барак. Чуть погодя, туда зашла Диана. Они первые начали. Совсем уже с резьбы съехали, козлы. Ответишь! Поднялся гвалт голосов с разных сторон. Стоп! Чужая подняла руку. Сначала муры. Вот ты говори, кто начал? Мы уже спали, когда они пришли. Врубили свет, стали всех с коек скидывать и бить, чем попало. Маленький рыжий мужичок с вороватыми глазами нервно озирался по сторонам. — А у вас кто заводила? — обратилась Марго к шахтерам. — Давайте уже, колитесь. — Ну, я. Вперед выступил здоровенный детина, весь заросший черными волосами. — Вам еще в автобусе сказали пленных не трогать. Плохо со слухом? Почему нарушил приказ? — А ты кто такая, чтобы мне приказывать? Ты кто вообще? Всякая шлюшка мне указывать будет. Обернулся и заржал, ища глазами поддержки. Но ответом ему было всеобщее молчание. Йорик оглянулся на чужую, но та помотала головой. С треском разорвалась майка. Марго, входя в боевую трансформацию, приподнялась в воздухе на полметра и оказалась вровень со здоровяком. Посмотрела на него, внимательно склонив голову набок. Глаза ее горели оранжевым огнем. Она выставила вперед руку и выстрелила ему в грудь оранжевым лучом, который мгновенно прожег дыру размером с ведро. Тело грохнулось на пол. Не выходя из трансформации, Марго повернулась вокруг своей оси, окинув всех взглядом, и плавно опустилась на пол. Жнец накинул ей свою куртку на плечи. — Мы вас не для того освобождали, чтобы выслушивать подобное. У меня 3 человека, и медведь чуть концы не отдали, а вы здесь из себя целок строите. Сказано было муров не трогать. Хотите назад? Мигом за воротами окажетесь. Вот, Йорик проводит вас. Да, Йорик? — Ждец, — кивнул вампир. — Кем он был? — показала на тело, которое Йорик зацепил своим кинжалом и тащил к выходу. — Надсмотрщиком. — Так у вас там тюрьма, что ли? — опешила Диана. — Химия. — Сразу б сказали. Там бы его и оставили. Тащить еще это говно через 2 стаба. Так, теперь помогайте им казарму в порядок привести. И всем спать. Марго с бойцами вышла на улицу. Никто ей ничего не сказал. — Чужая, этих 3 так и не нашли. Багира нырнула в телепорт. Они ушли через спокойный. — Плохо, теперь мы рассекречены. Такое могло случиться в любой момент. Надо туда посты стационарные ставить. Только как наладить сигнализацию? Почесал голову жнец. Через портал? Да. Если пост снимут тихо, то они все равно не смогут предупредить. Надо подумать. Она тоже почесала голову. Очень просто. Ты это, жнец, должен знать. Сигнальные дымы. Использовали, наверное. Так вот, когда шухер настанет, часовой просто бросает зажженную шашку в портал.
И она уже здесь начинает дымить. Всяко заметим. Или, если это возможно, шашку здесь крепим и проволокой до поста. Человеку только дернуть остается. Ну, Дианка, ну, голова. Снайперша раскраснелась от похвал и шаркнула ножкой. Дайте поспать уже, пойду к себе. Вяло перебирая ногами, Марго направилась в женский блиндаж. Следующая неделя прошла под девизом «Строй быстрее или сдохнешь». Работали все. Даже Рекс левой рукой раздавал подзатыльники лентяям. Балу окончательно поправился, и его запрягли таскать срубы с опушки леса. Теперь в центре стаба стояло 18 домов, на которых уже возводили крыши. Заканчивали вторую стену. В нормальном мире такое вряд ли бы удалось за столь короткий срок. Но здесь каждый работал за 5. В окопах за рвом установили зушки. 2 спаренных ствола контролировали дорогу. Еще 2 в глубине базы, высотой 2 метра над уровнем ворот. Тунгуски стояли внутри периметра. Для них проложили специальные маршруты, в результате чего они быстро занимали позицию в любом месте стаба. В стенах бойницы удобные, пути отхода перед воротами, змейка из бетонных блоков. Пространство за рвом очищено от деревьев, натянута сигналка с ракетами, колючая проволока по земле. Прожектора. Пристрелен каждый метр. Несколько тайных замаскированных ходов из стаба для выхода разведгрупп. Ворота сейчас не открывались, а сдвигались в сторону. Ров расширили до 5 метров. Теперь с разгона не проскочишь. Подъезд к воротам только через подъемный мост, убирающийся на ночь. Постоянные дежурства, подготовка личного состава и посты в 2 порталах. Череп уже забыл о ранении. Рекс свободно орудовал правой рукой. Регенерация улья наделила его новой конечностью. Совершили несколько рейдов в город, привезли дополнительные генераторы для постов в порталах. Михалыч случайно наткнулся в городе на 2 дизельные электростанции. На тягаче обе доставили в лагерь. В каждой избе стояли телевизор, музыкальный центр и прочее электронное безобразие. Наладили бесперебойную доставку питания, благо гипермаркет перезагружался раз в месяц. Заметно усилилась оборона стаба. Все подступы заминировали, 2 танка угрожающе смотрели на дорогу. Больше техники врага неоткуда было приехать. ПВО в виде тунгусок тоже пригодилось. Несколько дней назад один расчет сбил нолдовский беспилотник, который упал в болото и утонул. Так и не смогли достать. После возвращения с беговой шла 3-я неделя, когда от разведки поступил тревожный доклад. В 5 километрах от завода и, соответственно, в 8 от чистилища на перекрестке появилась большая банда муров. «Кто заметил?» — спросил Рекс Немезиду, которая была заместителем начальника по разведывательной деятельности. «Шахтеры в секрете сидели. Вчера к вечеру стали накапливаться муры. Завернули к нам. На завод никто не поехал. Видимо, знают, что там только элита. 2 БТРа и танк 1 видели. 3 Урала с пушками Д-30. Что же это, все гражданские шахтеры разглядели? Я с ними сама занималась. Показывала наш альбом с техникой. Запоминали силуэты, размеры. Не глупее нас. Понятно. Подарок от тех 3 бегунков. Сколько волка не корми, а у слона... Кончать с ними надо. Да, Рекс, вот и займись. А то муры снаружи, муры внутри. Слишком много их стало. С ненавистью сказала Марго. Как ты предлагаешь это сделать? Я не то чтобы отказываюсь, просто как? Зверушкам отдать или к стенке? К стенке. Вернее, на стрельбище. Пусть шахтеры попрактикуются. Мы, конечно, хорошие парни, но не настолько, чтобы людоедов в живых оставлять. Тем более у себя за спиной. Немезида, так что там, когда они здесь будут? С минуты на минуту, думаю. И правда. Вдалеке взлетела сигнальная ракета. Вот уроды. Даже под ноги не смотрят. Все, шутки кончились. Жнец, Квас, тащите муров на стрельбище. База в ружье. Рекс махал дымящейся трубкой. Его слова продублировала сирена,
ознаменовавшая начало нового дня. Довольно быстро все заняли места, согласно боевому расписанию. Все же сказывались тренировки. Тунгуски оттянулись внутрь лагеря. Зенитки пока себя ничем не выдали. Зверушки проявляли нетерпение. Даже пожарная команда застыла на машине около пруда, из которого брали воду. Вскоре над головами медленно пролетел беспилотник Муров. Тунгуски отработали штатно, самолетик разорвало на части. О, какие продвинутые! Сколько техники нам привезли, прямо к двери. Если к ним сбежали те трое, то они должны знать, что здесь не только люди. Что-то они задумали. Не все так просто. В порталах чисто? Пусть бдят, можно даже усилить. Пойдем на КП, Марго, оттуда поглядим на них. А ты Немезида снайперов проверь. Все ли готовы? Хорошо. Командный пункт располагался в бетонированном подвале. Туда же поступала информация с камер слежения и спрятанных микрофонов. Судя по картинке, муры спешно окапывали БТРы и танки, коих оказалось 2. Пехоты было около 100. Те рыли траншеи в полный профиль. Чуть позади заправлялся беспилотник. Пушек не было видно. Зато много гранатометчиков. Ха! Да они нас осаждать собрались. Зимние квартиры готовят. Ну, точно немцы под Москвой. Кстати, Марго, они не знают, что с базы есть выходы. Мы их уже после бунта сделали. Думают, под прицел ворота возьмут, и все, элита не вылезет. Лишь бы они на завод не додумались заехать, освободить своих дружков. Как думаешь, волки выдержат одни? Не выдержат. Чужая веселилась. Их там нет давно. Они часа 2 как артиллерийскую батарею нашли. Спрятались и ждут сигнала. А муры на заводе? Нет их уже. У Творца на приеме. Зачем подставлять Акелу и девочек ради тех муров? Съели их и ушли. Они заслужили. Да, логично. Смотри, кто-то идет с белым флагом. Человека подпустили к самым стенам и через амбразуру спросили. Что хотел? Ключ от города? Лучше себе могилы копайте, а не траншеи. Это ты такой храбрый, потому что за стенкой спрятался? У меня к вам предложение об обмене. Мы знаем, что на заводе и у вас здесь сидят в плену наши люди. Мы хотим обменять их на 2 ваших. Равноценный обмен, ничего не скажешь. 25 человек на 2. Еще что хочешь? Еще мы хотим, чтобы вы отдали девку с крыльями. Не знаю такой. Марго вашу. Внешники тебя послали за ней. Понятно. Ты покажи сперва, кого обменять хотите, а то, может, у вас и нет никого. Сейчас. Мур отвернулся и пропыхтел в рацию несколько слов. Оптика есть? Смотрите, у танка стоят. Рекс навел стереотрубу и разглядел 2 человек. Да, Марго, это мои люди. Электрон и Кали. Мы думали, что они погибли под обстрелом, когда наш стаб равняли. Прекрасно. Давай дальше я. Мор, ты слышишь меня? Я та с крыльями, которую ты очень хочешь, но, думаю, тебе не понравлюсь. Сделаем так. Вы подгоняете Урал задом, вплоть до бетонной змейки. Там сидят 2 наших человека. Как только они окажутся на земле, мы открываем ворота и выпускаем по 1 твоих. Идет? А ты? Как же без тебя? А за мной вам придется прийти всем сразу. Сейчас. Опять отвернулся и стал говорить по рации. Рекс, мы их слышим? Да, конечно. И это не радиоперехват, просто у нас там микрофонов натыкано. Мы все слышим, что у них творится. Рекс дал наушники Марго. Та, послушав немного, сняла их и передала назад. Они согласны на наши условия. А про меня дословно. Мы эту, блядь, сейчас фугасами закидаем, после обмена. Рекс, у вас есть какие-то условные слова с вашими ребятами? Могут они мгновенно лечь за бетонный блок, когда из Урала вылезут? Есть одно, помялся Рекс. По команде «Жопа» боец должен тут же упасть и найти себе укрытие. Процитировал сам себя полковник. А почему не ложись? По-разному могут истолковать, и, согласно приказу вышестоящего начальника, заняться неизвестно чем. А здесь все понятно. Рекс окутался дымом из своей трубки.
Отлично, командир. Как они коснутся земли, мы начнем имитацию открытия ворот, а ты в мегафон крикнешь им команду. А Урал? А зачем он нам? Валим тех, кто рядом, а машина, если останется на ходу, лишней не будет. Поехали. Слышь, Шмур, чего там? Сейчас привезут, готовьте наших. Вскоре показался Урал. Развернулся в несколько приемов на узкой дороге и стал сдавать задом к змейке. В кузове сидели электроны Кали со связанными спереди руками. Там же стоял утес и двое бойцов с автоматами. Немезида, цели разберите и после моей команды всех на 0 помножить. Принято, командир? Доехали, остановился. Переговорщик пошел к грузовику. Оттуда неуклюже, спиной вперед, со связанными руками стал спускаться молодой человек. Один из солдат подошел из глубины кузова и с размаху дал электрону ботинком в лицо. Тот упал на землю под хохот муров. Второй полезла Кали. На полпути тот же боец решил повторить свой трюк, но уже с девушкой. Замахнулся ногой. «Жопа!» Прозвучал усиленный динамиками свыше голос Рекса. Кали стояла на краю кузова. Совершив кульбит назад, четко залегла между бетонных блоков. Электрон чуть раньше облюбовал подобное место. Раздались хлопки, и Мур остался без ноги. Патрон 12,7 мм просто оторвал ее. Пулеметчик упал без головы. Переговорщик повис на бетонном блоке, конвульсивно дергаясь. Остальные Муры не видели всего, только слышали выстрелы, но оставались на своих позициях. Тем временем, под прикрытием Урала, ребята доползли до ворот и проникли внутрь. — Ну что ж, вот и поменялись, — заулыбался Рекс. — Помните команды-то, — проговорил он, обнимая вновь прибывших. — Знакомьтесь, Марго, она же чужая, она же та с крыльями. Королева стаи из стаба под названием Чистилище. — Всем приветики, рады, что живые. Поговорим после того, как этих засранцев дисквалифицируем. — Марго, у них переполох. Пехота готовится к чему-то. По траншеям залегла. — Рекс, что наши танки? Достанут до них? — Да. Где они выкопали траншею, у нас все пристрелено. Даже тунгуски туда достанут. Но это если пехота вылезет. Не думаю, что они совсем такие дурачки. — Тогда пошевели их. Стрельните туда. — Квас слышал? Давай, заводи шарманку. Чуть погодя, раздался залп 2 танков. Через несколько минут второй, а затем и третий. — Последний точно зашел, — прокомментировал Рекс, глядя в стереотрубу. — Сейчас по нам арта их долбанет. Жалко дома деревянные. — Не долбанет, там давно живых нет. Марго повернулась, отдавая наушники Рексу. — Послушай, как их командир кричит. Знаешь его? — Нет, не знаю. А Шархана мы достанем. Обязательно. Сейчас пустим стаю. Сразу после артобстрела. Танки, тунгуски, зушки. 5 залпов и минут 10 поработайте зенитками. Что у нас еще есть? Минометы им понравятся, уверен просто. Да, и минометами. Значит, а потом с тыла Акела с девочками. Как они обделаются в окопах своих, пустим с фланга остальных. Они уже в лесочке ждут. Йорика в новую тельняшку одели. Красуется, ходит перед Багирой. Та только лапы лижет себе, типа не замечает. Ну, поехали тогда. У меня и команда есть, соответствующая этому поводу. Ты предусмотрел такой вариант развития событий? С черепом, да. Он еще тот стратег. Как тогда с горохом? Там проще было. Ментат же, он тебя лучше видит, чем я. Ментаты читают мысли? Нет. По эмоциям, по много чему еще. Спроси его. Я их кухню не знаю. Ладно, произноси свою чудо-команду. «Дезинфекция!» Разнесся над чистилищем многократно усиленный голос командира. Танки, зенитки и все, что может стрелять, казалось, ждали только этой команды. Тишину разорвало. Смешалось все. Танковые выстрелы, грохот тунгусок, минометов. Девочки из снайперских винтовок поубивали количество любопытных, кто додумался выглянуть из траншеи. На 1,5 километра, где окопались муры, уверенно отработали все стволы.
А потом раздался адский вой. С тыла приближались 3 волка. Муры, уже не успевая переставить пулеметы, отстреливались из автоматов от элиты, чем еще больше ее взбесили. Марго смотрела на картинку с камеры, висящей недалеко на дереве. Акела застыл, задрав голову, и завыл, как тогда в городе. Люди попадали в траншеи с лопнувшими перепонками. Инь и Янь ворвались в окопы, и начался кровавый пир. Как только внимание муров было перенесено в тыл, из рва стремительно выполз гигантский удав К. Набрав приличную скорость, он уже через 2 минуты вползал с другого края укрепления. Его встретил нечеловеческий визг. Солдатик выскочил на бруствер и тут же остался без головы после выстрела немезиды. Затем змей подбросил еще одного. Тот перевернулся несколько раз в воздухе и точно угодил в пасть к К. 30-метровому змею надо много кушать. От опушки к мурам неслась дружная компания, боясь не успеть на пир. Впереди всех, конечно, был Йорик в тельняшке. Размахивая лапами, он бежал, забыв про телепорт, размазываясь в пространстве. Багира почти не отставала. Тирекс шел не спеша, прижав передние лапы к груди. Балу долго разгонялся, но сейчас уже почти догнал Багиру. Конг, ухая, скачками догонял авангард. Ты им скажи, чтоб по возможности технику не портили. Думаешь, они сейчас что-то поймут? Йорик влетел в командный блиндаж. Раздались выстрелы, вылетела чья-то рука. Солдат в окопе вскинул гранатомет и в упор выдал в блиндаж, не разбирая, кто где. Когда осел дым, Йорик стоял на крыше и злобно ухмылялся. Солдатику оставалось жить секунды. Багира не полезла в окоп, а выхватывала людей сверху, лапой сразу отправляя в пасть. В нее даже иногда стреляли, но броня была практически неуязвимой. Становясь зеркальной, она отражала все. Прискакал Конг и первым делом завязал узлом пушку у танка. Постоял, немного подумав, оторвал башню, а другой лапой выдернул экипаж. Сдавив их в ладони, отправил готовый фарш в свою бездонную пасть. Часть муров засела в большом окопе, отстреливаясь из пулеметов и гранатомета. Подоспевший Балу своим ревом смешал их с землей, а потом по ним пробежал Тирекс. Стая повеселилась на славу. Любители чужих органов потеряли свои. Со стороны чистилища потерь не было. Марго даже не пришлось вступать в бой. Через 10 минут все было кончено. Из штаба вышла команда зачистки из 3 БМП и 1 тунгуски. Первым делом забрали пушки с Уралами. Марго отогнала обожравшуюся стаю назад в штаб. БТР-80 не пострадали. 1 танк нуждался в переплавке, другой стоял почему-то без гусениц, но вполне рабочий. Забрали беспилотник. Хорошо отоварились в тот вечер. В конце дня решили накрыть большой стол на плацу. Сегодня мы отбили атаку достаточно крупных сил по меркам Улья. Рекс поднял бокал и встал во главе стола. Сегодня мы все, вместе прибывшие из разных мест, находимся за этим столом живые, благодаря одной маленькой девушке с крыльями. Вы все догадались, о ком идет речь. Марго, просим! Все захлопали в ладоши. Не люблю долго говорить. Я рада, что судьба свела нас всех вместе. Мы достаточно сильная команда, а станем еще сильнее. И накажем муров с внешниками. За нас! И выпила бокал шампанского. Через час всеобщего веселья Рекс подошел и тихонечко потянул за рукав в сторону штабного блиндажа. «Есть дело!» — проорал он ей на ухо. Музыка гремела на все пекло, и вряд ли бы кто еще решился сегодня напасть на них. В блиндаже уже можно было разговаривать. «Гляди вот, привел пополнение. Им есть что рассказать». Рекс указал на Электрона и Кали. «Электрон, можно Эл». Крепкий парень высокого роста, с сильными руками и добрыми глазами. Радист, телефонист, электронщик, оператор беспилотника. Дар
может генерировать постоянный ток напряжением в 12 вольт. С ростом дара время активации увеличивалось, только приходилось чаще заливаться живчиком. Частенько заряжал планшеты и ноутбуки в рейде. Захваченный беспилотник Муров он тоже зарядил подобным образом. «Дай-ка угадаю. Крестил вон тот жуткий тип с трубкой?» Парень мотнул головой. «Да, ты крестный отец какой-то». «Мафия бессмертна», — отсалютовал Рекс. «Давайте к делу». Череп, как всегда, сидел в полутьме, в самом дальнем углу. Да, тот день длинный был. Кали — рыжая изящная бестия. Профессиональная убийца из стран бывшего Советского Союза. Цепкий взгляд, отменная реакция. Дар — в момент опасности появляется ее двойник и какое-то время действует, автономно отвлекая на себя. Дело такое, Марго. Электроны Кали слышали одну историю от внешников. Вернее, подслушали невольно. Ну, пусть сами расскажут, а то там все выпьют без нас. После того, как Муры раздолбали наш стаб, прилетели внешники. Думали чем-то поживиться, но в живых остались только мы с Кали. Меня контузило и присыпало, а она была ранена и без сознания. Но нас не стали убивать, а решили сохранить для выкупа. Все это время мы были в стабе Чебурашки, которого вы сегодня благополучно прихлопнули. Перед самой отправкой сюда к ним прилетали внешники, и мы слышали один разговор их начальника с Чебурашкой. Да какая же гнида этот Чебуратор! Хорошо его Юрик разобрал, любо-дорого посмотреть. Кали сжимала кулаки от ярости. Так вот, он спросил у внешника, как они сходили за скребером. — Эл, ну ты это, потише! — подпрыгнул Череп. — Боишься, что скребер сюда придет? Марго не понимала этой мистичности. В Улье есть свои табу, хотя мы в стабе сейчас. Внешник ответил, что лучше бы не ходили, — продолжил Эл. Они тоже любят белый жемчуг, но не такой ценой. — Самое дорогое, что есть в Улье, — вставил Рекс. — Почему же? Есть еще рад жемчуг из тех же скреберов. Только его, в отличие от белого, почти никто не видел. Череп забыл про табу. Правда, и о белом я только слышал. Убили они его? Не томи, Эл. Марго тоже заинтересовалась. Он их почти всех убил. Тот внешник, что рассказывал, и еще один. Еле успели в свою вертушку залезть и стартовать. Я-то думала... У них было 4 шагающих танка, беспилотники с ракетами на подвесках, пехоты до роты. Всякие хнолдовские штуковины. Сам скребер живет в норе, в 2 стабах отсюда. Там преобладают равнины с высокой травой и тростником, в пойме реки. Любит позагорать у реки. Похож на огромного паука, но, в отличие от него, у него нет ядовитых желез. А что есть? Лазеры. И ментальный удар ужасающей силы. Он им в начале боя ударил. Полроты нолдов скосил сразу, несмотря на их броню. Танки нолдов не смогли его пробить. Про танки мы уже в курсе, да, Рекс? Череп автоматически ощупал свою грудь. Да, только нам-то чем его пробить, если даже они не смогли? Стоп. Чем кончилось, Эл? Чебуратор противный. Вы в курсе, что он не такой. Ну, вы понимаете. Мы-то понимаем. А ты как пережил? Квас давился от смеха. Я не в его вкусе, отрезал Эл. А тебя, Каля, не приняли там за мужика? А тебя? Квас покраснел, другие заржали. Короче, вы собрались скребера завалить? Марго поняла, куда они клонят. Подумывали над этим. Лазерами порежет всех. А вот и не порежет. Вверх он плохо стреляет. Внешник говорил, что их беспилотник он сбил раза с 5-го. Так вот, крепим на беспилотник дымы, скидываем, и лазер не страшен. Это же световой пучок в дыму рассеется. Но сперва надо по нему отработать издалека гаубицами, пока он будет загорать. Внешники-то буром на него пошли. Он их танки пощелкал, а потом не осталось никого. Маловероятно, чтобы с первого залпа точно накрыть с нескольких километров. Прямой наводкой еще можно, но так... Прямой наводкой он сам тебя накроет. А внешник не говорил, насколько близко они к нему подошли, когда он начал действовать? — спросил Рекс.
Сказал, что примерно за километр скребер обиделся. А сколько до того места, до той норы, где он живет? Череп тоже стал понимать, куда клонит Рекс. Тоже где-то так же, хотя... Нет, чуть дальше. Они сначала к норе подошли, и только потом к речке двинулись. А он где-то на полпути на них напал. Тогда, если дождаться, пока он в солярий поползет, и заминировать по-взрослому его домик, и дымы там же поставить с радиоуправляемым подрывом, и натяжного срабатывания. Заденет дым, потом подорвется. По-любому скорость сбросят, а здесь уже можно прямой наводкой по нему отвесить, всем, что есть. Первый залп решающим будет. Из всех стволов танков, тунгусок и зушек. Рекс, размахивая трубкой, показывал, как будет унижать скребера. 100 тысяч, если... Но может и получиться. Марго, а потом зверушек? Силы-то у нас побольше будет, чем у Нолдов. Те хотели с наскока его получить, да не вышло. Вы готовы принять смерть от этой скотины? Мы все равно... Хорошо. Эл, место покажешь? Легко. Ждец! Йорик теперь ни на шаг не отходил от королевы. Глава 8. Солярий. Михалыч, на тебе стап остается. Че я хочу, Рекс, тебя, конечно, не интересует. Я понимаю прекрасно, но здесь ты на своем месте. Солдат у нас теперь хватает, а ты такой один. Кто тебя заменит? Да понял, понял. Титана хоть оставь. Мы с ним наловчились шахтеров домино разводить. Титан останется. На нем больница. К тому же здесь у многих дары открылись. Для него работы масса. Насколько идем, непонятно. Если задержимся, то пришлем посыльного. Зверушку с запиской. Но не больше месяца. В магазин мы только вчера ходили, вам надолго хватит. Из стаба не высовывайтесь. Посты на порталах и не дальше. Стая вся уходит с нами. Оставим вам 2 зушки на воротах, тунгуску и 1 танк. С собой заберем все остальное. И чего у нас получается? 2 БТРа и БМП. Здесь оставим 2 танка Т-72Б и Т-80 дизелек. А у тебя еще от Муров остался 1 вкопанный. Когда из ремонта выйдет? Да вот уйдете и займусь. А то все руки не доходили. Боекомплекты на дивизию, так пусть порадуется старичок. Тунгуски пополам. 1 здесь, 1 с собой. Беспилотник заберем, Д-30, 2. 1 здесь. Уралы с прицепами под них и для пехоты. И по мелочи. Фугасы, мины, противотанковые. Ученик твой справится? Клюв? Думаю, да. Поднатаскал его. Засеять поле перед норой сможет. А как вообще настроение, боитесь? А то. С людьми привыкли, давно воюем. Даже к элите приноровились. С ней как? Или она тебя не трогает, ну, как наши, но это редкий случай. Или трогает, и тогда уже ничего не страшно. Лежишь, отдыхаешь. А вот скребера даже элита страшится. Короче, глаза боятся, руки делают. Мы с Титаном подумали. Можно переплавить кое-что и памятник победителю скребера сделать, как Церетели. Давай потом, после возвращения, решать, какой памятник кому делать. Что-то не смешно ни хрена. Ладно, извини. Не пуха вам. К черту. Выехали на следующее утро. Провожать высыпали все, кто оставался. Людей в стабе заметно прибавилось. Их количество близилось уже к 100. Из освобожденных, найденных или пришедших своим ходом, из чистилища никто не ушел по собственной инициативе. Все оставались добровольно. После разговора с Черепом агентуры противника вскрыто не было. Здесь можно было быть уверенным. Благодаря его дару ментата. С Михалычем у руля о чистилище можно было не беспокоиться. Отобьются в случае чего. Миграцию Орды, конечно, предугадать нельзя,
но надеялись, что пронесет. К тому же недавно состоялась перезагрузка, и в ближайший месяц элита будет пастись в городе. Экипировались хорошо. Горки, разгрузки, бронежилеты, каски. У каждого взрыв-пакеты с дымом, конкретно от лазерного огня. Основное вспомогательное оружие — гранаты, ножи, рации, пакеты первой помощи. По 2 шприца со спеком, причем один — радспек. Гранатометчики на стрельбище достигли отличных результатов и на пределе прицельной дальности в 300 метров уверенно поражали мишень. И самое главное, на броне появился логотип чистилища. Нарисованная белой краской морда Йорика в шляпе и лапа с растопыренными пальцами-кинжалами. До места было нужно проехать 2 долгоиграющих кластера. Находились они в стороне от пекла, или-то там, если проходила, то редко. Остальные просто разбегутся при появлении стаи. Примерно раз в неделю Марго выпускала своих монстров в город, порезвиться. Отрабатывать взаимодействие с ними уходили она и небольшая группа прикрытия на Урале и Тигре. Стая разбирала элитников со свитой. Суперэлиты не попадалось, так как такие экземпляры уже знали стаю и заранее уходили в другой район. Сенсорами они были почище немезиды и чуяли приближение за много километров. А мелочь, которую разбирали зверушки из чистилища, приносила постоянный доход для нужд стаба. По 15-20 красных и чуть больше черных в неделю. Остальное мерили ведрами. Вот так-то. Сейчас в кладовых стаба спаранов, к примеру, имелось столько, что можно наделать живчика на весь Вавилон. Первый кластер на пути колонны был горным. Дорога петляла серпантином, уходя на перевал. Двигались осторожно, берегли технику. Йорик с Багирой впереди, Немезида со Жнецом и Диана с Квазом, как 2 разведгруппы, тоже двигались впереди, страхуя друг друга. В арьергарде не спеша топали Тирекс, Конг и Балу, разговаривая о чем-то своем на жмурском. Кам полз вдоль дороги, то с одной стороны, то с другой. Однажды это был первый выход Ка с группой в город. Они наткнулись на множество пустышей, мирно стоявших у гипермаркета в ожидании маны небесной. Отправили к ним одного Ка. Удав выполз на площадь и поднялся над асфальтом метров на 10. Все пустыши повернулись и уставились на него, не в силах бежать. Он начал тихонечко шипеть, присвистывая, заодно начал нарезать круги вокруг площади, сжимая кольцо. Пустыши крутили головами, глядя на ползущего по кругу Ка. Так длилось минут 10, пока все зомби не сбились на площади в 100 квадратных метров. После чего Ка рыкнул особенно громко и стал их пожирать. Зрелище было ужасным, еще и потому, что пустыши почти ничем не отличались от людей. Все закончилось быстро, а Марго узнала, на что способен змей. Йорик от удивления даже не выругался. Через перевал прошли к концу 2-го дня путешествия. Внизу открылась тундра с частыми окнами небольших озер. Здесь уже отправили вперед Тирекса. Пусть прощупает грунт и найдет дорогу. Та, что была видна, частично залита водой или вообще проходила через болото. Тундра их затормозила на 3 дня. Кластер большой, в нужном направлении растягивался на 100 с лишним километров. Наконец тундра резко закончилась, и перед ними простерлась степь. Вдали блестела лента реки. Степь не была ровная, как стол. На западе виднелись довольно высокие холмы. Разведка обнаружила огромную нору в основании одного из них. Немезида своим даром не почувствовала скребера. Вероятно, он как раз принимал солнечные ванны. Очень осторожно, шаг за шагом, начали движение к реке. Вскоре она увидела своим ментальным зрением огромный неподвижный объект. Засекла его на пределе видимости, как раз с километр. 2 группы разошлись по обе стороны предполагаемого пути до норы. Тем более, что там виднелась хорошо убитая чьим-то пузом тропа, метров в 5 шириной.
Светало, значит, он недавно уполз. Внешник говорил, что они довольно долго его ждали, и к вечеру пошли к реке. Есть время окопаться. Разведгруппам окопаться и вести наблюдение за скреберами. Жнец, пускай беспилотник, но аккуратно. Не над ним, а издали. Посмотри, где у него солярий. Пушки ставим на холме, опускаем стволы вниз и смотрим сквозь них примерную ближайшую область, где они еще смогут работать. Оттуда и по направлению к реке, на расстоянии 200-300 метров, минируем всем, что есть. Также этот коридор необходимо затянуть сигнальными дымами и шашками. Тунгуску здесь оставим, в бочину ему зарядят. Около нее все наши гранатометчики. Окопы в полный рост. Корды здесь же. Укрепраем не нарисуйте. Уралы с зушками, когда он зайдет на минное поле и дернет дым, заезжают с тыла. И начинают все одновременно, по команде. Важен первый залп, не промахнитесь. Пехота пополам. Половина у Тунгуски, окопалась вторая у пушек на холме. БТРы тоже, один там, один здесь. Танки в секторе между Тунгуской и холмом, на 2 часа, замаскировать, окопать, но чтобы могли быстро выехать. Один зарядить кумулятивным, другой фугасом. Пушки кумулятивные только, пробейте его. Где-то так. Если повезет, добудем зверюгу. Рекс выдохнул. Если взять паука на 6 часах, то пушки будут на 12, танки на 2, а Тунгуска на 4. Рекс, а стая? Марго все ждала, когда он вспомнит о ней. Блин, вот что значит старость, слона-то я и забыл. Сама посмотри, как лучше их разместить. Сначала волки. Перед всеми вашими выстрелами, после того, как скребер зайдет на минное поле, они разрядят его ментальный удар. Толково. Акелы и девочки покажутся, отыграют на нем свой вой. Может, подействует, чем черт не шутит. После мин и воя его сплющит, даст возможность по нему прицельно отработать. Надеюсь на это. Акела, твоя задача — не дать ему повернуть назад. Гони его на мины. После воя зушки отрезают ему путь к реке. Дальше по обстоятельствам, как все мины и стволы отработают. Посмотрим, в какую сторону он пойдет, если пойдет, конечно. Судя по нолдам, пойдет. А мы побежим, — не выдержал Квас. Отставить панику. Загробным голосом прохрипел череп. Весь зоопарк со мной останется. Мы пойдем ближе к реке, — продолжила Марго. За исключением К. Вот ведь мудрый змей. Он сказал мне, что ему надо засесть в норе скребера и не дать ему туда спрятаться. «Вау, круто!» — взвыла по рации Диана. «Да, разведгруппы после артобстрела. Двигайтесь к Уралам, прикрывайте их. Ну или делайте вид. Если он вас заметит, то... Придется искать себе другую невесту», — закашлялся Рекс. «Яйца свои искать будешь на березе, командир!» Зловеще прогудело в телефонах. Рация взорвалась хохотом 50 глоток. «Отставить смех! Еще услышат. Все, выполняем. У нас время до сумерек, часов 7 осталось». Окопаться успели, даже часок вздремнуть до того, как Немезида сообщила о приближении скребера. Он двигался по протаренной тропе, прямо к норе. Довольно шустро, как человек бегом. Благодаря дару Немезиды разведгруппы не входили с ним в зрительный контакт и не были замечены. Все застыли в ожидании, когда он зайдет в коридор минного поля. После установки тщательно привели землю в первоначальный вид. Обработали специальным порошком, так что даже Акела не взял след. Но скребер, который выглядел как огромный паук, все же что-то учуял. Огромная туша, ростом в 2 метра и в диаметре около 5, с размахом лап до 20. Между лап виднелись аккуратные круглые отверстия, вероятно, лазеры. Окраса он был зеленого, с грязно-желтыми пятнами. Отличная маскировка в майской листве. Из отвратительной морды торчали метровые жвала, с которых капала зеленая слизь, оставляя дымящиеся лужицы в степи. Стая заметно занервничала, хотя до скребера было около 2 километров. — Здесь?
Марго показалось, что Йорик задал вопрос. «Увидим», — успокоила она его. Зверушкам передалась уверенность королевы, и они заметно притихли. Паук задел первую сигналку, и в воздух взметнулся салют из красных и желтых ракет. Тут же тропу заволокло едким густым дымом. Скребер, пройдя еще немного, остановился и начал вертеть головой, не желая идти вперед. Постоял немного и двинулся к норе. Но не по тропе, а по самому краю, практически пробивая новую. Однако задел фугас. Вверх взметнулся приличный пласт земли, и паук лишился одной фаланги на ноге. Ужасный визг, переходящий в ультразвук, достиг Марго. Всем раздали перед боем беруши, и те, кто не забыл их вставить, сейчас очень радовались. Скребер развернулся и рванул назад, к реке. Королева дала команду волкам захлопнуть ловушку. Акела с гаремом выпрыгнули из ямы, в которой они тихо сидели до этого, и без разминки выдали чудовищный вой, от которого поморщился даже Ка, сидевший в норе паука. Скребер резко остановился, напоровшись на невидимую стену. Заработали жвала, как будто он что-то клал в пасть. Затем развернулся боком к волкам, открыв абразуры пушечных портов. По волкам прошел залп лазерного огня, немного расфокусированный дымом. Резкий визг инь ознаменовал попадание. Волчица начисто срезала передние лапы. Она упала, как подкошенная, истошно завывая. Акела, подбежав к ней, ухватил зубами ее за холку, стараясь оттащить с линии огня. Янь еще раз ответила воем, но приближаться к пауку побоялась. В ответ чудовище выдало свой коронный ментальный удар, сбив с ног ее и Акеллу. Все трое затихли. Марго, не раздумывая, побежала к ним. Ее сопровождали Йорик и Багира, остальные остались в засаде. «Закат!» Как тогда в городе, бетонной плитой, упавшей с 5-го этажа, разнеслась над полем команда. Тут же все ожили, прильнув к приборам наведения. В тылу пришли в движение 2 Урала, выкатившие на позиции прямой наводки. Разведгруппы поползли к машинам. Зушки дали первый залп, взрыхлив землю перед пауком. Чуть погодя, захватив громадину, дали уже от души. Бронебойные 23-миллиметровые патроны эффекта на скребера не произвели, лишь разозлив его. Буквально на месте за доли секунды он в прыжке развернулся другим боком, и лазерный шквал разорвал пополам зенитки, людей и машины. В секунду не стало 2 расчетов. Только вопли и предсмертные хрипы, которые вскоре затихли. Скребер посмотрел на содеянное и побежал по тропе в нору. Немезиды и Квас остались живы, вовремя не соединившись с зенитным расчетом. Пробегая в 50 метров мимо них, паук на ходу полоснул лазерами Кваза, который зарядил по нему из корда. Немезида мгновением раньше ушла в невидимость и отбежала. Квас с отрезанными выше колен ногами отлетел в траву и замычал, прокусив губу. Немезида быстро сделала укол спека и перетянула бедра, вшитой в штаны, веревкой. Квас отрубился. Хрупкая девушка пыталась оттащить за собой 200-килограммовое тело прочь от норы. Скребер, считая, что угроза миновала, продолжил бег. Но сильно просчитался. Влетев с разбега на минное поле, сразу потерял 2 лапы и завертелся на месте. В этот момент началось прицельное уничтожение чудовища. Пушки с пригорка отработали по зелено-желтой массе, выбив из нее фонтан слизи. Из огромной дыры на спине, булькая и кипя, полилась на землю кислота, разъедавшая землю. Паук попытался прицелиться вверх, но ему не дали танки. Взрывами его отбросило дальше на минное поле, которое детонировало, задев скребера лишь краем, но все же оторвало еще 2 ноги и 1 жвало. Теперь паук, как безумный, вращался на месте, паля из лазеров на 360 градусов.
Хорошо, что расставили перед позициями отражающие уголки. Часть лучей, отразившись, ушла в атмосферу. Хорошо отработала Тунгуска, оставив в боку ряд аккуратных дырочек от 30-миллиметровых снарядов. Следом паук получил 5 выстрелов из гранатометов. 3 из них попали, пробив паука и взорвавшись внутри. Скребер рванул на позиции пехоты, до которых было около 200 метров. Башенные орудия танков за ним не успевали. Пушки с пригорка боялись стрелять, дабы не попасть по своим. БТРы не наносили скреберу ощутимого урона. Ребятам оставалось жить минуту, пока паук не приблизится на расстояние уверенного поражения. В этот момент из норы выскочил К. Вернее, выстрелил самим собой, взметнувшись в воздух, и, пролетев метров 50, приземлился позади набирающего скорость скребера. Тут же хвост змеи, в обхвате как тело мужчины, увлекающегося пивом, сгреб заднюю ногу. Подтянувшись сюда, стал накручиваться вокруг туловища паука, стараясь его задушить. Что-то хрустнуло, и скребер выдал свой ментальный вой. Хорошо, что он у него имел угол поражения, а не был круговым. Львиная доля ушла в воздух, задев, правда, экипаж Тунгуски. Вывернувшись из захвата К, паук рубанул оставшимся клинком, рассекая тело змея. К лишился минимум трети, но бой продолжил, откусив одну из 2 последних лап. Паук, пружиня телом, отскочил от удава и пополз к людям, которые уже перезарядили гранатометы. Лазерный огонь немного поутих, видимо, и для скребера был предел. До окопов осталось всего ничего, когда вся оставшаяся стая набросилась на монстра. Терекс, набегая из-за позиции людей, кинетическим ударом отбросил скребера назад метров на 30. С разбега в него врезался Балу и тут же получил удар в грудь ядовитым клинком. Спас медведя бронежилет, который смастерил ему Михалыч. Клинок скользнул в бок по металлу, лишь расцарапав лапу. Медведь вцепился зубами в ногу паука, яростно замотав головой, норовя оторвать. Конг в прыжке обрушился всей своей массой, вложив ее в удар лапой по голове. Хитиновый череп треснул. С другого края поля подоспели Йорик и Багира. Вампир не сразу отсек последнее жвало, понадобилось ударить лапами несколько раз. Но все равно это заняло секунды. Багира в прыжке получила яростный лазерный залп в упор, но благодаря своей зеркальной броне осталась жива. Сидя на спине паука, стала со стервенением раздирать ему огромную рану. Конг не переставал плющить голову скребера кулаками, и она уже напоминала блин, шире, чем сам паук. Минут через 5 скребер затих, дернув напоследок обрубком лапы, которую откусил К. Все выдохнули. «Сдец!» Йорик стоял на неподвижной туше паука и крутил в лапах метровый клинок жвала, пытаясь пристроить к себе. «Диана, вы где?» Рекс заметно нервничал. «Живы! Тащим Кваза с Немезидой и Жнецом. Его почти пополам разделал паук. БМП давайте!» «Пушки все живы? Упакуйтесь и к нам. Тунгуска молчит», — сам себе сказал командир и побежал к застывшей ЗПРК. «Череп, мне нужна помощь. БТР и лебедку к нашим зениткам». «Сейчас будем. Там есть кто живой?» «Никого», — помедлила с ответом Марго. «К сожалению. Уралы пополам разрезала, что уж про людей говорить. Похороним на месте боя. БТР для Инь, ей передние лапы отрезала. Остальные вроде оклемались. Я к К». Йорик сразу завертел головой, а потом уверенно побежал к королеве. «Надя, к Тунгуске, посмотри, что с ними. Лежат, не двигаются, но дышат. Из ушей и ноздрей кровь. Танки вы как? Мы же в танке, что с нами может быть? У Конга спросите, что? Он специалист по танкам. Не, мы лучше пешком постоим. Череп!» Марго второй раз вышла в эфир. «На связи. Второй БТР ко мне. И людей, человек 10. К надо на броню затащить. Выполняю.
Ка пострадал сильнее всех, если не брать в расчет мертвых. Огромная открытая рана. Задняя часть змея была начисто отрублена ядовитым клинком. Марго, уже принявшая боевую трансформацию, остановила кровотечение и теперь прижигала рану рукой. Яд далеко не проник, хоть это хорошо. Она не знала, действует ли на элиту спек и чем еще можно обезболить такое, поэтому просто ввела змея в кому. Оказывается, она теперь могла и такое. Дар скачкообразно прыгнул вверх, расширяя возможности по управлению и лечению стаи. Инь находилась в таком же состоянии. От нее не отходили Акела и Янь, внимательно наблюдая за людьми, которые затаскивали ее на броню, и ни на секунду не отходя от БТРа. Квас без сознания лежал в одном из Уралов. Машину переоборудовали под мобильный госпиталь. Туда уже тащили экипаж Тунгуски. Остальные были в порядке, не считая мокрых штанов. «Марго, дай катану, скрой этого засранца». Чужая в трансе передала клинок Немезиде. Та, запрыгнув на тушу поверженного чудовища, стала кромсать нолдовским подарком панцирь паука. Утомительная работа заняла минут 10, пока разведчица нашла споровый мешок. Выбрав все в пакет, она спрыгнула с тела и подошла к Марго. 6! 6, мать его, белых жемчужин! Она передала пакет Рексу. Ничего себе! Вот это куш! Череп взял пакет у Рекса. Дай хоть посмотрю, а то только слышал о них. Вот, глядите все, зачем мы сюда шли. Забравшись на БТР, крикнул Череп, потрясая пакетом. Запомните, расскажете всем, кого встретите. Жемчуг, надеюсь, мы не будем хранить, хотя и отобрать у нас его сложнее будет, чем у скребера. Кому не достанется белый, получит по красной в жемчужине в чистилище, 100 гороха и звание ветерана. С возможностью ходить в рейды и получать свою долю, а не зарплату. Гип-гип! Ура! Здец! Урик, здец! Йорик забрался на БТР к Черепу и тоже размахивал лапами с кинжалами в опасной близости от ментата. — Марго, ты как? Со стаей разобралась? — Да, Инь за неделю встанет. А вот Ка плох, можем и не довести до Титана. И сможет ли он что с ним сделать? Вопрос. — Удав нас всех спас, — послышалось вокруг. — Если б не он, паук всех нас порешил бы на позициях. А потом и остальных. Да, это так. Может, дать ему жемчуг? — А правда, Рекс, расскажи. Белый ведь всем помогает? — спросила Диана. — Он даже из кваза может сделать назад прыщавого ботаника. Очухается, посмотрит на себя и застрелится. Раздался смех. Люди постепенно отходили от боя. — Послушайте меня. Марго влезла к Черепу. Почему-то всех тянуло толкнуть речугу с броневика. Сейчас поделим белые и поедем домой. Предлагаю следующее. Одну — К. Да, верно. Змея надо спасти, он заслужил. Марго подошла к голове К. Змей лежал на соседнем БТРе. Погладила его по голове. Он очнулся и посмотрел на свою королеву. В ладонь чужой Рекс положил одну жемчужину. Подчиняясь мысленному приказу, удав приоткрыл пасть, страдая от нестерпимой боли, и Марго вложила ему туда белый жемчуг. Резкая судорога прошла по оставшемуся телу змея. Раздался вздох облегчения, и Ка благодарно взглянул на королеву. На глазах страшная рана рубцевалась. Марго опять провела рукой по голове змея, и он уснул. — Ну а теперь люди, — продолжила она, не залезая уже на броневик. — Королеве! — выстрелил Рекс в воздух. — Нет, мне нельзя. Титан сказал, что я наполовину квас. Белый сотрет мне дар, и мы отсюда не уйдем. Ну, вы поняли. Мотнула она головой на Йорика. Упс. Хорошо. А я пошутил. Что, обосрались? Рекс перевел все в шутку, но в его глазах застыл ужас. Предлагаю усилить людей, которые обладают ключевыми дарами. Знахарь, сенс, ментат. Все правильно, мы без них никуда. Тогда Титан, Немезида, Череп
Глотайте сразу. Рекс, Титану сам отдашь. У нас еще 2. Командиру, по-моему, лучшее предложение. Марго указала на Рекса. Однозначно, без него мы вообще бы недолго жили. Решено. А еще одна кому? Квазу? А давайте его спросим. Марго и Рекс запрыгнули в машину, где лежал раненый. Он уже был в сознании, и Надя собиралась уколоть его еще раз спеком. — Погоди, Надь. — Квас, мы здесь делим белый жемчуг. Тебе надо? — обыденно спросил Рекс. — Не-а. Рекс, ты ж знаешь, во что я превращусь. Нах мне такой расклад. Вы Дианке отдайте. Будет Дианкой-пулеметчицей. С Тунгуской сможет соревноваться по скорострельности. Воля умирающего священна. Загробным голосом проговорил Рекс. Все заржали. Выбравшись из машины, просветили непонимающий народ, что жемчужина пойдет Диане. Все обладатели жемчуга чокнулись флягами и запили его живчиком. Через 2 недели в чистилище состоялось открытие памятника победителям скребера. Сами победители чувствовали себя уже гораздо лучше. Квас еще не до конца оправился. Его возили на коляске с пледом на коленях и с двустволкой в кобуре за спинкой. Квас всем рассказывал, что он ничего героического осуществить не успел, так как с дуру пальнул по убегающему пауку, хотя видел, как он размазал перед этим 2 расчета зушек. Его мальчишеский поступок плавно переводили в разряд героического, дабы юноша не чувствовал себя совсем уж ущербным. Всем, кто участвовал в походе, выдали по красненькой жемчужине под присмотром Титана. Сам знахарь долго камлал над белой жемчужиной, а потом внезапно закинул ее в рот, облизнувшись, как кот после тарелки сметаны. Если у остальных, принявших дары, развивались произвольно, то Титан мог контролировать процесс, и, по его словам, он будет развивать свой единственный дар до великого знахаря. Звучит несколько пафосно, но, если есть возможность и белая жемчужина, то решение было верным. Не прошло и недели, как он показал, что идет в нужном направлении, невероятно потрудившись над Квасом. Нет, он не отрастил ему 3-ю ногу, хотя, наверное, мог и такое. От этого скользкого типа можно было ожидать чего угодно. Ноги росли никуда не торопясь, но он поменял ему внешность. Квас остался таким же внушительным бугаем под 2,5 метра, да и силище обладал по-прежнему немеренной. Но его лицо... Оно теперь стало похоже на лицо Тома Круза лет в 20. Опять же, по непроверенным слухам от злых языков, у квазов ниже пояса случались проблемы, а вот у нашего кваза там все было более чем хорошо. Еще, сидя в коляске, он не мог выбрать, с какой из 2 невест пойдет гулять в парк, как только встанет на ноги. Череп получил новый дар, причем сразу на всю катушку. Он теперь мог ненадолго парализовать всех, и людей, и зверей, и элиту. Посмотрит на объект, и тот замирает. Люди до 5 минут, Йорик до 30 секунд. Последний, по мнению многих, вообще выходил за все рамки. Также поговаривали, что он один мог уделать этого скребера. Марго вынуждена была согласиться. Насчет каких-то других скреберов было неясно, но с пауком у него были шансы. Просто запрыгнув ему на спину, он легко пустил бы того на фарш. Вот и думай, кто из них страшнее. Рекс обрел долгожданный дар клокстопера. В течение 8 лет, проведенных в Улье, он каждый раз завидовал, встречая человека с таким даром. Пока было неясно, как сопрягать увеличенную в разы выносливость с остановкой времени, но Рекс не унывал. Немезида уже обладала 2 сильно развитыми дарами сенса и невидимки. Теперь же букет ее умений пополнился колоссальным ускорением. В течение минуты, вот что значит белая жемчужина, она успевала пробежать около 3 километров. Барабанная дробь под невидимостью. Теперь с ней не связывался даже Йорик. Он, если не телепортировался, просто бежал, то отставал от Немезиды. Диана, как и предсказывал Квас, стала стрелять быстрее. Но как? Она брала в руки любое оружие и начинала стрелять из него со скоростью пистолета-пулемета УЗИ. Будь то АСВК, СВД
или винторез. Все выкладывались с максимальной отдачей. Да, боекомплект вылетал за секунды, без разницы, автоматическое оружие или приходилось руками досылать патрон. Дар делал что-то с физикой пространства, но работал только с оружием. С ее умением стрельбы она могла уложить полк, только вовремя подавая ей заряженное оружие. Акела с волчицами вернулись в норму. Ини уже щеголяла на новых лапах. Титан показал свое мастерство, которое распространялось и на элиту. Ка вырастил себе хвост за 2 дня. Рос он почти на глазах. Зрелище не для слабонервных, и отрастил себе еще 5 метров сверхвосстановленной длины. Теперь змей был ростом 35 метров. Опять же, злые языки поговаривали, что белых жемчужин ему больше не стоит давать, иначе он сам себя будет кусать за хвост, огибая чистилище по периметру, находясь во рву. И вот, наконец, наступил день открытия памятника. Михалыч решил пока представить свое творение в уменьшенной копии, 1:5, из гипса. В дальнейшем он предполагал заставить краснеть Церетели за смешные размеры его скульптур. Если памятник пройдет тестирование, то он хотел бы, по его словам, чтобы он соперничал с рабочим и колхозницей на ВДНХ и был отлит из металла. Изделие было доставлено на площадь еще ночью, накрытое брезентом. А чтобы никто не увидел его раньше времени, памятник оставили охранять Йорика с разрешением порезать проходимца. Немного. Утром после завтрака все вышли на площадь. Слово взял Рекс. «Дорогие мои однополчане, мы теперь крутой стаб. Мы завалили Скребера. Его не то что никто не убивал в радиусе 500 километров. Его имя боятся произносить. Мы помним имена всех наших павших товарищей и будем помнить их вечно. Доказательством тому наш памятник победителям Скребера. Давай!» Он махнул рукой, и Михалыч сорвал брезент. Сначала стихли голоса. Потом стало слышно, как кто-то молится. Кто-то заплакал. Послышался мат. Йорик выдал свое коронное. Шепот, переходящий в гул, а потом в неудержимый гогот, заставил Михалыча покраснеть, потом позеленеть и опять покраснеть. Да так и оставил его с кривой улыбочкой на лице. Изделие местного умельца, явленное миру, стоит описать отдельно. Вместо паука Михалыч изобразил ластоногую черепаху с крутым панцирем вместо плоской хитиновой спины и саблезубой пастью. Но это бы еще ничего, если бы не Ка, кусающий правый передний ласт саблезубой черепахи. Голова змея была круглой, кроме головы практически ничего не было. Только хвостик, как у свиньи, такой же тонкий и крученый. Такой вот жизнерадостный головастик или сперматозоид. И размером всего лишь в четверть черепахи. И ладно бы, если б художник на этом остановился. Нет! Он решил довести шедевр до эпического конца. Как вишенка на торте, на саблезубой скреба черепахи стоял лыбящийся, как последний кретин, Квас. Ноги его оканчивались обрубками ниже паха, коими он утвердился на покатой спине скребера. Чтобы убить всех окончательно, Квас в руках держал топор. Признанием всего творения было движение ладони Рекса, которой он закрыл лицо и, сотрясаясь от смеха, произнес: «Сука, Михалыч, до слез!» Глава 9. Спокойный нервничает. «Марго, вставай!» Немезида тихонько трясла девушку за плечо. «Нет, ночь еще». Девушка натянула на голову одеяло. «На Спокойный напали! Муры! К нам прислали посыльного, просят помощи!» При слове «муры» сработал рефлекс. Чужая вскочила с кровати, покачнулась и села, схватившись за голову.
Вчера пили, как в последний раз. Михалыч был гвоздем программы. Сначала хотели его убить, но потом все перевели в шутку юмора. Но памятник все же убрали, подальше, в сарай. Еще в гости кто приедет, а здесь такое. Голова болела, даже не подобрать слов как. Словно в ее мозг вцепился Йорик и не отпускал. Постепенно до нее дошли слова Немезиды. «Рекс знает?» «Нет, я сразу сюда». «К нему». «Тревога! База, в ружье!» Мгновение, и Немезида испарилась. Марго судорожно искала штаны. Как же мальчишек учат за 45 секунд одеваться? Так ей никогда не научиться. Наконец она справилась со всеми застежками и выбежала из дома. Йорик, как всегда, ждал ее во дворе. — Йорик, поднимай стаю! Быстро, быстро! — Здесь! Он тоже испарился. Сирена на вышке разорвала ночь в лоскуты. Везде зажегся свет. Забегали люди, зазвучали команды. Через 5 минут большинство стояло на площади с оружием и в полной боевой выкладке. Вот что значит грамотный командир, не то что в сугубо гражданских стабах. Там и за час не поднимутся. Кратко. На спокойный напали. Идем выручать. Дежурная смена, усиленная отдыхающей, остается здесь. К тоже. Остальные — в ружье. Через 5 минут построение у порталов. НЗ с собой на 2 дня. Первыми прошли зверушки, дабы никого не затоптать и проверить местность у портала в джунглях. Затем люди. Бойцов в чистилище уже хватало. По тревоге подняли около 90 человек. Женщины в улье тоже были бойцами, подчас много лучше мужчин. 3 взвода. Первым командовал Череп, вторым — Квас, третьим — Жнец. Была еще отдельная террор-группа под руководством Немезиды. Диана и Кали входили в нее. Там все с многолетним опытом выживания в улье. И, конечно же, основные силы под руководством Марго. В обычном рейде половина взводов составляла экипажи машин, танков и орудий, но сейчас все стали пехотой. У портала было чисто, видимо, муры не знали о нем. «Докладывай!» Рекс уперся взглядом в часового. Часа 2 назад начали стрелять. Несколько мощных взрывов было. Сейчас притихли. Вроде подтягивают пушки, слышали рев тягачей. Сам понимаешь, мы пост покинуть не можем. Все на слух. Да, все правильно. Когда посыльный прискакал? 28 минут назад. А быстро мы. Сам себя похвалил командир. Марго, как дела у вас? Мы видим муров. До них 700 метров. Стоят на границе минных полей. Разворачивают артиллерию. 3 танка, 2 коробочки, БТР. Мы движемся. Скоро у вас. Постовой. А посыльный нам рацию из спокойного случайно не оставил? Нет. Он примчался как ошпаренный. Кричит, что космос просит помощи. Передай Рексу, и все. Хорошо. Мы пошли. Рекс сделал круговое движение рукой над головой и направился вперед за головным дозором. За ним в цепочку вытянулись остальные 3 взвода. Через 15 минут добрались до Марго. Откуда они пришли, как думаешь? А здесь и думать нечего. Слева. Вон грунтовка. С 3 сторон болото. Прекрасно. Квас, ты со своими людьми сделай крюк назад и выходи на грунтовку в 2 километрах отсюда. Идите скрытно, могут быть секреты муров. Там заройтесь, заминируйте дорогу. Несколько противопехотных мин по обочине. Противотанковые, ты сам знаешь все. Квас кивнул и побежал к своим. Жнец, на тебе их техника. У тебя гранатометчики, танки выключайте, благо они к нам кормой. Ломайте все. Успокоенного этого добра навалом, а мы через портал не утащим. Череп, на тебе зачистка от пехоты, того, что после стаи останется. Марго, опрокинь их и отводи своих. Нам пленные нужны. Потом уже пообедают. Здец, расстроился Йорик. Ты Марго, что ли? Никто тебя без обеда не оставит, не переживай. Когда дядя Рекс Йорика обманывал? Марго. Так-то лучше.
А ты наблатыкался уже на жмурском, как я погляжу. Чужая смотрела в бинокль. В принципе, 100 человек здесь делать нечего. У них пехоты в 2 раза меньше. А впереди минные поля. Можно было стаей их раскатать. Но вот что ты за человек? Когда еще шанс выпадет почувствовать себя Суворовым, спустившимся с Альп? Ведь 100% поражение муров. Они даже за 700 метров не контролируют ситуацию. А ты стай. Здесь надо растягивать удовольствие. Улыбнулся во весь рот командир. Поехали, а то спокойно сдастся еще, пока мы здесь смакуем. Эти могут. Все ждем, когда отойдет элита. А уж потом, — сказал он, потирая огромные волосатые ручища. Стая, вперед! Чужая встала в полный рост и, махнув рукой, указала направление. Элита только этого и ждала. Первым исчез Йорик, затем Багира. Волки отрезали пути отступления. 3 неразлучных друзей, Терекс, Конг и Балу, поперли напролом. Расстояния до муров пролетели быстро. Муры заметили, что у них творится в тылу, в самый последний момент. Крики ужаса при виде разъяренной элиты разнеслись жутким воплем над полем. Из-за стен стаба выглянули удивленные защитники, с удовлетворением следя за происходящим. Происходил полный разгром отряда муров. Странно, почему их так мало? И техники тоже. Как будто ждали кого-то еще. Черепа постоянно подозревал всех. Стаб небольшой, без нас они спокойно могли его взять. А может, решили осадить и подождать. Или это просто авангард. Квас увидит, если кто пойдет на помощь. Жнец опять прильнул к окулярам стереотрубы. Тем временем элита была на месте. Конг занимался танком, который, крутя башни, пытался навестись на гориллу. Конг лениво сделал шаг вбок, и пушка опять рыскала в поисках монстра. Вылезать никто не решался, думали отсидеться. Но просчитались. Вскоре Конгу это надоело, и он без затей загнул ствол к земле. Почиркав перед собой пушкой по глине, танкисты приуныли и решили прощаться с жизнью. Терекс отрабатывал кинетические удары, которые теперь сыпались не переставая. Вот что значит жрать по красненькой в неделю. Несчастный БТР летал туда-сюда. У людей внутри мозги уже вытекли из ушей. Балу просто перевернул второй танк и уселся на него сверху, смотря с интересом на происходящее вокруг. Багира и Йорик проделали просеку в убегающих мурах и теперь гонялись по полю за одним, особенно толстым, с эполетом на правом плече. Его приказали взять живым. Волки дружно встретили беглецов с поля боя шикарным воем, отчего все тотчас повернули назад и побежали еще быстрее. По приказу Марго всех сгоняли в кучу. Выстрелы прекратились. БТРы дымились, жнец отработал, как всегда, хорошо. Пушки уже никогда не будут стрелять. Опять же, его ребята потрудились. Череп с Немезидой отстреливали особо одаренных особей, которые побежали в джунгли. Танк с погнутой пушкой лениво что-то чертил на земле. Второй кверху гусеницами вообще не подавал признаков жизни. Третий даже на танк не был похож. Перед тем, как в него зарядили из гранатометов, по нему пробежался Терекс. Несколько муров в отчаянии выбежали на минное поле, порадовав всех салютом из своих мозгов. Остальных люди черепа собирали на краю поляны, подальше от спокойного, сажали на корточки и связывали стяжками. Стая отошла, но недалеко, а так, чтобы ее видели и из спокойного, и муры. — Что-то быстро все кончилось, — посетовал Рекс. — Маньяк. Вот пойдем Нолдов бить на базе, тогда повоюешь. — Нет, для этого мы не готовы. Надо еще несколько раз на беговую. Когда коридор туда будет? 3 месяца или чуть больше. Титан знает. Собрать все, что осталось от них. Что сможем, на себе унесем, а что не сможем, соседям оставим. Второе предложение Рекс пробубнил в рацию. На краю поля сидели на корточках человек 15. Самый толстый, с бородой и одним эполетом, тоже был здесь. Штаны разошлись на его необъятной заднице, портя
имидж полководца. Мужички все были потрепанные, грязные, заросшие. Снаряжение с миру по нитке. Но были и нолдовские штучки. Это как знак отличия у них, видимо. Сколько-то органов сдал на вес, получи игрушку. Теперь они их только компрометировали. «Чужая. Это люди Олега Френа». Череп подошел к Марго и Рексу. «А где сам главком?» «Сами изволили остаться в стабе», — в тон Рексу ответил Череп. «Сейчас спросим пухлого команданта». Подошел к нему, без церемоний схватил его за ухо, сильно дернув вверх. «Пойдемте, Гевара, потолкуем». И поволок его за собой. Оттащив подальше, чтобы не слышали остальные, стал задавать вопросы. Поначалу полководец только мотал головой, отказываясь говорить. Черепу было лень, да еще встали ни свет ни заря из-за них. Он позвал Йорика. Монстр с улыбкой подбежал, тоже сев на корточки, и, лихо надвинув берет на лоб, посмотрел на Черепа. — Смотри, Череп смену готовит. Толкнул Рекс жнеца под бок, и вместе заржали. Тем временем Пухляк молчал. Рекс кивнул, и Йорик аккуратно провел когтем-кинжалом по руке полководца. Рука раскрылась до кости. Команданта упал без сознания. Череп сплюнул на землю. Кивнул Наде перевязать его и пошел за следующим. У остальных знаков отличия не было, и он выбрал самого чистого. Таким же методом отволок на место полководца и посадил перед Йориком. — Говорить будем? — устало спросил он молодого парня. «Да-да, я все скажу, только не отдавайте ему». Он со страхом покосился на вампира. «Кто такие?» «Мы из стаба Олега Френа». «Ты там кто?» «Командую группой, ловим иммунных в городе и чистим супермаркеты». «Нравится?» — неожиданно спросил Череп. «Да, ой, нет. Вы неправильно меня поняли. Меня заставили, я не хотел». «Бывает. Как здесь оказались?» К Олегофрену третьего дня нолды прилетели. Сказали напасть на Спокойный. Мы, в принципе, с ними не пересекаемся, а тут вот. Я с самого начала не хотел, да и сил у нас мало. Вот чё поехали, непонятно. Где ты этот разговор слышал? В штабном блиндаже. Там всех командиров подразделения Олегофрен собрал. Дальше. Он обещал, что нолды прилетят на следующий день. Завтра, значит. Обещать не значит жениться. Дальше. Йорик внимательно слушал учителя, копируя его движения и мимику. Не дождемся уже. Точно. Что еще говорил Нолд? Между делом сказал, что хочет напасть на стаб Марго. Не знаю даже, где это. Череп сделал стойку. Чего за Марго такая? Баба какая-то, свежак почти. Много она им крови попортила. Так и сказал. Эту суку необходимо остановить как можно быстрее. Также сказал, что после Спокойного прилетит и будут планировать нападение. Как-то выманить хотят их из стаба, а потом ударить вместе по тем, кто останется. А команданта у вас кто? Тот с погоном? Старший шмель. Он в близких отношениях с Олегофреном. Тот его чином пожаловал. Сиди здесь. Йорик, смотри за ним. Череп отошел в сторону. Надя, приведи в чувство это чмо. Кати ему что-нибудь. Показал он на бородатого Мура. Очухался. Надя убрала шприц. В сознании. Алло, генерал, смотри на меня. Смотри, гнида. Череп взял пухлую руку в свою, сжав ее стальной хваткой. Второй рукой достал пассатижа, ухватил ими нестриженный грязный ноготь на среднем пальце и с силой дернул. Окровавленный ноготь остался в пассатижах. Пухляк взвыл, как кот в марте. Йорик обернулся и зашевелил пальцами, как бы намекая. «Только позови». «Говорить будешь?» «Да, да, да! Сука ты лысая! Конец тебе! а, Второй ноготь упал на землю. «Надя, на шатырь. Продолжим. А то ведь Нолдам все равно, чьи органы к ним в коробке приедут. Чуешь намек? Или скормлю Йорику». «Ургал, ургал. Издец». «Что тебе надо, тварь?» «Ладно, отнесем это на твое плохое воспитание.
Что говорил Нолт, когда прилетел к вам позавчера? Мы должны взять этот стаб. Это мы уже поняли. Дальше чистилище. Нолды с тяжелой техникой на помощь придут. Пи***ц вам всем. Когда? Не знаю. Скоро. Все сдохнете. Элиту вашу разбомбят. Ничего не забыл? Пошел ты! А, вот так. В пассатижах уже была зажата игла, которая вошла под ноготь большого пальца. — Я же все сказал! Ничего больше не знаю! — сказал бородатый, когда в очередной раз очнулся. — Ладно. Череп подошел к Рексу и Марго. — Рекс, чую западню. — Как в цирке. Приехал Нолт, всем все рассказал. Все уши прогрели. Других даже нет смысла спрашивать. Толстый тоже на заклане. Они все здесь смертники. Командант еще кое-что сказал. Попробуют выманить, чтобы сам стаб разбомбить. А потом уже и нас. Здесь мы уже ничего нового не узнаем. Смотри-ка, местный авторитет. К ним через проход в минном поле бежали несколько человек. Среди них был Космос. Спасибо вам огромное, дорогие соседи. Мы уже и не знали, что делать. Маневрировать надо. Нельзя сидеть взаперти. Наносить удары с флангов. Привет, кстати. Мы вот здесь пытаем муров немного. Рекс затянулся трубкой. Да уж, наши видели. Не все одобряют. Тогда чего не вышли, муры из них тушенки наделали бы. На войне как на войне. Да ну их. Много я соплей развел. Расслабился народ. Сам виноват. Год назад муры бы уже кремированы были, а теперь... Космос, может, они сами уйдут. Давай подождем. Тебе видео дать, что они в городе делали? Покрутишь им на большом экране. А давай. Затрахали они меня уже. Бабы в основном воют. Не, у нас девки гарные, жестче нас. Смотри, что дальше будет. Марго, заканчиваем? Да, пора уже идти, здесь закончили. За тобой должок, Космос. Да, чужая, весь твой, только скажи. Спасибо вам от всего сердца. Раскланивался спасенный. Йорик, зови стаю. И начинайте. Смотри, Космос, как мы поступаем с врагами. Стая набросилась на оставшихся в живых муров. Крики, стоны, чавканье. Кто-то за стеной упал в обморок. Плач, рычание, и все стихло. Только слышен был хруст человеческих костей и утробное урчание. Ну давай, не кашляй. А к друзьям мы всегда приходим на помощь. Наследили немного, не обессудь. Марго похлопала в ладоши и погнала стаю к порталу. Как вдруг сверху раздался клёкот и хлопанье огромных крыльев с металлическим отливом. Девушка задрала голову и, прикрываясь от солнца рукой, смотрела на стремительно приближавшегося орла. Нет, кондора. Точно, кондора. Вспомнилась просмотренная несколько месяцев назад документальная лента о живности ант. Ого! Жнец передернул затвор пулемета. «Погоди! Не стрелять!» — закричала Марго. Тем временем кондор размером с быка и размахом крыльев, как у Боинга, приземлился на остатки пиршества стаи. Есть хочет птичка. Йорик. Вампир уже стоял за спиной. Марго стала медленно приближаться к кондору. Тот поглядывал на подходящую чужую в боевой трансформации и не забывал очень быстро клевать остатки муров. Клюв был размером с клинок скребера. На лапах виднелись лезвия когтей, как у Йорика. Перья выглядели непробиваемыми, что было видно невооруженным глазом. Взгляд королевы загорелся оранжевым пламенем, кто-то за стеной снова упал в обморок. Кондор разрешил себя погладить, доверчиво глянул в глаза чужой. Он все понял и принял стаю, как и она его. Знакомьтесь, Чиль. Из Чили, с самых высоких гор Ант. Ну надо же, это ведь он таскал людей из стаба раз в месяц. Кто-то зазевается и... Никакая тунгуска не поможет. Марго, прими наш стаб под свою защиту. Мы твои вассалы. И вот вам наша благодарность. Он, не глядя, протянул руку
и его человек тотчас вложил в нее резную шкатулку. Он отдал ее чужой. Марго, все еще с черными крыльями в оранжевых прожилках, посмотрела на Рекса. «Дай мне». Рекс, не церемонясь, открыл шкатулку. В ней, на красной бархатной подушке, лежала белая рад-жемчужина. Заметно крупнее тех, что они вытащили из скребера, она переливалась, как радуга. Царский подарок, космос. «Ну что, чистилище, берем шефство над спокойным?» «Да!» — прокричали все, кто был на поле. «Звони, чего как. А сейчас нам надо назад. Даже на банкет не останетесь. В любой момент вы самые желанные гости». «Нет, извини, потом. Там серьезный вопрос нарисовался. Не говорит же ему, что его сюзерен торопится домой, потому как не уверен, не разбомбили ли уже чистилище. За жемчуг спасибо». В чистилище их ждало новое известие, даже два. Первое — пропал часовой с пристани, мажор по имени Стас. Его так и не окрестили. Причем пропал странно, с лодкой и 2 подвесными моторами, и НЗ. На посту никого. В комплексе на кухне все перевернуто, из холодильника тоже много чего исчезло. Живчик весь почти пропал. Больше похоже на побег. Догонять не на чем. Лодка еще есть, но без моторов. Стасик, вот гондон. У Кваза даже века задергалось. Он мне сразу не понравился. А чего он рванул сейчас? Хороший вопрос. Просто на 5 баллов. В тон ему вторил Череп. Так-то одно на другое накладывается. Дежурный, бармена позови в штаб. Вскоре пришел их архитектор. Бармен, ты Муром попался на дискотеке? Да. А мажор с тобой был? Череп посмотрел в блокнот. Не помню. Ко мне он на дискотеке не подходил. К барной стойке, то есть. А мы, бармены, народ злопамятный, всех помним. Ты хочешь сказать, что такой мажорчик, как Стасик, за всю дискотеку к тебе ни разу не подошел? И мирно себе пил молоко на задних рядах? Его не помню. А должен бы. Странно. Хорошо. Откуда ты его помнишь? В клетке уже вместе были. Но мне тогда одна деталь бросилась в глаза. Он не боялся. Боялись все, даже самые крутые перцы. А он сидел спокойно и слушал. Подсадной. Все, иди. О разговоре молчок. Если спросят, чего вызывали, скажи, что по крепости вопросы были. Запомни, кто будет спрашивать, если такие найдутся. И это, далеко не уходи, нужен будешь скоро. Бармен вышел. Подстава. Жнец был допущен до совета. К бабке не ходи. Череп все листал блокнот. Стасик технично слился, когда мы все ушли. Но он не мог не понимать, что мы вернемся. Значит, времени в обрез. Мы должны были обнаружить его побег в последний момент. Немезида, бери Йорика и галопом как можно дальше по дороге. Высматривайте Нолдов. Как увидите, хоть с пеком колитесь, но чтоб здесь через минуту уже были. Уверен, что они уже выступили. Если они одни, без муров, то все. Я даже знаю, как они пойдут. Расскажи, нам тоже интересно, — пыхнул трубкой Рекс. Не все же такие умные. Смотри. Стасика подсаживают в клетку. Вы понимаете, зачем? Погреть уши. Мало ли что интересного всплывет. Может, кто-то белую жемчужину закопал за сортиром, и тут мы. Что ему делать? Правильно, косить под жертву. Но гонор сильно не спрячешь, вот и прокололся. А то бы еще втерся в доверие, о планах узнал. Хорошо хоть так. Ты хочешь сказать, что он шпион по неволе? Да, но высокого ранга, так как он знал о комбинации давно. А это значит, что Нолды с Олигофреном давно задумали нас сковырнуть. Сколько времени с той заварухи в городе прошло? Еще до порталов. Ага, вот, многозначительно поднял палец вверх Череп. Нолды не знали про порталы и готовили операцию, отталкиваясь от других данных. Как и сказал Толстяк после 3-го ногтя, нас разбомбят и элиту нашу. Но
приключились порталы, и они, может, еще не знают о них. Но Стасик, таракан эдакий, уже бежит со всех ног к ним. И первое, если нолды едут одни, без муров, значит, он успел до них добежать. Второе, они пойдут через портал пристани, и нам придется кем-то пожертвовать. Они просто убьют часового. — Я могу пойти подежурить, — сказал Михалыч. — Ты псих, что ли? Да ты забыл, как я бегаю? Мигом в портал нырну, как они подплывут. Они после этого полезут в портал? Еще как! — Да, точно. Полезут, и еще как, — кивнул Череп. Побегут за ним, чтобы он не успел рассказать. И не догонят. Но операция уже начнется, так как нолды будут бомбить. Им деваться некуда, если не вылезут, их самих нолды на фарш пустят. В надежде, что Михалыч найдет Рекса, да пока расскажет, да пока мы поймем, и это все под бомбежкой. Еще учтите, что мы должны были вообще уйти из стаба. То есть еще раз. Ты думаешь, нолды уже пошли? Однозначно. Муры скоро приплывут? Уверен. Тогда, получается, нас должны сейчас выманить отсюда, с минуты на минуту. В дверь постучал дежурный. — Заходи, — крикнул Череп. — Там у ворот 2 человека, грязные. Просят впустить их, говорят, есть инфа срочная. — Череп, дай-ка я тебя расцелую. Рекс полез к нему обниматься. — Постреляем. — Маньяки, мать вашу! Куда я попала? Еле сдерживая смех, сказала Марго. Глава 10. Всевидящий череп. — Веди их сюда, дежурный. Глаза, может, им завязать? — спросил Квас. — А зачем? Живыми они из стаба не выйдут, — заверила его Марго. — Череп, ты думаешь, они что-то знают? Нифига они не знают. И вообще тупые, раз согласились в темную сыграть. У них одна роль — заставить нас поверить в сладкую сказку и ломануться, обгоняя собственную тень. Но нам это говорит о многом. А именно, то, что нолды пустили в действие старый план. А если они идут одни, о чем нам скоро расскажет Немезида, то, соответственно, их план корректировался на ходу. Муры полезут в подвал, нолды — бомбить, а мы — за сокровищами. В дверь опять постучали. В дом вошли 2 грязных оборванных человека, но прямо беженцы. Слезы сами навернулись на глаза. — Кто такие? Калики-перехожие? — не сдержалась Марго. — Нам надо говорить с главным, — игнорируя девушку, сказал старший и уставился на Рекса. Интересно, их даже проинструктировали, на чьем самолюбии можно сыграть. Но Рекс не такой идиот, как они о нем думают. — А кто здесь старший, по-вашему? — напрямик спросил Череп. — Он. Безошибочно показали на Рекса. Конченые дебилы. Молодцы, угадали, подыграл им Рекс. Говорите. Мы чудом сбежали от муров. Ух ты, везунчики, не сдержался жнец. Марго ущипнула его за бок. Да, повезло, что уж тут скажешь. Видимо, они разучили арию на 2 голоса. Второй был как бы более мудрый. Нас муры использовали как носильщиков. Мы издалека. Так вот, нолды и муры собрали большой караван, какой-то стаб разобрать, а на обратной дороге заглянуть к скреберу. Молодой перевел дух. — Даже так? — помотал головой Череп. — Да, — вступил мудрый. — Мы под охраной вытащили из стаба все ценное и загрузили в Уралы. Нолды быстро расправились с тем стабом. А сколько там людей было? Много, может, 1000. И что, всех под нож? Да, никого не оставили. Ужас, какая бойня была. Но они хоть защищались? Много муров убили? Порядочно. И нолдам тоже досталось. Потом мы поехали через 2 стаба к скреберу. И как? Убили они его. Только самих там половина осталась. Ужасная зверюга.
Вы там были? Череп был неподражаемо ласков. Нет, мы со всеми рабами ждали вдалеке. А как вам убежать-то удалось? На обратном пути караван нарвался на засаду стронгов. Где это было? Перед городскими кварталами в 20 километрах отсюда. Недалеко. И? Стронгов они, конечно, положили, но их самих осталось всего ничего. Поэтому и смогли сбежать. Сколько их осталось? Мы видели 2 шагающих танка. Один еле дышит. 2 БТРа нолдовских и с десяток солдат. Муров тоже с десяток. И дорога им только через площадь, где вы их положили. У них с собой 5 белых жемчужин, изрек в конце мудрый. Если поторопитесь, то успеете их накрыть. Утром в самый раз. Ночью они все равно через город не пойдут. — Все, хватит, — хлопнул себя по ноге череп. — Спасибо за время. — За какое? — За время атаки. — Не понял, — протянул мудрый. — Чего ты не понял, долбоеб? Это я не понял, кто таких идиотов готовил. Снимайте рубашки, живо, и поднимите руки. Муры сняли рубашки. Под мышками у обоих были одинаковые наколки, голова ворона. Череп глянул на Кваза и Жнеца, стоявших за спинами муров, и те ловко завели им руки за спины и перетянули стяжками. — Ты чё попутал? Правильных бродяг вязать! Еще пытались играть муры. — У вас наколки муров. Этого достаточно для ликвидации. Ледяным тоном изрек череп. Мы все знаем о вашей задумке с нолдами. Одно мне непонятно. На что вы надеялись? Как собирались выйти отсюда? Надеялись, что сразу не убьете. А потом прилетит волшебник? До утра дожить, да? Простап придумали или нет? Понятно. Подождите на улице. Под недоуменные взгляды всех, кроме черепа, Муров вытолкали наружу. — Марго, ты чего? А если сбегут? От кошки Баскервилля еще никто не уходил. Или ты сам их будешь расстреливать? Пусть порадует животное. На улице раздались истошные крики и громкий рык. Муры побежали по улице, в ужасе визжа. Через минуту все стихло. — А че так долго? — Специально, чтобы прониклись моментом. — Череп, откуда знал? — Ты один спокойно к этому отнесся. — Я ж ментат. Бармена позовите. Вскоре пришел архитектор. — Михалыч, мы сейчас к тебе на склад, а потом в подвал к порталам. — Як же так? Нолды совсем с резьбы сорвались, людей тысячами на органы пускают. Долго терпеть их будем. Нас мало для их базы, даже учитывая стаю. Надо заручиться помощью. В спокойном немного бойцов, больше крестьяне. — Я видел издалека их базу, — сказал Титан. — Не эту, конечно, но они однотипные. Есть просто небольшие, но попадаются и те, что с порталом в другой мир, откуда они и приходят. Те достаточно серьезные. В лоб не получится, ляжем все. И на таких базах до батальона охраны, и техника крутая. Я знаю, как надо сделать. Все с сомнением посмотрели на чужую. Но не сейчас. Нам в самом деле нужно подготовиться. — И как же ты справишься с ними? — ехидно поинтересовался Титан. — Просто. Подниму орду из пекла и пошлю к ним. А что после этого останется, завалим сами. Сказать, что все, кто был в штабе, удивились, ничего не сказать. Просто отвисли челюсти. Слушай, а ведь точно, может получиться. Против Орды никто не устоит. Ни одна база. Череп уже что-то прикидывал в блокноте. — Титан, как ты думаешь, она сможет? — Она сейчас почти все может, что касается элиты. — А меня как будто здесь нет. А чтобы ты могла абсолютно все... — Рекс! — Марго? Рекс, вставая, протянул ей шкатулку. Мы посовещались и пришли к выводу, что Рад-жемчужина твоя. — Так ведь Титан говорил... — Да, я говорил, когда был слабым и глупым. Ты не стала квазом, теперь я это понял. Это все твой дар такой многогранный. Ты трансформируешься в боевой режим,
как автокран расставляет дополнительные подпорки перед тем, как на стрелу подвесят груз. Это просто дальнейшее развитие твоего дара. Скажем так, осадный режим. А вот рад-жемчуг даст тебе качественный скачок. Рад в разы сильнее обычной жемчужины, как рад-спек сильнее простого. Съешь и ничего не бойся. Тем более перед боем. Страшно подумать, что ты с ними сделаешь. Марго оглянулась на притихших товарищей, а они тем временем налили себе живчика и, подняв стаканы и фляжки, выдали тост. «За королеву!» Марго улыбнулась и проглотила жемчуг. «Ну, Нептун, доиграешься». Марго чмокнула его в щеку. Череп с Михалычем и барменом копошились на складе. На стабе было уже немало складов. Отдельно с запчастями для машин, отдельно боеприпасы, отдельно стрелковое оружие, ангары для техники, 2 ремонтных цеха. Даже кузня своя. Был также склад для особо опасных ингредиентов, взрывчатки, отравляющих веществ. «Я помню, что клал его сюда». От Михалыча была видна только 5-я точка под стеллажами. «Какой он из себя?» — спросил Череп, подбрасывая в руке небольшой запаянный баллон из мутного стекла. «Бля, замри, Череп! Это ж Зарин, боевой газ! Сейчас долбанешь стекляшку, и все, хана!» «А почему он в стекле? Это не опасно разве?» Череп со всей осторожностью передал его Михалычу. «Был в другой упаковке. Это я уже достал его оттуда. Есть мысль? Бармен, говори». Мы, как знали, спроектировали галерею в подвале у порталов. От них до выходной двери идет герметичный туннель длиной 53 метра. В конце туннеля дверь герметичная. Я понял тебя. Не надо повторять 2 раза. Передразнил его Череп. Но и в начале есть дверь. Нет там ничего. Зал с 3 порталами и сразу туннель. А в конце — дверь. А вот и нет. Там не дверь, а толстенная плита, которая падает вниз, отрезая туннель от зала с порталами. Ах вы, вонючки, что задумали? Толково. Бармен, ты мозг. А что держит плиту? Небольшие подпорки с обеих сторон плиты. Они убираются маломощным взрывом. Даже если одна не сработает, плита все равно под собственным весом упадет и закроет всех, кто будет в туннеле. Что же получается? Они толпятся у портала, потом, вытряхнув штаны, начинают втягиваться в туннель, за последним падает плита и мы разбиваем колбу с Зарином. Финита ля комедия. А дверь твою они не вынесут? Миной или гранатами? Ха! Мы же крепость строили, а не дачный щитовой домик. Дверь, как и плита у нас, Череп, метровой толщины. Там фугас не возьмет. Да и нет у них его. А если б даже и был, там в тоннеле после такого никто не выживет. А дверь бы устояла, — улыбнулся бармен. Тогда поставим еще камеру в тоннель. Нет, 2. В разных концах. Громкоговоритель и микрофон, чтобы пообщаться с ними перед смертью. И еще свет. Должен быть очень яркий свет в тоннеле. Просто убийственно яркий. Череп, ты в гестапо работал? Нет, только в КГБ. Череп приблизил свое лицо к Михалычу, сверля того ледяным взглядом немигающих глаз. — Понял, чего ты сразу-то? Страшно же? Михалыч замахал на Черепа руками. — Смотри у меня. Череп сделал страшное лицо. За час совсем справились. После чего вся в грязи прибежала Немезида. Даже Йорик запыхался, косо поглядывая на девушку. — Сдец! — показал лапой на Немезиду. — Сам ты сдец, слабак. — Ты прав, Череп. Нолды, как на параде, идут к нам. Не спешат. Одни, без муров. 8 беспилотников с подвесками везут. 4 танка видели, шагающих. Джипы, командный модуль, медицинский. Человек 40 пешком, сколько внутри, неясно. Но не больше 20. Такс. Сколько сейчас времени? 5 вечера. 2 часа назад пришли беженцы. По их расчетам,
Через час-два мы должны выйти маршем к городу, до темноты найти конвой Нолдов и забрать жемчуг. Но мы их не найдем, потому что Нолдов там никогда и не было. Радиосвязь оттуда до стаба не добьет. Надо нам ретрансляторы уже ставить на нашей территории. Так вот, не добьет связь. Кстати, эти лохи надеялись, что до проверки мы их убивать не станем, а дальше уже и стаба не будет. — Понял тебя. Рекс задымил трубкой. — Много ты куришь, а элита не любит дым. Сбежится сюда и съест тебя всего, — философски изрек Титан. — Правда? — Ладно, делаем, как решил Череп. — А что он решил? — спросила Марго. — Сейчас все весело собираемся и идем ловить Нолдов в город. Я же тупой, ну, они так думают. Все прекрасно знают, что стаб твой, чужая. Так нет, эти лишенцы еще перед боем хотели посеять раздор в наших рядах. Ты их прокачал, Рекс, молодец. Ты думаешь, полковник ВДВ дурак? Нет, в десанте такие не живут. Делаем имитацию выхода из стаба. Уверен, у них уже здесь глаза, а может и уши. Так что за пределами штаба молчок. Пусть для всех это будет как будто на самом деле. Грузимся и отчаливаем. И сирену громче, громче! Аларм! В стабе все закипело. Боевая тревога подкинула всех и завертела. Команда, беготня, рев моторов, топот элиты. Через 20 минут строем вышли за ворота по направлению к городу. Только прощания славянки не было. Надо подумать о маршах. Это возбуждает, — решил Рекс. Отойдя на 3 километра, основные силы выгрузились из машин и пешочком вернулись на холм недалеко от чистилища, а с другой стороны — от Нолдов. Там давно были пристрелены позиции и вырыты траншеи. Колонна машин под присмотром Конга и Балу сделала короткий крюк, чтобы Нолды не смогли услышать моторы, и тоже присоединилась к основным силам. На холме развернули Д-30 и минометы. ПВО все осталось в лагере, как и танки. Но на этот раз у Марго был чиль. Андский кондор, скорее всего, сбежал из зоопарка и отожрался. Они и так в природе за 15 килограмм весят, а при хорошей кормежке до распорядки дня... В общем, он обратился во что-то тиранически монструозное. Летающий бык с метровыми когтями. На днях Эл испытывал беспилотник, но Марго забыла сообщить Кондору, что это своя штуковина. Когда он заметил машину, та была на высоте километра. Стрелой взмыл ввысь, как говорят в романах, наш железный попугай. От машинки не нашли ничего. Ни колесика, ни винтика. Зато счастью Чиля не было конца. Как же завалил элиту! Теперь пусть Нолды пускают свои бомбардировщики. Защиты от воздушных целей у них нет. Стасик наверняка рассказал, что у стаба нет авиации. Что касается Стасика, долго думали, как его отделить от общей массы в подвале, да так ничего и не придумали. Решили просто послать его персонально перед тем, как расколют капсулу с Зарином. Череп с барменом и Эллом остались в штабе, смотрели за камерами и записывали. Их охранял Йорик. Сначала вообще хотели Йорика в туннель запустить, но решили не делать этого. Не потому что людей жалко, просто у Йорика начало появляться брюшко и некрасиво топорщилась тельняшка, что недопустимо для бойца. Слишком много ел он в последнее время. Михалыч имитировал спящего часового на пристани, но был на низком старте. Пост на Спокойном укрепили. Теперь там сидело с десяток бойцов, портал заминировали. Если бы из него вышел кто-то, сразу бы попал под пулеметы и гранаты, даже не успев порадоваться солнышку. Знаком к разминированию должна была стать брошенная в портал зеленая дымовая шашка, что было равносильно команде «Отбой». Впрочем, с постами существовала проводная связь, и Череп мог отдать команду голосом. Радио на время операции включили только на прием. Возможности Нолдов были примерно ясны, связь они все равно прослушивали и могли в любой момент заглушить примитивную радиостанцию чистилища. Марго
оставила на позициях Акелу и Гарем, а сама с остальной стаей и Немезидой обошла позиции нолдов по широкой дуге и часам к 2 ночи оказалась у них за спиной. Каа остался охранять периметр чистилища. Он не очень любил дальние вылазки, ему было комфортно во рву. Если понадобится, то он мог доползти до нолдов минут за 10. Нолды прибыли на место. Разбили лагерь, забегали вокруг беспилотников, навешивая на них бомбы и подкатывая к стартовому столу. Багира в мимикрии наблюдала за ними. Ее глазами смотрела Марго. После приема Рад-жемчужины прошло несколько часов, и дар чужой дал о себе знать новыми преимуществами. Теперь в боевой трансформации она управляла стаей как своими руками, не ощущая усталости. Ментальное поле было стабильным и устойчиво держало связь. Ночь заканчивалась, вдалеке забрезжил рассвет. Все игроки были на месте. Чиль парил на высоте 2 километров над позициями нолдов. Настало время, и в предрассветном мраке нолды запустили беспилотники. Не сказать, чтобы бесшумно. Стартовых стволов было 2, и в небо поднялись не все сразу. Управляемая операторами из командного модуля, эскадрилья покружила над лагерем и стала медленно разворачиваться в сторону чистилища, до которого было около 10 километров. Набрав высоту, 8 хищных машин маскировочного окраса встали на курс. Каждый нес 4 авиабомбы. От чистилища, по задумке нолдов, не должно было остаться ничего. А потом вылезут муры и зачистят стаб. Когда глупые стронги услышат разрывы в районе стаба и понесутся назад, то упрутся в собственные стены, и перезарядившиеся к тому времени беспилотники размажут их окончательно. Замечательно коварный план, рассчитанный на 5-классников. Все же общение с мурами сыграло с нолдами злую шутку. Оказалось, что не все так тупы, как эти заросшие бомжи. Далеко эскадрилья не ушла. С высоты на них камнем упал Чиль. Первые 2 закувыркались и полетели вниз, без крыльев. Нырок, разворот, новый заход. Чиль, тормозя крыльями и выставив вперед ноги, схватил ими еще парочку за хвостовое оперение и стукнул ими друг об друга. Машинки разлетелись, бомбы упали и сдетонировали. В лесу появилась новая просека. Почти рядом с лагерем нолдов из-за дерева ударила в небо красная ракета. Немезида сразу же ушла в невидимость и поменяла позицию. С холма дружным залпом по красной ракете ударили 3 Д-30. И еще 7 залпов, после чего последовала зеленая ракета, и в бой пошла стая. Чиль тем временем заканчивал с последними 2. Забавлялся тем, что хватал беспилотник сверху, лапами, и заставлял лететь его назад. Операторы к тому времени уже ничего не соображали от артобстрела. К тому же к ним в окно постучался Конг. Самолетики теперь летели куда угодно, но только не на чистилище. Стая подошла к лагерю нолдов. Несколько залпов гаубиц пришлись точно по центру, уничтожив стартовые стволы, 2 танка и несколько джипов. Багира прыгнула в центр лагеря, издав леденящий душу рев, что послужило окончательной зачисткой. Выдав лапой по скафандру первому встречному нолду и оторвав тому голову, резко ушла в сторону, запрыгнув на командный модуль. Несколько очередей снесли ее с модуля, не причинив при этом ущерба, благодаря зеркальной броне. Тут уже подоспели очередные участники веселья. По группе, которая вела огонь по Багире, пробежался Балу, прихватив попутно 2 пастью. Хрустнули нолдовские скафандры, обнажив вкусно кровоточащую плоть. Предсмертный крик захлебнулся. Медведь, подкрепившись, побежал дальше, все быстрее разгоняясь, и сбил шагающий танк, не дав ему подняться. Тирекс вылетел на освещенную поляну и по инерции пробежал по командному модулю, который не был рассчитан на подобное обращение. Лопнув пополам, модуль загорелся. Едкий дым выгнал на улицу 5 человек, еле успевших
приладить респираторы на лица. Но все их старания пропали в туне, потому как прямо на них приземлился Конг. Двоих расплющило сразу, еще двоих, зажав обеими лапами, он столкнул лбами. Пятый заметался в отцветах пожара, как курица без головы, и, наконец, попал в лапы вернувшейся Багиры. Несколько нолдов успели укрыться в медицинском модуле, с ужасом прильнув к кварцевому стеклу иллюминатора. Последнее, что они увидели, это крадущегося Тирекса с сардонической улыбкой. Вагончик был вскрыт сверху метровыми когтями, как батончик Сникерса. Люди в белых халатах пополнили меню ящера. Когда Марго с Немезидой вышли на поляну, живых нолдов осталось несколько человек. Они сидели, дрожа от страха под присмотром Багиры. Почти на всех были респираторы. «У меня к вам один вопрос. Кто ответит, останется в живых. И с маской. Мало того, его доставят до безопасного места, если, конечно, такие есть в Улье. Для вас. Меня интересует база. Ваша база, на территории которой расположен портал, откуда вы, козлы опущенные, сюда появляетесь. Минута пошла. Начнем с тебя, доктор». Чужая показала на Нолда в белом халате на голое тело. Вероятно, спал в модуле, но в маске. «Минута». Немезида демонстративно посмотрела на часы. «Я ничего не знаю. Я врач», — глухо послышалось от него. «Тогда ты нам не нужен. Немезида, делай». Сенс подошла сзади к мужику в халате и хладнокровно перерезала ему горло. «Кто еще не знает?» Все молчали, переглядываясь между собой. «Ладно, ускорим. Багира!» Повинуясь ментальному приказу, Элита прыгнула к самому здоровому и перекусила того пополам. Облизываясь, села на задние лапы и стала вылизываться. «Еще слабоумные есть?» «А как вы думаете, если мы расскажем, где база, как нас там потом встретят?» «То есть вы знаете и можете показать, но стесняетесь своих товарищей, да?» «Можно и так сказать». «Немезида, этого связать. И на базу к черепу. Остальных в расход». Нолды даже не успели рта раскрыть, как их смололи в труху. «Череп, смотри!» Бармен показал на крайний слева монитор. Портал с пристани засветился голубым, как при активации, и оттуда промелькнула невероятно быстрая тень. Через несколько секунд Михалыч уже вбегал в бронированный бункер штаба. «Дверь в туннель за собой закрыл?» «Нет, а надо было». «Да ты что, мать твою!» «Череп, успокойся, шуток не понимаешь?» «Шутник. Скажешь Рексу, что наряд на кухню получил». «Я воль, мой фюрер». «Идут, что ли? У тебя задница дымилась, когда ты бежал». Лодки стали причаливать. Пришли на веслах, обмотанных тряпками, чтобы не шуметь. Сразу в рассыпную по берегу. Ну и я ждать не стал. «Много?» «Сейчас увидим. Свет включи в портальный». С пульта зажгли свет. 3 портала стояли без активации. Видимо, снаружи думают, как быть. «Бомбежка что-то задерживается», — прислушался к внешним звукам Михалыч. «А не будет ничего. Рекс позвонил уже. Чиль все самолетики сожрал, а внизу его дружки поработали. Да и маньяк Рекс им устроил из гаубиц. А муры могли узнать? А как? На пристани с 3 сторон черные кластеры, там радиоволны не проходят. А так далеко до нас не увидят. Получается, что они сейчас полезут. Не хочется, конечно, а воевать надо. А то нолды отшлепают. Вот-вот, смотри, полезли. Михалыч тыкал жирным пальцем в монитор. Портал пристани окутался голубоватым туманом, и оттуда показалась нога в ботинке. Из тумана полезли муры. Попав в портальную, с интересом оглядывались по сторонам. Последним появился Стасик. «Ну, гондон! Смотри, череп! Он и палет на себя напялил, как тот жирный у спокойного. Команданте!» Череп улыбался во всю ширь рта. «Иди сюда, чучело! Человек 40 их! Когда же кончится-то? Все лезут и лезут. Медом им здесь, что ли, намазано?» При появлении Стасика муры подтянулись, проверили оружие.
Первым за угол к туннелю медленно пошел бывший пленный, а ныне командир Муров с одним эполетом на правом плече. За ним потянулась цепочка разномастно вооруженных мужиков. Пулеметов мало взяли, гранатометов вообще нет. Они что о себе думают? Они думают, Михалыч, что нас уже наверху никого в живых нет. Осталось только добить после бомбежки. Наивные какие. Стасик остановился на середине туннеля и энергично замахал рукой. — Что вы там дрочите? — послышалось из динамика. Череп заржал. — Идите сюда! Стойте плотнее, как открою дверь, резко все наверх. Наконец, все муры оказались в проходе. Череп кивнул Михалычу, и тот нажал первую кнопку. Многотонная плита с резким хлопком взрыва, нескольких грамм пластида, упала вниз. — Что за шутки? — крикнул Стасик в конец очереди из муров. — Она сама упала и не поднимается! — раздался жалобный голос. — Что, попался, говнюк? Череп ликовал. Его голос заполнил туннель. Михалыч нажал вторую кнопку, и подземелье залил ярчайший свет. — Кто здесь? — Череп. — Спешу вам сообщить, Нолдов больше нет. Их съела элита. У нас потерь нет. Хотя нет, Рекс с утра порезался, когда брился. — Лучше бы он себе, теперь по вам, — продолжил Череп. — Вы уже трупы. Но есть нюанс. Посмотрите на Стасика, на того с погоном. Этот нехороший человек вас всех сюда завел сегодня. Благодаря ему вы уже никогда не сможете вырезать у беспомощного человека сердце. Ни попить кровушки, ни изнасиловать женщину. У вас есть 1 минута, после чего мы пустим боевой газ. Разорвите его. Нолда доставили к Черепу. Насилие к нему не применяли. Увидев возможности стаи в действии, он глубоко проникся и призадумался. Его снабдили видеозаписью последних минут жизни муров и еще парочкой. Доставили почти к самой базе, живым и невредимым. База, про которую он рассказал, была приличных размеров, но все же без портала. Расположение главной он не знал. Сказали ему, что говорить своим начальникам, мол, стронги и до того знали месторасположение базы, еще от пленных, захваченных в городе. На самом деле, те трое рассказали про другую базу, маленькую и никому не нужную. Но все зависит от того, с какой стороны смотреть. Запись была грамотно смонтирована, и казалось, что пленные после ужасных пыток Йорика наконец-то раскололись. А его отпустили живым, чтобы он передал записи и требование отныне не показываться в определенном секторе пекла. Если им кажется, что они потеряли мало людей, то пусть, конечно, приезжают, стая любит пожрать. Это видео долго ходило по стабам. Фильм занял все призовые места на кинофестивале в Вавилоне. Его крутили целых 6 месяцев в разных ток-шоу. Чистилище теперь гремело во всех 50 стабах пекла, столицей которых был Вавилон. Такой пиар-ход принадлежал исключительно Марго, включая режиссуру гибели муров. Череп работал по ее заказу. Годы, проведенные в МГУ, не пропали даром. Им посыпались предложения. Первое приплыло из соседнего стаба под названием «Озерный», до которого они все никак не успевали доплыть. Люди оказались приятные, у них всплыла одна большая проблема. Именно всплыла и очень большая, величиной с 9-этажный дом. В их чудесном озере завелась Годзилла. Топит суда, жрет отдыхающих и вообще ведет себя крайне развязно. Решено было через какое-то время наведаться к ним. Был еще прощальный подарок Стасика. Он приехал покорять чистилище на той же лодке, которую спер на Медне, а его друзья добирались до пристани на большом баркасе и десятке плавсредств поменьше. Вот на них и собрались посетить Озерный.
Глава 11. Годзилла и друзья. «Чужая, к нам опять люди. Хотят собачку говорящую посмотреть». «Титан, ты меня достал уже. Элита — это не цирковые животные. Скормим одного любознательного, сразу интерес пропадет». «А может и правда цирк элиты открыть?» «Можно, только одно условие. Кормить зрителями будем». «Я серьезно. Гости из соседнего стаба, Озерный называется. Кажется, от них кто-то уже появлялся. По всем делам насущным к Рексу, ты же знаешь. А эти к тебе. Будь с ними в штабе, я скоро». Так хотелось сегодня просто отдохнуть. Кошмар на улице Вязов из «Спокойного» принесли. 3-ю часть. Йорик очень любит этот фильм. Так прикольно за ним наблюдать, когда он старается копировать Фредди. Умыться, одеться и почистить зубы. А может, просто в боевой трансформации к ним зайти? Нет, родят еще кого с перепуга. Через полчаса Марго входила в штаб. За столом, помимо своих, сидели еще 2 человека. Мужчина с благородной осанкой, тонкими чертами лица. Гладко выбрит. Он приехал в чистилище в костюме. Невероятно, здесь, в Улье, костюм. Да еще и 3 с золотой цепочкой от часов, которые, вероятно, обосновались в жилете. Женщина, напротив, полностью экипирована для Улья. Оружие она оставила на входе. Телохранитель, кто же еще? «Добрый день, меня зовут Марго. Чем могу помочь?» «Клетчатый, глава Озерного. Стаб недалеко от вас», — представился аристократ, вставая. «Моя спутница Ирен. Мы путешествуем налегке». «И как вам удалось налегке к нам добраться?» «У нас судно на воздушной подушке. До вас по реке 20 километров. Про порталы здесь все местные знают, что они вели к Мурам. Пардон, это было раньше. До них на этом месте жили наши друзья, но, к сожалению, их убили. Немногие успели спастись. А теперь и Муры в прошлом. Я очень надеюсь подружиться с вами. Тем более, что ваши принципы полностью совпадают с нашими. Вместе нам будет легче. Разумеется, мы и сами к вам собирались, но как только начинаем готовиться к поездке, так вечно кто-то приходит и мешает». Рекс с Черепом заржали, отчего командир подавился дымом своей трубки. Черепу пришлось долго бить его по спине. «Мне тоже понравилось то видео в туннеле. Вот сейчас шли там и немного не по себе. Ну, знаете, древние подземелья, призраки и все такое». «Рекс, а это мысль? Может, нам замок отгрохать с подземельем?» «У нас проблема одна зубастая завелась. Сами с ней не справимся. Вы видели фильм «Годзилла»? Вот один в один. Где эта элита смогла так отожраться, не представляю. Топит наши суда. Практически остановилось регулярное сообщение с берегом. Мы в осаде. На сушу она не любит вылезать, а в воде для нас неуязвима. Ваше предложение?» «Рад жемчуга у меня нет», — улыбнулся Клетчатый. «Вы и про это знаете? Слухи. Но мы можем вам гарантировать поставки 2 раза в неделю самых свежих овощей и фруктов. У нас есть рыба, причем интересная особенность Озерного состоит в том, что рыба, как речная, так и морская, живет в одном пресноводном озере. Есть мнение, что где-то грузится морской кластер, и глубоко под землей есть проходы в наше озеро. Так и смешивается. Лосось, стерлядь, осетр, раки, креветки, омары, мидии — все свежее, на льду. Также птица, говядина, свинина, баранина. Все, хватит. Рекс резко вскочил с места, роняя слюни и хватаясь за пистолет. «Где это Годзилла?» «Вы уж его простите», — искренне веселилась Марго. «Человек на полуфабрикатах из Ашана живет. Тронулся, похоже». «Ага, вот и чудненько. Один вопрос». Череп поднял руку. «Почему Клетчатый?» «А, это один шутник крестил. В начале славных дел мы нарвались на Муров. Была заваруха, перешедшая в рукопашную. Я убил Мура. Когда он меня спросил, почему я душил его своими шнурками, а не выстрелил в него, я ответил, что не выношу вида крови. Вы, вероятно, помните тот фильм, где небезызвестный председатель тоже не переносил ее?» «Понятно.
А теперь давайте конкретно под пунктом о Годзилле. Что знаете? Суперэлита. Ростом метров 20. Плавает, ходить не любит, но может передвигаться по берегу со скоростью бегущего человека. Маленькие передние лапы с ластами, большие задние тоже с ластами и громадный хвост. Чешуя непробиваемая для зушек на наших кораблях. Что-то более серьезное не удавалось задействовать, так как ныряет, и все, не достать. Пасть. Да, пасть огромная. Больше, чем у вашего Тирекса. В чем-то они даже схожи, но наша элита раза в 3 больше. Мамаша Тирекса, значит, только водоплавающая. — А фрукты у вас какие? — не унимался Рекс. — Киви есть? — Киви есть у нас, Ирен? — повернулся клетчатый к молчавшей до сего момента девушке. — Навалом, даже бананы и ананасы. У нас, как сказал один умный человек, температурная линза и много воды, что создает субтропический климат. Превосходные пляжи. Могу вам показать интересные местечки, — хлопнула ресницами телохранительница Клетчатого. Хорошо, что Диана была на стрельбище, а то любительница загара сейчас бы уже зажмурилась. — Очень интересное предложение, очень, — выдохнул дым командир. — В воде ящерицу не взять. — Михалыч, а ты что скажешь? Череп посмотрел на Стронга, листающего журнал «За рулем», который привез с собой Клетчатый. — Бомбы. Нас спасут только глубинные бомбы. Какова глубина озера? Там, где он любит скрываться, доходит до километра, судя по эхолоту. Серьезный водоемчик. Можно выманить его на мелководье и забросать бомбами, чтобы уж наверняка. Остается другой вопрос. Как к вам это все доставить? Сухопутным путем, как же еще? Мы не знаем пути. А мы покажем. Далеко? 43 километра. 15 из них по хорошей грунтовке. 2 часа, если не спешить. Так близко. Дайте нам 2 дня на подготовку. Часть людей пойдет вниз на лодках. Хотим дорогу посмотреть. А часть с техникой по суху. Проводник есть? Ирен с вами останется. А как же вы? У меня катер классный стоит, у вас на пристани. Даже Годзилла за ним не угонится. А около острова все заминировано, она туда уже не сунется. Да, куда нам ее выманивать? Ирен покажет. Там от дороги недалеко, техника до воды может дойти. Но берег выше уровня озера метров на 40. Удобнее наверху поставить. И как вылезет! Что же сами-то? Есть причины. Во-первых, у нас хорошее ПВО, но танков нет совсем. Пушек тоже нет, они нам ни к чему. От берега до острова порядка 15 километров в самом узком месте. Если кто и подтащит артиллерию, то наши мобильные группы их достанут. Больше того, у нас есть малый ракетный катер «Овод», но снарядов нет. Ракеты еще есть, а для пушки пусто. Ракетами по ней работать нереально. Снаряды 57 или 76, 57. Мы в скором времени в военторг собираемся. Если от вас будут люди и машины, то можем проводить. Но это после. 2 дня прошли в подготовке. Михалыч с Клювом мастерили бомбы. Так как на глубине в километр искать Годзиллу было бесполезно, решили не связываться с глубинами, делали обычные. В 200-литровые пластиковые бочки пихали тротил с поражающими элементами и герметично прятали детонатор и таймер. Сбоку бочки было только колечко с минутами и большая кнопка посередине. Повернул колечко на 1 минуту, нажал кнопку и скинул на горб Годзилле бочку, или на 5. Бочки были с нулевой плавучестью, заряд уходил вниз и назад. Задеть сбросивший корабль, уходящий в противоположном направлении, взрыв не мог. Материалов хватило на 12 бочек. Решили взять Тунгуску, прямой наводкой отработать по ящеру. Также танки и Д-30. Должно было хватить, не скребер же это. И стая, разумеется. Решили, что хватит. Череп, Жнец, Немезида и 3 группы отправились по реке с небольшим запасом вооружения в исследовательских целях. Составить карту, осмотреть берега. С ними отправили Йорика. Он один из элиты как-то переносил воду, остальные отправились колонной.
К вечеру достигли берега и разбили лагерь, как всегда не встретив на своем пути зараженных. Стая всех распугала. Багира успела поймать 2 руберов, принеся их в пасти остальным, но для стаи это было как для слона колосок. Пир предстоял впереди. Осталось поймать основное блюдо. Группа, двигающаяся по реке, не была так удачлива. В устье реки на входе в озеро их встретил лоцманский катер. Вдалеке виднелась суша, но напрямик идти к ней не решились. На глубокой воде их могли поджидать неприятности. Решили идти вдоль берега, а потом на скорости в узкой части достичь острова. По мелководью прошли быстро. Предстоял бросок к острову, до которого в этом месте было 15 километров. Поначалу все шло хорошо. Так как не все лодки имели моторы, то к баркасу привязали еще 3. В одной из них сидели 3 человека, а в 2 других сложили кое-какое оружие. Жнец сидел на корме баркаса, наслаждаясь закатом над озером, как вдруг вода сзади вспучилась 10-метровым грибом. По толще воды просматривалось что-то зеленое. Стекающая водопадом вода обнажила мерзкую рожу рептилии. Это было нечто. 7 метров в ширину, пасть мегалодона с зубами сантиметров по 50. Привет из Миоцена. 2 холодных вертикальных зрачка внимательно посмотрели на жнеца. Пасть открылась во всю ширь и проглотила все 3 лодки разом. С шумным всплеском пасть захлопнулась. Рептилия посмотрела на жнеца, который уже приготовился стрелять из печенега, как бы говоря ему: «Ты следующий». Жнец выпустил по морде длинную очередь, но, конечно же, безрезультатно. На берег он сошел абсолютно седым. «Славно прокатились», — мрачно пошутил череп. «Чем эту каракатицу убивать?» «Слабо представляю. Бочки Михалыча ей на 1 чих. Эту рожу надо раздразнить бомбами и вытягивать на берег, да не дать ей назад уйти. Пусть только зайдет на мины. Технология известная. Издалека она не опасна, а пасть мы ей заткнем. Остается вопрос, кто ее дразнить будет? Жнец, ты как насчет того, чтобы покататься на закате? Идите в жопу. Жалко ребят. Мы все здесь по лезвию ходим. Что уж теперь. А чего мы вообще на остров поперлись? Почему не сразу к Марго с Рексом? Нам надо продовольствие взять, мины, что-то еще, и потом на берег. Доплывем? Будем надеяться. До берега добрались без приключений, лишь слегка на нервах. На берегу их встречал Рекс. Увидев жнеца, только присвистнул. — Вижу, тебе понравилась ящерица. И тебе тоже понравится, когда увидишь. Будем минировать берег. Коса 300 метров. Чем ее заманить? Предлагаю следующее. Мы с Клювом быстро переделаем бомбы, закопаем их в песок и еще противотанковых добавим. — Ну как, ребята, не обделались? К компании подбежала Марго. — Ой, жнец! А ты знаешь, тебе идет. Рекс, может, перекрестить его в блондина? А потом в лысого. Нет уж, пусть так ходит. Через несколько дней Ули перекрасит его назад. Рекс, ты камеру брал? Я не заметила. У нас 5 камер, с разных точек снимать будем. С воды и берега 2 камеры. Одну на Чиле, одна с катера. Жаль, для подводной съемки нет. А еще одна есть? Маленькая, на шапочку, например. Есть. А вот и клетчатый. К берегу причалил катер на воздушной подушке. Спустя мгновение глава стаба бодро спрыгнул на берег и подошел к группе бойцов. — Клетчатый, сколько твой катер выжимает? — Если ты про Годзиллу, то не догонит. Пробовали уже. — Ну вот и все. Конец ей. Короче, Клюв, делаешь мне вот такую доску. Она ногой начертила на песке. Клюв сразу понял, чего от него хочет королева. — Клетчатый, череп, вы в катер. Я на доске сзади. Трос покрепче и камеру на каску, чтобы не слетела. Ты ничего не попутала, чужая? Ты в качестве приманки? Если разобраться, то да, я самый оптимальный кандидат. Во-первых, я занималась водными лыжами в той жизни. Во-вторых, я попробую ее ментально растормошить.
О том, чтобы приручить эту скотину, речь не идет, не получится. Да и где нам ее держать? Ну и в-третьих, я самая фотогеничная из вас, ребятки. А это кино. Ты знаешь, сколько Вавилон отвалил Замуров в подземелье? 50 красненьких. Они, конечно, сделали на нем больше. Каждое ток-шоу платило им столько, чтобы только мельком показать, как Стасика в туннеле трахнули. А здесь Годзилла, живая, огромная, страшная, гонится за бедной хрупкой девушкой. А потом, в конце, ящера разрывает стая суперэлиты. Они меня упрашивали снимать наш зоопарк как можно больше. А когда узнали, что у нас есть запись, и увидели с телефона отрывок убийства Скребера, с ними приключился массовый оргазм. Череп пока торгуется с ними. А почему, я не знаю. Рекс сделал вид, что обиделся. А ты чаще со стрельбища вылезай. Марго, все будет готово к утру. Мины, бочки, доска. Техника позиции заняла. Череп тебе зачем на катере? Он свой дар потренирует, попробует ее парализовать. Разозлит, короче, ящерицу. Утром прикрепили к Чилю хорошую камеру, и по радиоканалу Эл покрутил объектив, настраиваясь. С километра картинка выходила очень сочная. Клев за ночь с бойцами заминировал весь пляж. На катер погрузили петарды на плавучем основании, чтобы скидывать по мере продвижения, и они будут взрываться в нескольких метрах за Марго, чтобы еще больше разозлить Годзиллу. И вот все готово. Череп с камерами на катере, клетчатый за рулем. На песчаной косе тоже все ждут клиента. Для камер выложили рельсы. Свет, все по-взрослому. Чиль уже выследил Годзиллу, и катер выдвинулся в заданный район. Марго где-то успела найти купальник, наверное, из Озерного привезли. Клетчатый набирал скорость. Марго вспоминала тренировки на реке в Подмосковье, поднимая то руку, то ногу, показывая класс. Камера Чиля транслировала отличную картинку. Эл контролировал все каналы. «Чужая, вы приближаетесь к ней. 500 метров», — сказал по рации Эл. «200. Вы над ней. Поворот. Она начинает движение. Боже! Не может быть! Такого не бывает! Плывет за вами, и она длиннее К. Марго, переходи в боевую форму сейчас же. Ее ресурс неизвестен. Вероятно, она сможет ускориться и догнать вас». Девушке не очень удобно было смотреть на такой скорости назад, но все, что там творилось, отражалось на лице черепа. Ему было страшно. У него волосы на спине стояли дыбом. За один такой кадр в Вавилоне телеканалы должны рвать друг друга в клочья. Череп застыл, видимо, пробуя дар. Сзади раздался рев, и Марго чуть не обогнала катер от дунувшего в спину ветра. Девушка стала обращаться в боевую трансформацию. И сине-черные крылья сложились вместе, исключая фронтальную парусность. Сама Марго присела, держась одной рукой за трос, и медленно повернулась. Теперь она поняла, почему посидел жнец. Позади нее, метрах в 150, выросла волна, очень похожая на цунами. Волна двигалась за ней, не отставая. Рассекая ее надвое, из воды показалось нечто. Голова с трехэтажный дом, на которую без труда мог сесть вертолет. Вся морда была грязно-зеленого цвета, с клочьями тины, развивающимися как флаги. Огромные черные бородавки сочились гноем. Шкура была настолько толстой, что в ее трещинах могла без труда спрятаться маленькая девочка. Пасть была открыта в надежде проглотить возмутительницу спокойствия вместе с катером. Брызгая слюной, чудовище бешено работало ластами, сравнимыми с ковшом шагающего экскаватора. Скорость его заметно возросла, а вот катер, как ни старался, больше разогнаться не мог. Расстояние до Марго сокращалось, осталось уже метров 100. Внутри у нее все похолодело и сжалось. «Клетчатый, быстрее, мать твою! До Марго 120 метров! Годзилла разгоняется!» «Все, предел! Будем маневрировать! Закладываю поворот! Марго, ты готова?» «Давай!»
Катер резко вильнул в сторону и пошел зигзагом. Годзилла не смогла вовремя повернуть и пролетела мимо. Раздался мощный рев обиженной ящерицы. Резкий поворот, чудовище подняло волну метров на 15 и снова стало догонять. «Череп, петарды давай!» Пошли петарды друг за другом, 100 штук. На воде поднялся салют всевозможных расцветок и конфигураций. Оглушительные взрывы заглушили рыки ящерицы. Несколько петард залетели в ее пасть и там разорвались. Ближе к затылку открылись отверстия в шкуре, откуда вылетели разноцветные искры. Годзилла сошла с ума. Она теперь уже даже не плыла, а бежала по воде. Из-под хвоста валил густой черный дым. Видимо, не все петарды были с фейерверками, и она проглотила дымовую шашку. Снова поворот, снова Годзилла мимо. На такой скорости она просто покатилась по воде. Опять набор скорости и снова догоняет. До берега оставалось метров 300. Клетчатый перестал петлять и набрал бешеную скорость, стараясь выскочить далеко на землю. Перед самым берегом в воде натянули толстенные металлические тросы, чтобы Годзилла запуталась и притормозила. Катер на воздушной подушке взлетел на помост, приготовленный для него, подпрыгнул метров на 10 и улетел вперед, почти перескочив весь пляж. Камера на подвижной платформе повела катер вдоль до того момента, как он уткнулся в накрытые брезентом пустые картонные коробки. Марго эффектно сделала кульбит, провожая катер, и благодаря своим крыльям аккуратно приземлилась на песок, призывно маша руками Годзилле, которая уже была почти у берега. Ящерица тяжело бежала по мелководью. Клетчатый обманул. Она была ростом не с 9-этажный дом, а как минимум 12. Ступая по песку, она каждый раз проваливалась по колено и, наконец, запуталась в тросах, натянутых перед самой кромкой берега. Чужая решила подкинуть дровишек. По ее телу прошла волна оранжевого огня, и с руки девушки сорвалась приличная молния, влетев точно Годзилле в нос, хорошо его поджарив. Рев, который выдала ящерица, был сравним с обвалом, а топот — с землетрясением. Она замахала ластами, пытаясь сбить огонь, и в этот момент заговорила артиллерия. Точно в грудь чудовища из позапрошлой эры вошел 122-миллиметровый снаряд из Т-30, затем еще 2. Сложно было промахнуться с 200 метров. Следом ее приветствовали танки, а Тунгуска причесала тину на морде. Годзилла встала на 4 лапы и прыгнула на Марго. До девушки было порядка 100 метров, и половину из них ящерица сделала за раз. Королева засветилась оранжевым огнем и, достав нолдовский клинок, спрятанный здесь же на песке, поднялась на метр от земли. Крылья трепетали, поддерживая Марго. С руки сорвалась молния, выбив Годзилле сразу треть зубов. Сплюнув их, ящерица медленно зашла на минное поле. До Марго оставалось метров 70. «Жопа!» — стальным голосом Рекса заговорила все вокруг. Чужая, совершив еще один кульбит через голову, достойной Олимпиады, оказалась в точно вырытом для нее окопе. Загрохотало. Земля зашаталась, норовя выбросить Марго под шрапнель. Раздался истошный визг, переходящий в ультразвук. Взрывы стихли. Девушка осторожно выглянула из окопа. Годзилла была на ногах, но без передней лапы, с огромной раной в животе и на спине. Пасть щелкала, не зная, кого благодарить за такое. И тут послышались хлопки гигантских крыльев. С неба спустился Чиль, четко приземлившись на посадочной площадке Годзиллы, и точным ударом выбил ей глаз. «Здрасте!» С обрыва вынеслась стая. Йорик моментально оказался на голове вместе с Чилем. Пока Кондор занимался другим глазом, Йорик воткнул Годзилле в спину все свои 10 кинжалов и съехал вниз, нарезая ей бахрому сзади. Научиться такому трюку Йорик мог только у Фредди Крюгера. Багира, совершив гигантский прыжок,
вцепилась в горло ящерицы. Та попыталась оторвать ее от себя. Конг в прыжке провел несколько ударов по корпусу, совершенно безболезненных для чудовища, и принялся ломать ей колено. Во вторую ногу с разгона врезался Балу и начал ее грызть вместе с Акелой и волчицами. Один Тирекс пока не нападал, а стоял и смотрел на свою дальнюю родственницу, пока не получил хвостом по морде. После такого приема он уже не миндальничал с ящерицей, а разодрал ей живот. Наконец Годзилла, совершенно ослепшая, зашаталась и упала под напором повисшей на ней элиты. Стая с диким ревом кинулась добивать, вырывая из нее куски плоти. Хвост, как самую вкусную часть, уже откусили. Теперь дело было за задней лапой. Чудовище дернулось и испустило дух. Отныне Озерный был освобожден, и Рекс будет получать киви 2 раза в неделю. Марго выбралась из окопа и остановила стаю. Обиженные морды повернулись к ней. Она дала им понять, что надо сделать перерыв на 10 минут, а потом они продолжат. Стая обрадовалась и кучкой собралась за поверженным чудовищем. Немезида уже орудовала катаной чужой в поисках спорового мешка. Все собирались к туше на коллективное фото вместе с элитой. Когда все было сделано, Марго вновь пустила стаю. Над Озерным прогремел салют. «Ха! Это нечто! Просто потрясающе!» Клетчатого трясло от избытка адреналина. «Как съемка?» — поинтересовалась чужая Уэлла. «Высший класс, королева! Просто экстра!» Были моменты, что я сомневался в исходе дела. Зря. После того, как она тогда в клетке приручила Йорика, я понял, что у этой девочки все получится. «Титанчик, не знаю, как бы оно сложилось, если бы не ты», и чмокнула его в лысину. «Виват, королева!» — это уже кричал череп. «Качать!» И все, кто был на пляже, стали подбрасывать Марго. «Здец! Здец!» Вокруг людей бегал Йорик, размахивая кинжалами. Чужую, наконец, опустили на землю. Немезида принесла полиэтиленовый пакет, в котором было 7 красных и 9 черных жемчужин. Неплохо для элиты, даже такого роста. «Марго, а ты попробовала ее приручить?» Поначалу думала, а потом, как увидела лицо черепа и сама обернулась назад, поняла, что все бесполезно. «Страшно было?» «Скажешь тоже. Меня до сих пор трясет, все как в тумане». «Марго, я приглашаю вас всех на праздник в честь избавления от чудовища. Элиту ведь можно оставить на берегу стеречь лагерь?» «Конечно. Они еще 3 дня будут жрать. Йорик!» Вампир в секунду телепортнулся к чужой. «Ты за старшего. Лагерь охранять. Мы на остров. Жди». «Мыргал! Здец!» Йорик отдал честь. «Он понимает?» «Да. Они сейчас все на уровне детей, но приказы четко выполняют и между собой на своем языке говорят». «Как интересно. У меня как раз один человек увлекается изучением зараженных. Уверен, у него есть множество вопросов. Отвечу на все. Секретов у нас нет. Тогда собираемся. Сейчас выйдут суда, а мы пока дойдем до пристани». Остров оказался довольно большим. 10 километров на 15, если верить Клетчатому. Аккуратные кирпичные дома под красными крышами. В центре даже античное здание с колоннами, в котором чествовали героев. Половину острова занимали сады, огороды и поля. Множество рыболовецких шхун, приветливые люди, благодарные усталым героям. Сегодня, дорогие мои, мы собрались по поводу снятия блокады нашими героями из чистилища. Личным примером чужая продемонстрировала героизм, заманив гигантскую ящерицу на берег, где ее и прикончили общими усилиями. Одни мы бы не справились, и нам грозили большие проблемы. За Марго! Пили до утра. Потом опять до следующего. И так 3 дня. Как ехали домой, девушка помнила смутно. Весь транспорт был забит подарками и едой. В стабе их с волнением ждал Михалыч. «Ну как?»
— С первого дубля, Михалыч! — еле шевеля губами прошептала Марго. — Памятник за тобой. Глава 12. Орда. Утро выдалось дождливым. На улицу выходить не хотелось, тем более, что неотложных дел сегодня не было. Позавтракав без аппетита, Марго направилась на стрельбище. Хоть какое-то развлечение. Завсегдатаи были уже на месте. Рекс выпендривался перед Дианой стрельбой с 2 рук, прекрасно зная, что лучше Дианы в округе стрелять никто не умеет. Чужая скромно встала за крайний стол, снарядив автомат, и тихонечко в свое удовольствие кромсала мишень. «Марго!» К открытому стрельбищу бежал дежурный. «Чиль передал картинку! Скорее в штаб!» Все, кто был на полигоне, моментально все побросали и наперегонки пустились в штабной бункер. За мониторами сидели Череп с Эллом. «Пришли? Хорошо, смотрите. Эту запись принес Чиль 10 минут назад. Он летал над городом». С высоты нескольких сотен метров были хорошо видны улицы, забитые зараженными, которые двигались в одном направлении, круша все на своем пути. Тысячи и тысячи пустышей, топтунов и руберов. Бескрайнее море низших зараженных. Рассекая их, двигались существа, которые не привидятся даже в кошмарных снах. Одно из них, по мнению Черепа, было даже больше Годзиллы. Они шли не только по улицам. Они скакали по крышам, перепрыгивали с дома на дом. Сосчитать их не представлялось возможным. Это была Орда. Повода для миграции не имелось, если только не изменился график перезагрузки кластера. Чиль стал удаляться от города, подлетая к границе кластера, и вскоре уже был виден отчетливый признак. Сизый туман окутал кластер, запаха на записи не было, но и так для всех стало ясно, что вскоре произойдет. А ведь это Орда, господа. Рекс попыхивал трубкой. Дождался. Это они на твою трубку идут. В тон ему продолжила Диана. Если без шуток, то перезагрузка пошла раньше, почти на неделю. Обычно они постепенно рассасываются, а тут массовый побег. Мне только не нравится, в какую сторону они собрались. Ведь это же выход из города, который почти рядом с нами, в нескольких километрах. Череп нервно заерзал. Прогнозы? Марго о чем-то думала. Прогнозы не очень. Сама говорила, ни один стаб не выдержит Орду. Даже если они краем нас заденут, то на выстрелы все повернут сюда. Затаиться, может, как-то? Сделаем так, обратила внимание на себя чужая. Я выйду на холм со стаей. Орда нас примет за своих, причем за очень непростых своих. Весь крупняк по центру идет, а с флангов — малыши. Отпугнем их. Приручать никого не буду, а то выстроится очередь. Потом нас самих схарчат не ровен час. А это мысль, Марго. Хоть у кого-то голова на плечах есть в этом стабе. Эл, казалось, с облегчением выдохнул. Когда они здесь будут? Орда уже выходит из городского кластера, широким фронтом. Ладно, пора. Рекс, всех вниз, в портальную. Абсолютно всех, чтобы ни одним человечком не пахло. Если что-то пойдет не так, уйдете на время в спокойный. А ты? А я стану легендой. Не теряйте времени, боевая тревога. Сирена разорвала влажный воздух. В этот раз она была более настойчивой, даже истеричной. Люди, поняв, чего от них хотят, быстро собрали 3-дневный НЗ и потянулись с матрасами в бункер. Чужая тем временем довела до стаи свои требования. Все поднялись по команде одновременно. Даже Ка не стал капризничать на этот раз. Вскоре стая достигла холма и уселась в ожидании Орды. Вдалеке, в районе города, нарастал гул и поднималась стена пыли,
которая постепенно затянула весь горизонт. Гул нарастал, превращаясь в топот, и, не останавливаясь на этом, переходил в грохот обвала. Земля мелко тряслась под ногами. Элита напряглась, всматриваясь вдаль. Показались первые зараженные. Первые полчаса мимо них с опаской пробегали топтуны, лотерейщики и редкие руберы. Стая стояла на пригорке во всей своей красе. Тирекс не сводил маленьких глаз с зараженных, плотоядно облизываясь. Багира нервно стегала себя хвостом по зеркальным бокам. Конг мерцал всем телом, меняя окрас, предупреждая, что он очень сложный товарищ. Гордо задрав морды, стояла тройка волков. Только Ка, свернувшись в пирамидку, философски наблюдал за процессией и, казалось, вздыхал. Йорик, как всегда, стоял сзади, справа, за спиной своей королевы. Сутулый, с опущенными лапами вдоль тела, он напоминал мумию Дракулы в тельняшке. Его выдавали только беспокойно бегающие глаза. Вдали показался высокий силуэт с гордо поднятой мордой. Среди моря уныло бредущих пустышей прямо по ним двигался лев. Да, он сохранил изначальную свою структуру, кардинально не изменившись. Лев в черной броне. Марго напряглась и мысленно потянулась ко льву, приказывая приблизиться. Он послушно, не обращая внимания на лопающихся под лапами пустышей, помчался к королеве. Тирекс неожиданно пригнулся, зарычав, и дал по нему кинетикой. Удар был настолько сильным, что Марго услышала, как и трещат кости у льва. Конг, не переставая мерцать, прыгнул к доисторическому коту и мощным ударом лапы разломил ему череп пополам. — Марго! Сдец! — утробно заключил Йорик. Марго не собиралась никого приручать. Главной задачей было отпугнуть зараженных от стаба. Задача не из простых. Позади стада топтунов показалось несколько громадных силуэтов. На стаю напрямик мчались человекоподобные монстры, родственники Конга. Не добежав метров 30, они остановились. Стаю от них отделял один прыжок. Монстры буравили взглядами стаю, здоровые и косматые. Тонны по две каждый, с хищными оскалами, что-то себе думали, не решаясь нападать. Стая выстроилась клином, острием которого был Тирекс. Справа Балу, слева Конг. Багира, Акела, Инь и Янь по бокам. Сзади Ка, свернувшийся в пружину, готовый в любую секунду выстрелить с собой в противника. Чиль поднялся в облака. Йорик, как всегда, рядом с королевой, расположился чуть выше позади стаи. К человекоподобным стали присоединяться твари помельче. Их становилось все больше и больше. И вот критическая масса была набрана. И порядочный кусок орды атаковал стаю. Монстры, набирая скорость, помчались вперед. Тирекс согнул передние лапы и резко выбросил их по направлению атаки. У впереди бегущего человекоподобного монстра лопнула грудная клетка. Он упал, и его тут же затоптали напирающие сзади твари. Последовала очередь кинетических ударов, сбивая с ног всех на своем пути. Некоторые, наиболее сильные, успевали подняться, остальных ждала участь быть растоптанными. С диким ревом, не обращая внимания на потери, орда неслась вперед. Планка упала, и монстры, и так не особые мыслители, вообще перестали соображать. На помощь Тирексу шел Балу. Проделав своим ревом громадную просеку в топтунах с бегунами, медведь только и успевал раздавать удары лапами по сторонам. Зараженные теряли части тел, отлетая от него, но все равно упрямо лезли напролом. Стоял жуткий хруст ломающихся костей и дикий рев монстров, бьющихся насмерть. По флангам, раздавая плюхи, пытались держаться Конг с Багирой. Кошка механически била наотмашь то левой, то правой лапой, изредка выхватывала кого поменьше зубами и отправляла в пасть. Рубер прыгнул ей на спину,
но Багира стряхнула его и, придавив лапой к земле, откусила голову. Волки яростно рвали всех, кто пытался окружить стаю. Вокруг них уже была гора трупов. Акела яростно сражался среди десятка монстров. С боков его поддерживали девочки. Все в кровоточащих ранах стояли из последних сил. Конг демонстрировал великолепную школу бокса. Один хук, и нет головы у двухметрового Рубера. Прямой удар левой лапой, и еще один топтун упал с дырой в груди. Но все же численный перевес Орды давил стаю назад, пытаясь разъединить ее на несколько частей. Здесь в битву вступил Ка. Удав поднялся на хвосте и громко зашипел. Твари поменьше Рубера застыли, словно пораженные молнией. Огромная голова размером с автобус стала ритмично раскачиваться из стороны в сторону, гипнотизируя мелочь. Кольца удава начали исполнять замысловатый танец. Зараженные, выстроившись в цепочку, шли к гигантскому змею. Ка не стал их жрать, во всяком случае сейчас. Он бил их хвостом одного за другим, ломая кости и раскатывая в блин, отбрасывая далеко назад. Чиль атаковал сверху, выбивая мозги из голов зараженных. По полю уже валялись десятки тел, начиная с пустышей и кончая элитой, с пробитыми черепами и разодранными телами. Одно крыло у него было серьезно ранено, но он держался, скача по земле и нанося смертельные удары. Стая начала уставать, а поток тварей все не иссякал. Звуки сражения привлекали все больше новых зараженных. Выстоять против такого вала монстров не было никакой возможности. Марго перешла в боевую форму. Расправив крылья, развела руки в разные стороны. С кончиков пальцев брызнули ярко-оранжевые молнии и уперлись в членов стаи, подпитав их силой королевы. Но даже и этого не хватало. Монстры напирали, выдавливая стаю на вершину холма, оставляя за собой ковер из коверканных тел. Марго послала вперед Йорика, чтобы хоть немного дать отдохнуть остальным. Это обеспечило небольшой передых. Пока Йорик лапами, как комбайн, шинковал зараженных. В гуще тел мелькала тельняшка, части монстров разлетались в разные стороны. Сенокос был в самом разгаре, и монстры стали потихоньку отступать, с подозрением косясь на Йорика. Все меньше было желающих вступить в поединок с вампиром. Тем более, что он был неуловим, постоянно телепортируясь. Таким образом, между стаей и ордой опять возникло свободное пространство. Стая отступила выше. За ними было еще метров 20, но затем их ждал обрыв и ров. Не смертельно, но это уже территория стаба. Тем временем монстры по обе стороны зализывали раны, злобно посматривая друг на друга. Стая без команды не нападала, стараясь отдохнуть. Орда прикидывала шансы на удачный исход битвы. Тут, как назло, нарисовалась суперэлита со своей свитой. Огромный монстр 5-метрового роста, похожий на рогатую жабу, идущую на задних лапах. За ним тянулась элита поменьше. Заметив стаю, жаба остановилась и внимательно посмотрела на Марго, безошибочно определив лидера. Низким утробным голосом чудище издало какой-то свой жмурский клич, и его свита ринулась на стаю чужой, воодушевив попутно мелких зараженных. И снова атака. На этот раз посерьезнее предыдущей. Стая выстроилась клином. Жабу со свитой встретил Тирекс. Она осталась на месте, но ее сопровождающие отлетели метров на 20. Половина из них не поднялась. Мелочь уже никто не считал, она просто хрустела и помирала под лапами элиты, как саранча под сапогом. Напор был настолько силен, что стая дрогнула. Сначала упал Балу, за ним Тирекс. Орда стала разделять стаю на две части. Тут уж подключилась Марго. Зависнув в боевой трансформации над землей, она, поддерживая своих, одновременно ударила концентрическими оранжевыми всполохами. Расходившиеся кругами волны
снесли почти всех, кроме 2 элит и самой жабы. Элитников взял на себя Йорик. Ловко прыгнув к первому, он произвел моментальное вскрытие. Второй оказался ловчее и успел уйти от кинжалов. Йорик закрутился с ним в вихре смертельного танца. С саблями. Жаба некоторое время смотрела на Марго, а потом, вскинув свои ручонки, решила сотворить что-то нехорошее, но не успела. Огненный шар оранжевого цвета проделал в ней дыру, через которую был виден Йорик, залихвастски сносящий голову последней элите. Жаба удивилась, склонив голову, взглянула на дыру в брюхе и с огромным сожалением грохнулась на землю, породив локальное землетрясение. Стая возликовала, издав могучий рев. Остатки орды на этом участке в ужасе побежали к основной массе, до которой было 500 метров. Их ужас передался остальным. Пригорок с Марго, сверкающий оранжевым пламенем, орда стала огибать за километр. Это была победа. Далась она многочисленными ранами, даже Йорику располосовали тельняшку, но все были живы. Марго, последний раз на сегодня, извергла из рук лучи, подлечив стаю, и упала без чувств. Очнулась она, когда уже садилось солнце. Стая была по-прежнему рядом, с радостью приветствуя свою королеву. Страшно болела голова, но после живчика стало лучше. Надо было двигаться в чистилище, тем более, что орда уже прошла далеко на восток. В городе сверкали молнии, перезагрузка подходила к концу. Завтра можно было съездить в магазин. Попыталась встать, но ноги ее не держали. Подошла Багира и легла рядом, как бы приглашая сесть себе на спину. Марго неловко взобралась на нее и, кое-как закрепившись, похлопала по шее. Кошка очень аккуратно поднялась и не спеша возглавила процессию. Остальные медленно направились вслед за Багирой. Довольно странное зрелище. Матерая элита везет на спине человека, а еще несколько покорно идут следом. Огромный удав рыскает по земле рядом с вампиром в тельняшке. Одной этой картины хватило бы, чтобы спятить. Так и дошли до стаба. Лагерь был пуст, все спрятались внизу, в бункере. Марго немного отдохнула верхом на Багире, но все равно почти без сил спустилась вниз и постучала в дверь. «Выходите, орда ушла», и сползла по стене. Дверь немедленно откатилась в сторону. В проеме показался Рекс. «Все живы?» — был первый вопрос. «Живы, но ужасно устали. Не знаю, насколько хватило записи, но это было эпично. Нас чуть-чуть не съели». И опять потеряла сознание. В следующий раз, когда она пришла в себя, у ее постели сидел Титан и что-то читал. «Наконец-то! Неплохо ты себя опустошила. 12 килограмм сбросила. Почти дошла до полного истощения. Смотрели твой бой. Ты опять нас всех спасла. Начни мы стрелять, стаба сейчас уже не было бы. Кстати, у нас гости. Опять собачку, говорящую, посмотреть хотят. Пусть вон орду догонят, там есть на что глянуть. Эти уже насмотрелись. Вся стая сейчас сидит около твоего дома и пускает только меня, Черепа и Рекса. Даже Ка вокруг дома свернулся калачом и лежит так 2 суток. Сколько же я без сознания? 4-е сутки пошли. Я тебе капельницу ставлю. Рекомендую красную жемчужину принять, она тебя поддержит. Будешь? Давай, ты же не отвяжешься. Ну вот, и живчиком запей. И старайся больше себя так не расходовать. Кто к нам на этот раз пожаловал? Вавилонцы. С ними Рекс. Он сейчас в штабе. И много их приехало? Прилично. 2 дня назад прибыли. 2 бронированных тайфуна и конвой солидный с ними. Михалыч еле разместил их. У нас проблемы? Не хотелось бы воевать с ними, тогда... Ты чё, Марго? — рассмеялся Титан. Они к нам за помощью. Мы теперь мега крутые. Они увидели твою охоту на Годзиллу в Озерном.
У них слюни до пола. Приличные люди. Клетчатый сказал им, что все права принадлежат чужой. Они промеж всего и о записях хотят поговорить. Купить. Промеж чего? Говори яснее, черт лысый. Ожила мать. Они просят помощи. Сама все узнаешь. Ничего такого, чтобы не было нам по силам. Так чего? Давай помогу, пойдешь к гостям. Давай. С живой не слезете все равно. Марго собралась и пошла к выходу, резко открыв дверь. На пороге сидел Йорик. Дверь ударила ему по спине. Он вскочил, радостно заверещав. — Здесь! Арго, мыргал, мыргал! Йорик даже подпрыгивал от счастья, что королева ожила. — Подслушиваешь, засранец? Вся стая радостными рыками, мычанием и шипением приветствовала чужую. Девушка подошла ко всем, погладила и потрепала по загривку. Поговорила с каждым. Раны стая залезала уже на второй день, и все это время ждала ее выздоровления. Вот они так и сидят, даже не ели ничего. Все здесь. — А где Немезида? Найди мне, пожалуйста, нашу диверсантку. — Йорик, слушай меня. Сейчас берешь всю стаю, да, всю, и ящеров, и змеев, всех лентяев, и идете в город на обед. С тобой Немезида пойдет. К вечеру назад. Все понял? — Здесь. — Ты даешь, Марго. Помнишь, как мы его первый раз увидели? Он сам пришел в город пообедать, а теперь ты его посылаешь. Они уже не те. Сейчас все понимают. Их можно спокойно посылать одних. И Немезиду никто не тронет, а если что, у нее девочки такие, что похлеще элиты будут. Кто б сомневался. Они кого хошь порвут, — философски изрек Титан. Как тебе красная жемчужина пошла? Вполне, бодрость во всем теле. Идем тогда в штаб. В бункере как раз нашли Немезиду. Вот вы где все. В штаб бодро прошла чужая. Радостные приветствия раздавались со всех сторон. Люди благодарили Марго и стаю. Наконец-то она вырвалась из объятий. — Немезида, дело к тебе. Сопроводи Йорика в город. Он сейчас со всей стаей туда отправится. Ты со своими девочками посмотри за ним. Заодно трофеи соберешь. Они не ели уже 4 дня. Хорошо? — Какой вопрос? Сгоняем. Вечером придем назад. — Марго, — подошел к ней Рекс, — познакомься. У нас гости из самого Вавилона. — Очень приятно, Марго. К ним подошли 2 человека. Оба среднего роста, один худой и сгорбленный, чем-то неуловимо похожий на Титана, а второй кряжестый, с сильными руками и цепким взглядом. — Резвый, знахарь из Вавилона, — произнес худой. — Гриб, — представился второй, кряжестый. — Ментат. — Вы не скрываете свои дары? — удивилась девушка. — Отнесем это на ваш юный возраст, — усмехнулся Резвый. — Большинство ваших людей нас давно знают. Скрывать нечего. Сейчас тем более будет неловко, когда Рекс шепнет на ваше прелестное ушко, кто есть Ху. — Логично. Ну, а меня вы знаете. Прошу прощения, что не смогла вас встретить сразу. Болела. Мы в курсе. И давай на «ты». Пока ты валялась, мы посмотрели все ваши записи. Мы просто в осадок выпали от твоей дерзости с Годзиллой. Я ржал, как конь, когда у ящерицы повалил черный дым из задницы, — засмеялся Гриб. У меня нет повода не верить твоим людям, но это подлинная запись твоего боя с Ордой. А то, стала бы я из себя изображать неженку 4 суток. Я вырубилась еще там, на холме. Они меня затолкали на спину Багиры и привезли сюда. Невероятно. Будучи в столице, многого навидался, уж поверь мне. Но такое впервые вижу. Если ты не против, я хотел бы посмотреть тебя как знахарь. Знаю, что твой знахарь Титан, но он не против. Тем более, что нам есть о чем поговорить. Мы как-то потеряли его из виду, думали, сгинул. А он прибился к Стронгам, и судьба свела его с тобой. Это счастье — наблюдать такой дар воочию. Стронги — это плохо? Прости? Мне показалось, что ты выразился о моих товарищах
в уничижительной форме, подняла свой носик Марго. Резвый переглянулся с черепом, крякнул и протянул ему красную жемчужину. Чужая все поняла и расхохоталась вместе с ним. «Череп, ты неподражаем. Кстати, Марго, чтобы вас совсем успокоить, стронги в иерархии Улья стоят на самом высоком месте, потому как не боятся схлестнуться не то что с мурами, но и с нолдами, самыми опасными из внешников. А Титан, чтобы ты знала, был моим учителем». «Нифига себе! При первой встрече он мне показался алкоголиком». «Ха-ха-ха! Так что же вас все-таки привело сюда? Мне сказали, Вавилону нужна наша помощь». «Да, есть дело. Меня послали, так как я хорошо знаю твоих друзей. Со мной Гриб, чтобы не было недосказанности. Он — моя совесть. Если у кого-то возникнут вопросы, то он такой передвижной видеомагнитофон и мой друг. С нами еще до хрена народу, но это все охрана. Вторжения нет. Что ж, это радует. Через 2 недели открывается коридор на Беговую. Мы хотели бы пойти с вами. У вас 2 тайфуна. Немного же вы туда напихаете». Раздался дружный смех. Они не могли остановиться довольно долго, только когда начали икать и вытерли слезы. Продолжили. «Извини, Марго, конечно же нет. Если вы согласны организовать нам охрану своей стаи и послужить проводниками, то мы соберем колонну гораздо больше. Рекс, мы согласны, слово за тобой». «Конечно. Вместе весело шагать по дороге. У нас не очень большой автопарк, мы как раз хотели пополнить его. В прошлый раз нас было всего 10 человек, много не увезли. Титан рассказал нам. Там появляется порядка 100 эшелонов с техникой. Бывают арматы и другие очень вкусные вещи. Как вообще такое возможно, если подобную технику в моем мире только приняли на вооружение? Только на параде проехала, а здесь она уже в вагонах на станции. Мультиверсум. Множество миров проваливается в улей. Время не везде одинаково. Где-то уже устаревшая техника, а где-то к ее разработке и не приступали. Взять, к примеру, нолдов. Их технологии и наши — небо и земля. А живем в одном и том же мире. В том мире, откуда эти эшелоны, наверняка идет война. И армата там уже воюет в полный рост. Понятно. Так что с вашей колонной? 400 Уралов, КАМАЗов, всевозможных тягачей и кранов, прочая погрузочная техника и заправщики. Мы хотим хорошо затариться. Неизвестно, что и как будет дальше, поэтому выступаем единым фронтом с соседями. Неплохо, очень неплохо. Череп до этого момента хранил молчание. Но мы не сможем защитить вас всех. Стая, она, конечно, сила, но не такая, чтобы защитить подобную колонну. Нам нужна защита от зараженных. От людей мы и сами отобьемся. И проводник. С нами будет порядка 3000 человек. Из них половина бойцов, упакованных по самому максимуму. «Огромная сила!» — воскликнул Рекс. «У нас тоже около 100 превосходных бойцов. Что у вас с техникой? Здесь без проблем. Вы свою спокойно можете в стабе оставлять. Чего вам моторесурс бить? Пехоте есть на чем ехать? Конечно. А остальное с нас. Мы стартуем от вас. Сюда подойдет колонна с танками и БТР. Стоп, я тебя хорошо знаю, Резвый. Подметки ты режешь на ходу. Вот только нашей королеве не надо голову забивать. Что мы с этого будем иметь? Резвый глянул на Марго. Ничего не могу поделать, развела руками чужая. Он наш переговорщик и ментат. Да знаю я этого проходимца. Из 400 единиц грузовой техники вашими будут 40. То есть вы можете себе забрать все, что захотите, и увезти сюда, в этих 40 грузовиках. Погрузка тоже за наш счет. Ваше дело только охрана и проводники. 10-я часть посредника — это приемлемо, но... Понял тебя. Ты крутой парень, Череп. Вы также берете всю технику, какую захотите. Только если будут арматы, уступите нам. У вас все равно нет ремонтной базы такого масштаба. Согласны. И напоследок. Всему генералитету по 5 красных жемчужин. Если, конечно, это что-то значит для вас.
И каждому оставшемуся в живых бойцу по одной красной. Мы слышали, вы скребера теперь фармите. Да, попался как-то один, полудохлый. Рассказывай больше. Я видел запись, какой он дохлый. Кстати, об этом я тоже уполномочен поговорить. По поводу записи? И это тоже. За Годзиллу даем 60 красных. За Орду тоже. А за скребера... Качество там не очень, ну, пусть 70. За все 3 записи 200 красных. Плюс месяц все включено на ваших курортах для каждого нашего человека из стаба. Череп, ты сложный человек, но да, по рукам. Скажи спасибо, резвый, что я не попросил еще стаи, все включено. Это же эксклюзив, где вы еще такие записи возьмете. Вы на них состояние сделаете, и не одно. Да уж, спасибо. Состояние у меня уже есть, так что... Марго, я вызываю колонну? Да, но как? У нас есть дальняя радиосвязь. Мы вам оставим передатчики. Отныне вы будете в общей сети. Заблаговременно будете узнавать все, что знаем мы. Круто. Вот спасибо, резвый. И последнее. То, что мы забираем с зараженных, делим пополам между всеми, кто был в экспедиции. Если мы даем вам наводку на скребера и помогаем его свалить, то тоже делим пополам. Идет? Само собой. Так и сидели до вечера. Резвый вызвал колонну, завтра с утра она должна уже выйти. До чистилища им было около 10 дней. День в стабе, еще 4 дня, и они на беговой. В сумерках в штаб заявилась грязная по самой брови Немезида. Ну и гораздо они жрать. И бросила на пол большой брезентовый мешок. 33 жемчужины. Монстры про нас там стали забывать, не успели свалить. Ребята неплохо поели. И еще у нас 2 мура, остальные там остались. И они хотят жить. В обмен на информацию.